О, привет! Привет, привет, самый бородатый. Леван, смотри, здесь мышка работает, а во-вторых, если полный экранный режим у нас, то клавиатура тоже. Клавиатуру поставишь, я а потом если закладчик туда, так. Вина. Так, а может кто-то может поставить? Вы сами, что ли? Легко. Облачный подъем. Можешь написать борода. Седая добавить.
Пароль ты не нужен. От Wi-Fi. Нет, тренировочный.
Да. Саша, немножко музыку убавьте, а пусть презентация крутится. Так, ну, дорогие друзья, я уже 2 недели обращаюсь к вам именно таким образом. Не коллеги, не там соратники, а называю просто вас друзьями. Так что мое традиционное обращение. Мы долго не встречались, вы знаете, что были этому причины, хотя в 2020 году мы с Вячеславом Алексеевичем тоже очень планировали и готовили наше мероприятие провести, но получилось так, что мы задержались на 2 года. Многие планы наши изменились, многие дела наши изменились. Мы на самом деле, возможно, многие переболели, может кто-то тяжело, кто-то полегче. На самом деле мы потеряли своих коллег, и мы, наверное, сегодня еще о них будем вспоминать. С нами не стало совсем Нины Константиновны Поповой, Марины Николаевны Истоминой. Это ветераны нашего движения, вот нашего IT-клуба. Их сегодня нет с нами, в течение буквально этого года их не стало. Ну, я думаю, что у нас были и новые интересные мероприятия, новые дела, новые знакомства, творческие успехи. И традиционно вот наше мероприятие, которое мы проводим летом, а иногда еще и зимой проводили, оно проводится на самом деле у нас, получается, с 2009 года, можно посчитать, сколько это лет. И вот хроника всех наших дел, она запечатлена вот в этой презентации, я думаю, что вы видели, и те участники, которые не первый год в наш клуб приходят, они могли себя здесь тоже увидеть. Ну, что я хочу пожелать? Успехов нам. Ну и, наверное, первое слово для приветствия мы предоставим проректору Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сороковны Наталье Николаевне Новиковой. Она одна из тоже первых самосборовцев наших. Популярный, известный человек, уважаемый всеми нами, в нашем клубе часто бываемый. Уважаемые коллеги, от имени руководства Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина я очень рада вас приветствовать на совместном мероприятии. Мы всегда рады, что летом и зимой на протяжении уже стольких лет проходит совместное мероприятие Института развития образования, Академии раньше госслужбы, да, подключалась, и Сыктывкарский государственный университет. Кстати, завтрашний день пройдет на площадках нашего университета, где будут представлены те практики, которые сегодня реализуются в рамках проектов, как вам покажут, как мы работаем и готовим новых специалистов по направлению цифровизации, какие условия созданы для школьников, которые у нас обучаются в Доме научной коллаборации. И я хочу, во-первых, сказать большое спасибо организаторам, потому что 2 года не было этого мероприятия. И вот, как показывает практика, научные конференции, форумы, которые 2 года не проводились, если в этом году не проходит возобновление, значит, они не были интересны никому. Такие есть мероприятия всероссийского уровня, регионального уровня. А те мероприятия, которые с новой силой, да, вот, возобновляют свою деятельность, это показывает то, что те идеи, которые закладывались, те задачи, которые решали эти мероприятия, на самом деле они очень важны. И я поздравляю с тем, что все-таки мы проводим это мероприятие, с тем, что вы продолжаете заниматься вопросами цифровизации. Ну, что хочется сказать. Недавно, на прошлой неделе прошел вебинар Российской академии образования. Лично слышала я Роберта Рен, который является директором Института информатизации. Я все хотела услышать что-то новое, сверхактуальное. Но, в принципе, никаких глобальных таких фундаментальных позиций, касающихся цифровизации, информатизации, не было высказано. До сих пор остаются актуальные вопросы использования электронных образовательных ресурсов. Как это были проблемы в 2006-2005 году, так и они остаются. Говорится о вопросах импортозамещения. Те ресурсы, те сервисы, к которым мы привыкли, годами с ними работали, они сейчас исчезают из нашего рынка, мы уже не можем работать со своими студентами. И, как отмечали коллеги, это большая проблема для практикующих преподавателей, для практикующих студентов.
да, учителей. То есть мы привыкаем к одному ресурсу и не знаем, чем его заменить. И поэтому вот этот вопрос стоит, и я думаю, сегодня и завтра вы будете обсуждать, каким образом сегодня выстраивать вот такое взаимодействие, потому что мы уже привыкли взаимодействовать со студентами и с учащимися через сеть, и очень тоже большие проблемы показали наше дистанционное обучение. Об этом вы, наверное, много говорили и слышали, и вот такая большая книга написана, я не знаю, может быть, вы видели, о пандемии, в том числе 3-я часть касается проблем образования в период пандемии, и там прописаны те проблемы, с которыми столкнулись педагоги. Но вот то, что мы сейчас проходим, показывает не только проблемные вопросы, но и наталкивает на мысль о том, что мы должны развиваться дальше, и такая ситуация может в любой момент произойти. Мы должны быть готовы к тому, чтобы взаимодействовать со школьниками, со студентами в дистанционном формате. Не оставляйте это где-то вот, что этого не будет, на самом деле это может произойти в любой момент. И развиваются программы сотрудничества вузов, я думаю, сетевое взаимодействие между школами, оно тоже основывается на дистанционном обучении. И поэтому те ресурсы, которые используют учители, преподаватели, это очень важно. Поэтому всем желаю успехов, новых знаний, новых умений. Я всегда уходила и буду дистанционно, к сожалению, сегодня участвовать с новыми идеями, которые мы можем передать нашим студентам, самое главное, в школу. Ну и всех всегда призываю к самосовершенствованию, развитию. Мы ждем ваши хорошие публикации в наших журналах. У нас 3 ваковских журнала, это я уже как проректор по науке говорю. У нас проходят февральские чтения, у нас очень много направлений конференции, публикации по предметной деятельности. Мы сейчас очень рады тем и гордимся, что на базе Сыктывкарского университета открыт совместный диссертационный совет с Елецким государственным университетом имени Бунина. Кто еще не имеет кандидатской диссертации, вы можете прикрепиться к нашему университету и готовить диссертацию и защищать успешно в стенах нашего университета. Но у кого есть кандидатский, можете продолжить в рамках докторской. То есть это диссовет по методологии профессионального образования. Поэтому мы вас ждем. Всем больших успехов! Уважаемые коллеги, добрый день. Я тоже рад приветствовать всех участников нашего самосбора. И от имени Китайгородской Галины Владимировны, нашего ректора, которая, к сожалению, ну не к сожалению, может, к радости, находится в отпуске, отдыхает за такой трудный для нас был год, напряженный. Вы, если пришли, увидели, какие изменения произошли. Мы потом еще с вами во время перерыва пройдем, посмотрите наши новые аудитории, кто еще не был, кто не видел. А от имени Галины Владимировны я тоже хочу поприветствовать всех участников, пожелать плодотворной работы и дальнейших научных и творческих достижений в своей деятельности. Да, вот буквально из телеграмм Галина Владимировна только что мне написала. Вот такая фраза, я ее должен произнести, я обещал это сделать. Можете от моего имени всех участников поблагодарить за проявленный интерес и пожелать профессиональных открытий. Что, Илья Иванович, приступаем к реализации, да? Да, коллеги, давайте несколько организационных вопросов сначала мы расскажем. Значит, мы планировали наше мероприятие традиционно на 3 дня, но получилось так, что у нас в этом году 3-й день выпадает на праздник, ну не на праздник, а на мероприятие, которое является для, по крайней мере, старшего поколения достаточно серьезным. Это родительская суббота. Поэтому я думаю, что мы вряд ли сможем в субботу массово выйти на вот, мероприятие на природе, как мы обычно планируем, урок вне классной комнаты. Значит, у нас с вами будут перерывы. В рамках этих перерывов мы с вами можем обсудить,
Есть предложения разные, например, перенести на понедельник, поскольку у нас понедельник выходной день, выезд на природу, если будут желающие. Ну, либо какой-то другой вариант, может быть, еще предложить какую-то сетевую, массовую такую форму, провести некий флешмоб или что-то похожее, что мы, собственно, умеем делать и организовываем. Значит, несколько слов об информационных ресурсах. Вячеслав Алексеевич, прежде всего надо, наверное, рассказать о том, что нужно сделать всем участникам нашего мероприятия самосбора, чтобы у нас грамотно были оформлены документы в будущем. То есть планируется, что все участники конференции нашей самосбора получат определенный сертификат, а те, кто проявил активность, то есть выступил с докладами или провел какие-то мероприятия в рамках вот наших этих 2 дней работы, они получат дополнительно еще документ, в котором будет написано о том, что они вот активно приняли участие, выполнив какие-то действия определенные, либо доклад, либо мастер-класс провели. Ну, Вячеслав Алексеевич, давайте с этого ресурса. Значит, адрес сайта нашего, наверняка многие знаете, где у нас проводятся конференции, comfort.criro.ru. Вот я сейчас на нем. Конференции. Возьми. Так, вот она, наша конференция. Желательно тоже, ну не желательно, если вы хотите получить сертификат, надо на нем зарегистрироваться на этом сайте. Значит, здесь и эта анкета, по этой анкете вы уже зарегистрировались, а зарегистрироваться еще прямо зайдя в мероприятие. То есть вот наше сегодняшнее мероприятие 9 числа. Заходите в мероприятие. Надо, во-первых, зарегистрироваться на сайте. И потом, когда заходите на мероприятие, здесь будет у вас на вот этой желтенькой табличке: буду участвовать очно или дистанционно. Вы выбираете. Буду участвовать очно, дистанционно. На все мероприятия. Значит, кто выступает с докладами, то когда вы зайдете в мероприятие еще, нам будет вписать тему доклада. Значит, докладчики получат автоматически здесь в вашем личном кабинете, будет сформирован сертификат либо участника, либо эксперта с темой доклада. Спикер или эксперт? Ну, у нас уже сделано, что эксперты, поэтому, скорее всего, будут эксперты. Вот. Значит, адрес сайта Comfort.criro, регистрируемся на нем и заходим во все мероприятия, которые вы будете посещать. Значит, еще, кто у нас выступающие? У нас есть папка «Обмен для слушателей», и там есть папочка с восклицательным знаком «Самосбор 2022». Туда свою презентацию кидаем и готовимся к выступлению. Коллеги, кто опоздал и планирует выступление сегодня и испытывает трудности, вы поднимите руку, мы подойдем и постараемся организовать, чтобы вы сбросили свои материалы, презентации, какие-то дополнительные материалы, которые вы будете использовать. Дальше мы с вами знаем, что у нас на самом деле 3 информационных ресурса с вами работают. Первый ресурс – это сайт наш, который имеет адрес СИКТ 2022. И на этом сайте у нас обновляется информация, связанная и с программой, и хроника мероприятий, которые мы проводим каждый день, она будет там в записи сохраняться. То есть можно будет посмотреть, если вы на какие-то доклады и на какие-то мероприятия не попадете, вы можете посмотреть это в режиме уже таком спокойном, открыв этот сайт. Дальше у нас есть группа своя ВКонтакте. В этой группе мы просили всех участников самосбора, во-первых, анонсировать свои выступления, свои мероприятия, которые вы заявили в программу. Ну и всех других участников просто каким-то образом прокомментировать, насколько вам интересны вот эти мероприятия. Форма комментария может быть произвольная. Можно оставить письменный текстовый комментарий, можно оставить просто соответствующие значки, которые у нас в группе имеются. Например, лайки в виде сердечек.
Ну и, наконец, четвертый ресурс, получается, вот первоочередной, это все-таки это для получения документов. И последний ресурс – это группа в Телеграм-канале. Здесь у нас будет просто обмен информацией оперативной, текущей. Например, если что-то в докладе поменялось, или докладчик перенес свой доклад на какое-то другое время, то вы в Телеграм-канале будете видеть соответствующую вот эту информацию просто мгновенно. Ну и сами можете тоже писать и, например, делиться впечатлениями. О, как здорово, хорошее выступление, возьму на заметку то-то, то-то и так далее. То есть эта группа в Телеграме сделана для того, чтобы мы очень оперативно обменивались текущей информацией, ну и рефлексировали тоже на самом деле. А вот на сайте сейчас все эти ресурсы представлены. Тоже ссылочки рабочие. Это на сайте Конфор.Криру, на сайте конференции. Коллеги, кроме того, мы вот всем, кто только что зарегистрировался и пришел к нам, вот такие листочки раздали. Значит, суть этих листочков такова. Ну, мы обычно традиционно на память оставляем фотографии участников самосбора. Поскольку у нас пока нет сертификатов, то мы планировали, что вот это будет нашим баннером присутствия на нашем мероприятии. И кроме того, вот здесь в QR-коде вы найдете информацию на все ссылки, которые мы только что сейчас огласили и озвучили. Дальше, те, кто, наверное, будут задерживаться, опаздывать, и вот уже есть люди, которые зашли чуть попозже, у нас есть традиция, не бейджики заводить, а вот такие вот полосочки с бумажкой. Вот здесь они у нас с вами, этот скотч малярный присутствует, ленточка. Вы просто пишите, как вы хотите, чтобы вас называли, ну и в течение 2 этих дней это, грубо говоря, ваше представление в нашем коллективе. Значит, я призываю к обмену мнениями, дискуссиям и так далее. И как обычно мы с вами друг к другу подходим, обращаемся так, как мы хотим, чтобы нам обращение это звучало, и делимся, ну, своими проблемами, отвечаем на вопросы и так далее. Можно? Да. А что окончательно значит продлить? По третьему дню, что в субботу точно не едем. А вот какие предложения будут, я думаю, что мы ну, есть вариант. Ну, есть вариант 13-го, да. 13 понедельник у нас не рабочий день. И можно в понедельник, скажем, выехать так же, как мы обычно выезжали, либо на Красную Гору, либо на стадион Динамо, на базу Динамо. И там уж и места, домики есть, ну и места для подготовки горячего там. Ну да, ну, купаться можно, там свои плюсы. Но там комары. Хотя комары, наверное, сейчас везде. Так, коллеги, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, в телеграм-канале задавайте, спрашивайте. Это у нас такая оперативная. Да, мы будем озвучивать. Я вернусь еще раз к сайту. Вот я сейчас залогинился на нем. Сегодня 9 число. Вот так будет у вас выглядеть. Вот здесь уже я записался на это мероприятие, которое у нас началось. А на это еще не записался. Вот ставите «Буду участвовать». Теперь вы зарегистрированы. Ну, вот сертификат у вас будет в личном кабинете. Так, ну по окончании где-то у нас здесь. Вот мои сертификаты. Ну, будет автоматически сделан. Да, пока нет, но тут мы с подписями решали вопрос, кто подписывать будет, поэтому немножко... И здесь же идет сейчас трансляция. Здесь же на этом сайте идет трансляция. С записью, да? Ну, Александр Михайлович, с записью, да? с записью, да. Тут же она и будет потом, то есть вы можете потом пересмотреть, но, естественно, мы сделаем нарезку и выложим еще на втором нашем сайте, где обычные программы. Где пробник. Ну, в принципе, здесь тоже будет вся информация. Так, коллеги, и последнее обращение. Значит, у нас достаточно много выступлений. Желательно выдержать регламент, который предложен. Мы постараемся с Вячеславом максимально следить за этим, но призываем также вас выдержать тот тайминг, который предложен. Мы немножко уже задерживаемся, так что первое выступление, которое у нас в вашей программе есть, Вячеслав Лешов. Его доклад называется «Эффективное использование информационно-коммуникационной платформы Сфера для проведения уроков и неурочной деятельности». Коллеги, значит, вы сейчас можете, кто еще не зарегистрирован на платформе Сферум, зарегистрироваться. Sferum.ru адрес легкий. А далее
регистрация для преподавателей с обязательным указанием телефона. Если вы будете регистрировать своих детей, то есть возможность пригласить по ссылке, и для детей это только логин, электронная почта и пароль. Указывают электронную почту, свою электронную почту и пароль. Значит, если, значит, сейчас еще прокручу в конец, вот предпоследний слайд, можете сейчас попробовать. Я создал встречу, вот такой адрес, kriro.ru, самосбор. Можете попробовать, сейчас звонок работает. То есть звонок можно создать, звонок бесконечный, и он сейчас работает, можно без регистрации, тогда вы просто не будете, если вы не зарегистрированы на платформе, вы будете участвовать, но не сможете участвовать в чате. То есть чат на платформе Spherum только для зарегистрированных пользователей. kriro.ru, самосбор. Значит, что же это за платформа? Что же это у нас за платформа? Анимацию включим. Значит, для выступающих у нас работает слайдер, мышка, клавиатура, что хотите. Назначение платформы — это информационно-коммуникационная платформа. То есть она для какого-то информационной коммуникации, для видеозвонков, для создания, она может выступать как мессенджер и является как бы дополнением к каким-то электронным ресурсам, к электронным платформам. То есть на ней обучающих каких-то материалов нет. Это чат, это видеозвонки, это трансляции. Значит, разработано, это российское полностью производство, разработано компаниями, ну, не специально, может быть, создана новая информационные технологии компания, в состав которой входит Mail Group, Ростелеком, при поддержке Минцифры и при поддержке Академии Минпросвещения. Поэтому российская. Значит, нормативная база, на основании чего мы можем ориентироваться на эту платформу. Это, во-первых, постановление правительства 2040 от 7 декабря о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в Российской Федерации. Кто-нибудь знает об этом эксперименте? 15 регионов участвуют. Вот уже с 2020 года они участвуют. По идее, в этом году эксперимент должен быть закончен. Вот они как раз в обязательном порядке все в Сферуме. И уже, наверное, слышали, что с 1 сентября у нас пока в экспериментальном режиме, в том числе и в Республике Коми, начинает работать федеральная информационная государственная система «Моя школа», которая включает Сферум и которая включает тот контент, который верифицирован и который есть на сайте educont.ru. Это E-класс, это Учи.ру, это МЭО, это Фоксфорд, и еще несколько, там много уже достаточно. Эти все ресурсы, они бесплатны для детей. Единственное, нужна регистрация через сайт educont.ru. Мы рекламировали, educont.ru проводил в апреле-мае очень много вебинаров, мы их все рекламировали, анонсы можете посмотреть по всем предметам с использованием вот тех ресурсов, которые я перечислил. И вот это все включается в АВГИС «Моя школа». Регистрация на этот сайт будет идти через портал госуслуг. Ну и вот там вот все объявления. Можете сейчас даже зайти, попробовать зарегистрироваться. Но что-то у меня раньше была учетка, я заходил туда, но они что-то сейчас там изменили. И через госуслуги выдает ошибку. Поэтому вот такой эксперимент в этом году он уже заканчивается. И Сферум тоже был в порядке эксперимента, его расширили. И вот в 2021 году... Так, здесь у меня ошибка. 21 год. В 2021 году был издан приказ и по Республике Коми. Республика Коми подписала соглашение со Сферум, и тоже внедрение у нас тоже началось вот с осени 2021 года. Значит, и вот на сегодняшний день у нас в данном случае статистика, сколько школ зарегистрировано, вернее, сколько образовательных организаций, здесь 42. У нас школ 300,
307, по-моему. Ну, сейчас вот такая цифра, сейчас идет реорганизация опять. Но сюда зарегистрировались и могут зарегистрироваться, в том числе СПО, в том числе дошкольники. Их мало, но они есть. Они тоже могут использовать. В том числе вот мы КРИРО, в том числе могут и СГУ тоже зарегистрироваться. Они сейчас всех регистрируют. По-моему, зарегистрирован у нас Академия Госслужбы, сейчас точно не помню. Вот. То есть организации могут регистрироваться и как бы могут применять уже эту систему. Значит, ну что есть, я уже в принципе сказал, да, это звонки, трансляции, чаты, школьное сообщество. И так, чтобы мы немножко время сократить, уже буду немножко побыстрее. И вот какие могут быть сценарии. Это проведение онлайн или гибридного обучения в классе. То есть, когда будут созданы классы, уже не надо классу рассылать рассылку. Дети знают, что у них в 9:30 там урок географии. И они знают, что им надо зайти на этот урок. Они просто заходят в сферу, и у них уже есть сообщение, что вот он начинается урок географии там в 9:15. Нажимают кнопку «Присоединиться к уроку», как вы сейчас, если кто-то попробовал присоединиться к тому уроку, который я уже создал, и он там где-то идет. Вы просто присоединяетесь, подключаетесь и участвуете в уроке. Мессенджер для школ, да, мессенджер, то есть создается в кабинете школы чат, в котором вы можете участвовать. Разные виды чатов есть общедоступный чат, а есть чат, который может создать себе класс и который будет видеть только в классе. Либо может группа учителей создать чат свой какой-то, над каким-то проектом работают, да. Они могут свой чат, то есть создание чатов в принципе не ограничено. Ну вот я уже как бы сказал, что учителя тоже могут взаимодействовать. И один из последних вебинаров, который проводил Сферум, это как провести в Сферуме педагогический совет. То есть тоже были рекомендации, тоже можно использовать его. Так, ну, два вида звонка есть: проведение трансляции и звонок. Звонок — это когда у всех включены микрофоны. Единственное, есть, конечно, неудобство. Предположим, когда мы создаем звонок, то мы его не можем запланировать. Уже, если кто участвует вот уже в сферу, желательно вот им всякие вот такие нюансы, которые есть, недостатки, прописывать в техподдержку. Они работают и кое-что исправляют. Звонок, но они рекомендуют что? Ну вот надо через неделю провести вот в виде звонка. Понятно, да? У всех микрофоны, у всех камеры, все видны на экране. Вот. Ну, создайте звонок накануне. А если мы создаем звонок, то ссылка начинает действовать за 15 минут до начала. Вот здесь пока в звонке неудобство. Но есть другой инструмент, это трансляция, куда мы подключаем, куда сразу при создании трансляции включаем всех выступающих. И здесь уже как бы получается односторонняя связь. То есть выступающие с одной стороны, а зрители с другой стороны. У зрителей недоступен ни микрофон, ничего, ни камера, а только чат. И то для зарегистрированных. Ну, вы знаете, когда звонок, какие у нас бывают ситуации. Кто-то забыл выключить микрофон, начинает о своих делах говорить. Наверное, все в таких ситуациях побывали и видели. Так, ну, есть приложение. Сферум, есть мобильное приложение, можно использовать. Не весь функционал, тот, который на компьютере может быть использован, но тем не менее. То есть можно входить через приложение. В нашем видеозале на сайте КРИРО, если вы когда заходили на сайт КРИРО, вы, наверное, видели, там у нас сразу картинки. То есть мы разгруппировали все трансляции по направлениям. И одно из направлений — это поддержка ООО при организации обучения с применением DOT. Внизу там одна из последних картинок. В ней есть платформы, ресурсы и так далее. И там есть Сферум. И вот у меня скриншот. Последние вебинары, вот начиная с 6 апреля, на самом деле там 4 страницы еще, на разные темы, вебинары там обозначены. То есть вы можете пройти, посмотреть, как создать среду, в которой хочешь учиться
как организовать проектную работу старшеклассников, вот, эффективное использование тоже сферум при проведении уроков и внеклассных мероприятий. Кто-нибудь попробовал? Нет? Подключились? Если эта ссылка не работает, может, Максим, там в папке «Обмен для слушателей» есть еще ссылка на звонок. В папке «Обмен для слушателей» вордовский файлик. Спасибо, коллеги. Есть вопросы к Вячеславу? Да. Второй вопрос, какие были недостатки данной системы? Ну, во-первых, использование я уже сказал. Вот в видеозале на сайте Криро куча, ну вот на протяжении 2 последних месяцев практически 2 раза в неделю опубликованных, наверное, вот не знаю, надо посмотреть, не смотрел я на сайте Сферума, может что-то есть, но там есть только инструкция по работе в Сферум и инструкция по некоторым разделам. Если говорить о недостатках, ну, как бы платформа создана недавно, естественно, что недостатки есть, недовольства возникают. Но один из недостатков это в звонке я назвал, то, что невозможно его запланировать заранее, только трансляцию можно заранее запланировать. Потом, когда вы открываете звонок, если вы случайно нажмете, вот окно открывается, но если вы случайно нажмете за пределами окна, оно пропадает, по новой надо по ссылочке зайти. Это тоже, как бы, я считаю недостатком. Ну, еще... Ну, есть еще такие нюансы, там по классам есть нюансы. Предполагается, что Сферум будет интегрирована с электронным дневником, и тогда, возможно, классы будут автоматически из электронного дневника попадать. Сейчас классы надо создавать вручную. Записывать детей можно 2 способами. Либо ссылочку им даем, они записываются. Кстати, если вы кто сейчас зарегистрировались, вы можете найти там образовательную организацию Криро. Я создал 3 класс Самосбор 2.20, подать заявочку. То есть подать заявочку, и я вас подтвержу вашу заявку, и вы будете уже в этом классе, можете потом использовать. Только подавайте в качестве ученика заявку, потому что вот один из недостатков тоже... Если учитель создает звонок, то он может пригласить только учеников. Учителей пригласить не может. И если, предположим, создавать учительскую, то в учительской должен быть там директор учителем, а учителя учениками. Чтобы, ну, какая-то коммуникация потом была. Тоже вот как бы можно отнести к недостаткам. Но это... И, может, кто-то видел или читал и слышал, Кравцов уже их это тоже покритиковал, что они недостаточно оперативно там решают какие-то задачи, потому что некоторые мероприятия уже Минпрос проводит, в том числе и на Сферуме. Академия Минпрос, в частности, проводит на этой платформе. Коллеги, давайте еще вопрос, да? Да, есть какие-то сейчас установки по уровню Министерства просвещения, что Сферум будет единственной платформой, которая рекомендуется для школ. И школы могут выбирать ту платформу, в которой будет работать. Нормативно это как-то Ну, надо посмотреть, я не смотрел проект в ГИС «Моя школа». Сферум точно будет входить в эту федеральную государственную систему. Ну, а раз федеральная, то... Ну, и надо посмотреть вот это еще постановление от 2020 года об эксперименте. Там в обязательном порядке школы, которые участвуют, регионы, в которые участвуют в этом эксперименте, в обязательном порядке используют Сферум. Поэтому я думаю, мое мнение, вот у меня еще будет еще один вопрос по импортозамещению, если останется время. А у нас других вариантов нет российских, фактически. У нас ничего другого нет. Ну, да, ProofMe, там, предположим, да, вебинар, но они платные, там бешеные деньги. Сейчас у нас вот есть 2 комнаты ProofMe. В прошлом году мы платили за них
65 тысяч. Сейчас уже одна комната 70 с лишним тысяч на год. Поэтому 140 тысяч. Вебинар проводили они для нас, эту презентацию, 200 с чем-то тысяч на 500 человек. Но нам надо как бы, да, ну 300-500. Около 200 тысяч. Поэтому здесь бесплатный вариант. Никаких ссылок никому не надо пересылать. То есть создал трансляцию, дети в нужное время вошли по расписанию и все работают. В плане, например, того, чтобы провести онлайн-урок, проблем никаких нет. Также идет демонстрация рабочего стола, также есть чат, как во всех остальных системах видеоконференц-связи. Коллеги, давайте поблагодарим Вячеслава. Значит, я проверил, как мы сейчас в Телеграме работаем. Вы посматриваете, потому что я хочу инициировать, что у нас вот эта площадка действительно заработала и служила таким обменом между докладчиками, между организаторами и вами. Значит, коллеги, следующее выступление, кто был в университете, наверное, знает и видел, что весь второй этаж сейчас занимает такая институция, которая называется WorkSkills. На базе этой помещения проводятся самые разные мероприятия. И мы в прошлый раз уже слышали, чем занимается вот этот проект. Сегодня продолжение этого проекта. И у нас два выступающих, Юрий Валентинович и Андрей Васильевич, расскажут нам о том, что будет происходить с WorkSkills, как он трансформируется в высшее образование, в высшей школе. Вот, листать. Это назад, вперед. Так, добрый день. Начну я, Ермоленко, Андрей Васильевич, Юрий Валентинович, рядышком, да? Значит, с подобным докладом мы выступали в 2019 году. Тогда он как-нибудь назывался о программе WorldSkills в университете. Все началось с того, что в 2019 году был выигран грант, да, на поддержку проекта «Молодые профессионалы». И вот хотел немножко рассказать о том, что было сделано, что предстоит сделать. Ну, добавим какие-то трудности. Вот в таком духе построю доклад. Значит, в результате данного проекта в университете у нас было создано 5 мастерских. На слайде приведено их название. Значит, вообще, изначально WorldSkills планировалось для среднего профессионального образования. То есть вот для них. Да? Ну вот, я хочу рассказать, как оно теперь наступает на высшее образование. И, соответственно, что было сделано? В составе университета у нас есть колледж экономики, права и информатики. И вот эти мастерские формально вот сделаны для этого колледжа. Но изначально повелось так, что каждую мастерскую курирует кто-то с высшего образования, кроме одной, да, то есть Юрий Валентинович занимается программными решениями для бизнеса, на мне мастерская веб-дизайн и разработка, ну и так далее. И по проекту нужно в течение 5 лет отчитываться, делать определенные дела. Ну и вот руководители мастерских по соответствующему направлению пишут отчеты, проводят какую-то работу и так далее. Значит, что было сделано? Значит, мы повлияли на учебные программы колледжа, да? Ну, в каком плане? Предметы менять нельзя было, в содержании дисциплин. То есть там строчечку добавили, что используется мастерская, там строчечку, где-то содержание подправили, где можно было. В основном подправляли на практиках. Далее были проведены пробные демонстрационные экзамены. Их, по-моему, не было еще официальных ни одного, да, в этом году? В прошлом году. В прошлом году был первый демонстрационный экзамен. То есть, тем, кто не понимает, это демонстрационный экзамен, что-то вроде ЕГЭ в школе. Да? То есть, он проводится в колледже, кто не сдал, соответственно, диплом не получил, а кто сдал, значит, о нем знают еще и работодатели. Да? Ну, то есть, вот аналог. Далее проводились региональные чемпионаты. Ну, просто проводились. То есть, таких вот, по-моему, чемпионов не было. Далее, одно из направлений было направлено на то, чтобы
участвовать в работе Института дополнительного профессионального образования. То есть разрабатывались программы для них, набирались группы, мы их проводили, ну, то есть и я, и Юрий Валентинович, и так далее. Также каждый год по каждой мастерской нужно было проводить хотя бы 2 группы детей, то есть, возможно, ваши дети там ходили, ну, там 8-классники, нет, в этом году у меня 7-классники приходили. Ну, кто-то сказал, понравилось, кто-то сказал, что ничего не понял. Так, значит, здесь я привожу, ну, мы приводим, винюсь, о том, что как WorldSkills влияет на то, что учитывает специфику современного состояния отраслей, да? То есть ежегодно собирается... А кто собирается? Юрий Валентинович, подскажи. Ну, на самом деле, но по каждой компетенции, то есть, ну, вот то, что было показано мастерски, это определенные компетенции. Да? Есть, например, компетенция программные решения для бизнеса, компетенция веб-дизайна, компетенция поварское дело и так далее, и так далее. Их достаточно много. Соответственно, есть менеджер компетенции, человек, который, собственно, руководит этой компетенцией по всей России, да, управляет ей. Ну и, естественно, есть эксперты, которые коллективно, в общем-то, принимают некие решения, актуализируют эти программы, да, под, опять же, руководством менеджера. И, соответственно, таким образом происходит актуализация, ну и обновление программ, требований, ну и так далее. Так, ну и вот здесь показано, как работодатели участвуют в проведении демоэкзамена. То есть вообще планировалось, что есть база общая, в которой регистрируются работодатели, и они потом, с одной стороны, участвуют в проверке знаний, а с другой стороны, могут по списку выбрать себе сотрудников. То есть изначально вот была такая концепция. Так, у меня... Вообще, если немножко прервал Андрея Васильевича, что такое демонстрационный экзамен? В принципе, с этим раньше сталкивались где-то или нет? Или нужно более подробно пояснить? Вот я немножко скажу, да? То есть демонстрационный экзамен. То есть предполагается, что студенту дается заведомо сложное задание. То есть задание как для профессионала. То есть они, и в зависимости от того, что организация выберет какой код, этот экзамен длится от 4 часов до 16, может? До 16 часов. То есть до 16 часов это значит идет 2 дня. И разбивается, если, ну, вот если вот тут пример как раз на 2 дня, Юрий Валентинович там потом более подробно про коды проговорит. Например, ну вот по веб-дизайну, да, то есть есть указано, какие инструментальные средства можно использовать, да. Потом дается задачка, да, вот, например, модуль на 3 часа. Ну тут я кратенько написал, да. То есть тут по сути нужно написать серверную часть для сайта. То есть это основную часть сайта функциональность реализовать на стороне сервера. То есть я думаю, что человек, который профессионально этим занимается, он сам за 3 часа это не сделает. Да? Поэтому слушателей, студентов надо натаскивать на то, чтобы они это все делали на автомате. И тут еще шутка какая, что по некоторым направлениям задание известно заранее, а по некоторым неизвестно. Но там, где известно задание, за день до экзамена можно 30% поменять. Ну, там, не знаю, на уровне было Петя ходит в магазин, а будет Вася ходит в школу. Ну, что-нибудь такое, да? Так. Ну, и в настоящее время вот эта концепция для среднего специального образования плавненько переходит в высшее образование. То есть раньше назывался WorldSkills, а часть, которая для высшего образования, она называется FutureSkills. Ну и об этом сейчас Юрий Валентинович более подробно поговорит. У него есть 9 минут. Да, я сейчас попробую переключать тогда. Значит, смотрите, поскольку, ну, действительно, концепция такая получилась Иди в микрофон говори. интересной и Запись идет. достаточно интересно и такой практически полезное. Вообще, сами вот эти демонстрационные экзамены, да, сама эта методология, она такая очень сильно практикоориентированная. То есть проверяется именно
практические какие-то умения, знания, да, которые впоследствии будут нужны для специалистов данной профессии. Ну и сейчас получается, что движение WorldSkills приходит в высшее образование. Ну и вот здесь можно назад, пожалуйста, слайд. Вот здесь я вам показал адрес сайта, на котором можно посмотреть подробно список вот этих компетенций. Вот таким вот образом оно выглядит. Следующий слайд, пожалуйста. И смотрите, например, вот мы выбираем компетенцию цифровая трансформация. Щелкая на нее, мы получаем некоторое описание этой компетенции, также контакты менеджера этой компетенции, да, который, ну и, собственно, и отвечает за развитие. И дальше, пожалуйста. И мы получаем вот здесь вот доступ к документации. Основными документами здесь будут являться... Не надо, назад, пожалуйста. Основными документами будут являться, собственно, инфраструктурный лист, пример конкурсного задания и техническое описание. То есть техническое описание дает подробное описание, собственно, вот всей этой компетенции. Ну, что, например, какие знания, какие умения, навыки, да, должны иметь те студенты, которые оканчивают данное направление обучения, ну и будущие специалисты, соответственно. Какие требования предъявляются к некоторым элементам вот образовательной данной программы, да? Кроме того, инфраструктурные листы, опять же, дают требования к некоторым элементам оборудования, компьютерным классам, например, если мы говорим, ну, вот в нашем направлении именно об IT-технологиях. Если это не IT-технологии, опять же, то это какое оборудование должно быть доступно, да? То есть в каждой компетенции оборудуется, по сути, рабочее место для специалиста данной профессии. Вот именно такое место, с которым он столкнется, уже придя непосредственно на производство, в организации и так далее. Все это можно вот здесь вот как раз найти. И те площадки, на которых проводятся демонстрационные экзамены, ну и в идеале обучение, да, они должны соответствовать инфраструктурным листам. Требования в инфраструктурных листах, надо сказать, достаточно жесткие, то есть это крайне хорошо такие оборудованные рабочие места. Поэтому само оборудование вот таких мест, оно уже достаточно сложно, затратно и так далее. Ну и да, сейчас Андрей Васильевич немножко. Значит, мы с Юрием Валентиновичем являемся еще заведующими кафедрами, да, он одной и другой. Вот в рамках моей кафедры идет подготовка по направлению математика и компьютерной науки. И мы утвердили, что мы будем ориентироваться на Future Skills под названием машинное обучение и большие данные. И вот этот выбор приводит к тому, что часть дисциплин, или их надо ввести новые, либо где-то поменять учебный план. Значит, в данном случае я привел 4 дисциплины, которые явно изменяются, да, то есть вот введение в анализ данных предмета такого не было, теперь будет. Анализ больших данных не было, теперь будет. Второе направление, которое у нас по кафедре есть, это прикладная математика и информатика. Значит, в рамках этого направления мы ориентируемся на Future Skills под названием разработка мобильных приложений. Ну и также это повлияло на то, что часть дисциплин мы добавили. Ну и теперь у Юрия Валентиновича. Значит, да, я являюсь заведующим кафедрой прикладной информатики, соответственно, мы реализуем направление прикладная информатика. И в рамках нашего направления как раз достаточно хорошо подходит такая компетенция, которая называется цифровая трансформация. По сути, в общем-то, практически вся подготовка наша, да, она позволяет сформировать вот эту компетенцию. И, соответственно, есть множество дисциплин или каких-то кусочков дисциплин, модулей этих дисциплин, да, которые так или иначе входят вот в те умения, навыки, которые требуют компетенции цифровая трансформация. Ну и при этом, поскольку вот эти компетенции как-то нужно внедрять в существующие программы, существует ряд проблем. Ну вот, в частности, требуется модификация учебных планов и создание нормативно-правовой базы для того, чтобы проводить вообще экзамены в виде демонстрационных экзаменов по стандартам Future Skills, поскольку это совершенно отдельный, да, особый вид экзаменов, особым образом проводящийся. Дальше, пожалуйста.
Ну и еще раз хочу обратить внимание, смотрите, по каждой компетенции существует вот такой документ, который называется оценочные материалы для демонстрационного экзамена. Ну вот я здесь в качестве примера привожу кусочек вот такого документа из компетенции программное решение для бизнеса. Далее. И в этом документе описываются разные комплекты оценочных документаций, сокращенно код получается. Коды нумеруются по сложности, то есть начиная с кода 1.1, 1.2, 1.3 и так далее. Дальше идут 2.1, 2.2. Чем выше номер, тем сложнее комплект. Дальше, пожалуйста. Ну и вот таким вот образом выглядит описание, кратенькое описание вот этого комплекта оценочной документации. Дальше. И смотрите, я здесь просто рядышком привел код 1.1 и 1.2. То есть здесь заметно, что, например, количество баллов 45,5, 60,5 для следующего версии, да, это 1.2. Здесь длится 4 часа, здесь уже 5,5 часов. То есть появляются какие-то дополнительные задания, которые позволяют какой-то новый такой пласт умений, навыков проверять. Ну и есть такой документ, который называется, вот здесь вот кусочек его приведем, техническое описание компетенций. Для каждой компетенции такой документ существует. В этом документе прописывается, на самом деле здесь только кусочек приведен, там от 7 и больше страниц, как правило, да, таких описаний. Описываются те умения, знания, навыки, которые требуются специалистам в данной компетенции. Ну вот, например, организация управления работой, да, должен знать и понимать и так далее. Специалист должен уметь. И все вот это дальше перечисляется. Ну и вот все это требует внесения каких-то изменений, действительно регулирования в образовательных программах самих. Следующие две большие проблемы — это создание материальной базы для проведения вот таких вот экзаменов и занятий и формирование экспертного сообщества. Ну, я уже сказал, что само оборудование может быть достаточно дорогое, требует достаточно больших помещений, может быть, да, для установки. Поэтому это тоже достаточно сложное такое затратное дело. Кроме того, отдельно хочу сказать, что оценка, еще раз подчеркну, да, Андрей Васильевич уже об этом упоминал, оценка производится независимыми экспертами, то есть теми людьми, которые не имеют отношения к образовательной организации. Соответственно, нужно формировать пул таких экспертов по каждой компетенции, поскольку нужно людей обучать, то есть эти люди должны проходить определенное обучение, получать определенные сертификаты. Кроме того, сам экзамен, как уже было сказано, может проходить фактически день или несколько дней, да, и эти люди должны как-то отрываться от основной своей деятельности, участвовать, то есть они действительно должны быть как-то мотивированы для того, чтобы вот в этом во всем принимать участие. Ну и у меня еще есть время немножко? Все уже, да? Вот такие проблемы основные возникают и требуют решения для того, чтобы вот это движение приходило в высшее образование сейчас. Спасибо. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Если есть вопросы, Юрий Андрей, пожалуйста, можете задавать. Нет вопросов. Спасибо, давайте поблагодарим. Так, следующее выступление. Мне поможете, да, найти презентацию прежде всего? Ну, вот она настольная. Нет еще. Подождите, я не попала. Включись.
Да, спасибо. Так, ну что ж, вот после такого серьезного разговора о высшей школе, переход в обычную школу, и даже не совсем обычную, а в госпитальную школу. Потому что я учитель информатики в нашем республиканском больничном городке, работаю с теми детьми, которые к нам попадают по независящим чаще всего от них обстоятельствам. И нам приходится работать в достаточно сложных условиях. Во-первых, у нас не всегда есть классы, в которых мы можем работать. Во-вторых, у нас не всегда дети могут приходить к нам в эти классы. Нам приходится работать иногда у постели этого ребенка. И мы прекрасно понимаем, что наглядность является неотъемлемой частью преподавания предмета информатика. И когда мы с детьми в 7 классе только начинаем разговор вообще о получении информации, мы рассматриваем основные каналы получения информации, выясняем, что если ребенок получает информацию только, если он только слышит, он запоминает 25%, если он только видит, он запоминает 35%. И чем больше вовлечено в процесс получения информации каналов получения этой информации, тем, естественно, больше он запоминает информацию. Вот эти вот данные приведены у нас по данным ЮНЕСКО. И, конечно же, каждый учитель старается задействовать абсолютно все информационные свои ресурсы и те ресурсы, которые есть у ребенка. Потому что все дети у нас разные, кто-то у нас аудиал, кто-то у нас визуал, кто-то у нас кинестетик. И мы стараемся задействовать абсолютно все источники получения информации. Для этого у нас есть достаточно широкий арсенал. Мы можем использовать инфографику, мы можем использовать презентации с гиперссылками, триггерами и различные при этом изобретать интерактивные тесты, задания, выполненные в PowerPoint. И я видела, что, по-моему, на завтра у нас выступление как раз, как использовать PowerPoint для создания различных интерактивных мероприятий. Это использование Scratch, это и интерактивные листы Wizard, это и, конечно же, Learning Apps, которые очень любят учителя. И у каждого учителя свой арсенал настольных игр, свой арсенал вот этих вот средств активизации деятельности. Но что же делать, если в классе нет интернета? Или еще страшнее, если нет компьютеров на каждого ребенка. К сожалению, вот эти вот ограничения, которые были вызваны пандемией, ограничения санпинов, когда детей не разрешали выводить из класса в класс, и информатика проводилась в обычном кабинете, где не было, ну, в лучшем случае, это был один компьютер и проектор, который проецировал на доску, он, конечно же, напрямую, вот эта проблема напрямую поставила перед нами, учителями, такую задачу: как обеспечить наглядность, как обеспечить интерактивность и как обеспечить активную деятельность. И, как я сказала, у каждого учителя свой арсенал этих наглядных игр, которые помогают организовать и обобщающее повторение, и вызвать интерес к изучаемому предмету, и стимулировать творческую деятельность по созданию аналогичных игр. И вот я хочу показать буквально несколько игр, принесла тут целый пакет, которые хорошо зарекомендовали себя уже в практике, в которые с превеликим удовольствием играют дети, которые несложно изготавливать, и в процессе их использования и изготовления решается целый ряд педагогических задач. Ну, прежде всего, наверное, самый простой вариант, который есть у каждого учителя, это кроссворды, чейнворды, филворды, ребусы, которые позволяют буквально там за несколько минут активизировать деятельность учащихся, сконцентрировать их внимание и настроить их на нужный лад. Единственное, что хотела показать в данном случае, это то, ну, может быть, кто-то это и делает, но это, я считаю, что это такой вот определенный лайфхак. То есть любой кроссворд, либо филворд, он ламинируется, и обычным маркером для белой доски можно работать на этом заламинированном кроссворде, и вот эти вот линии, буквы и все, что написал ребенок, очень легко стирается обычной влажной салфеткой. То есть тут вообще никаких проблем нет. А сейчас, когда, извините, пачка бумаги стоит почти 2000 рублей, это очень актуально. То есть мы не можем уже распечатывать на каждого ребенка одноразово. Теперь мы уже вынуждены приходить к многоразовому использованию. Мы пробовали использовать файлы, писать на файлах маркером, но с файлов хуже стирается, чем с ламинацией. Поэтому это вот мы считаем, это наш такой мини-лайфхак, тем более, что у нас в больнице везде стоят диспенсеры с анестезирующим веществом, поэтому стирать это все, это совершенно не проблема. Следующее, что хотела показать.
Сейчас, одну секундочку. Это игра домино. Вообще игра построена по принципу всем известного домино. Когда есть определенные, что там у нас, как правильно-то в домино-то называется? Костяшки, да, где есть цифры, а мы эти цифры заменили на картинки и термины. И, соответственно, нужно, как в обычной игре домино, да, собрать картинку с соответствующим термином. Для того, чтобы ребенку было легче, потому что, к сожалению, терминология – это самая большая проблема, да, заставить ребенка запомнить что-то ручками, они еще делают. А вот выучить теорию – это большая проблема. Поэтому у этих карточек есть еще и цифра, то есть, чтобы можно было соотнести, если уже они не могут точно подобрать по термину, чтобы хотя бы соотнесли по цифре. Вот такая вот игра домино, она может быть в разных вариантах. Вот здесь в классическом домино, в классическом варианте можно делать в виде такой змейки. То есть, когда мы целое там предложение, либо какую-то задачу разбиваем на части, и каждая часть пишется на соответствующей части этой карточки. И дети должны их собрать. Я вот по мере того, как буду рассказывать, могу пускать посмотреть, потому что все материалы изготовлены совместно с детьми. Детям дается задание при изучении какой-то темы создать, допустим, там, к определению подобрать соответствующую иллюстрацию. Либо наоборот, под иллюстрацию подобрать определение. Либо, как для игры, создать карточки с разным уровнем сложности. И дети с превеликим удовольствием режутся в это домино. Следующее – это лото. Опять же, по принципу обычного традиционного лото, когда у нас есть карточка, в которой есть проиллюстрированные какие-то наши терминологические вещи, и набор терминов избыточных. И первая задача, ну, понятно, что мы разбиваем детей на группы, мы раздаем им эти карточки, и первая задача, ребенок должен отобрать те термины, которые не подходят к этой теме, которые заведомо ложные, то есть убираются эти карточки. Потом он должен каждому термину подобрать соответствующую карточку. Побеждает тот, кто закрыл карточку в первую очередь. С превеликим удовольствием они работают, причем эти карточки передаются по кругу. Тот, кто заполнил, поскольку их 5, тот, кто сделал первый, тот получает 5 баллов, кто второй, тот 4, третий 3, как бы предпоследний 2 балла, последний получает 1. Потом карточками они меняются, и в конечном итоге мы получаем определенное количество баллов, которые набрали дети. Причем, опять же, поскольку у меня дети-то они больничные, и очень много детей, которые приезжие, у которых здесь нет родителей, и которым очень не хватает какой-то там ласки, добра и внимания, я обычно практикую приносить небольшие конфеты, карамельки. Набрали группа 5 баллов, получите 5 карамелек. Набрали 4, получите 4 карамельки. И после окончания игры они могут совершенно спокойно посчитать, сколько у них этих карамелек, у кого этих карамелек больше. Тот, естественно, победил, ну а потом карамельки в качестве приза можно благополучно съесть. Следующая игра, которая тоже очень хорошо воспринимается детьми, я ее сейчас, к сожалению, к великому не принесла, потому что она у меня осталась в больнице. Это у меня делали детки из онкологического отделения. Значит, игра Мема помогает прежде всего развить память. Это карточки двухсторонние. На одной стороне как бы рубашка, а с другой стороны идет либо определение, либо картинка. Эти карточки раскладываются на столе, и необходимо открыть одну карточку и в другом месте другую карточку. Если термин совпал с изображением, значит, ура, пару они забирают себе. Если нет, то ход переходит к следующему. И чем больше как бы ты отгадываешь, чем больше у тебя остается карточек, тем лучше, значит, ты являешься победителем. Немножко тяжеловато она идет, потому что в классической игре идет 50 карточек, это 25 пар. Опять же, с учетом того, что больные дети, 25 и держать во внимании им достаточно тяжело. Поэтому вот как бы и игру эту мы сейчас трансформируем, сокращаем количество карточек уже под конкретную тему. В этом отношении вот у нас хорошо пошла игра Инфа-Алиас. Ну, инфа от информатики, а алиас это потому что сама игра так называется.
Значит, здесь принцип какой? Есть карточки, на которых есть термины. Для ведущего есть шпаргалка со всеми этими терминами, потому что, опять же, дети не очень хорошо знают эти термины. И прежде всего они говорят, дайте посмотреть, что мы должны сделать. А на карточке у нас изображение либо нужно нарисовать, либо нужно объяснить, не используя синонимичные понятия, либо нужно вообще использовать пантомиму. Уж что только они не делают. Причем почему-то они очень любят, чтобы я играла вместе с ними. И они прямо в диком восторге, особенно когда достается, например, показать, что такое графопостроитель. Но они в безумном восторге, потому что здесь работает сразу же все. Да? Мы должны, если графопостроитель, значит, можно определить, что это сложносоставное слово, состоит из двух частей, что посерединке там идет О. Значит, дальше что такое? Граф, а потом строить. То есть эта игра вызывает всегда уйму эмоций, они всегда хохочут, они всегда очень довольны. А правило определяется достаточно просто, кидаем кубик, если попадается 1 или 4, значит, это, соответственно, первое мы рисуем, если попадается 2 или 5, то, соответственно, мы объясняем, если попадается 3 или 6, то, соответственно, мы показываем пантомимой. Терминов не очень много, но, тем не менее, это самые основные термины, которые они должны знать. И вот как раз элемент, на одном из последних заданий, занятий я их фотографировала, как они играют, рисуют, показывают пантомиму, очень довольные, очень счастливые, потому что тут можно поговорить и показать то, что ты умеешь. И дети себя проявляют совершенно неожиданно, не так, как мы привыкли их видеть, и не совсем с той стороны. Следующая игра инфобинго. Тоже по принципу обычной игры бинго. Есть карточки, в которых есть графическое изображение каких-то терминов. Есть карточки с заданиями, которые у преподавателя, которые, ну, у ведущего, скажем тогда, который зачитывает этот термин. И есть карточки-фишки, которыми они должны закрыть карточки, которые у них получаются. То есть, опять же, похоже на наше обычное русское лото, да, то есть, когда вытаскивался бочонок, читается номер, и нужно его закрыть. Здесь-то дело в том, что, во-первых, нужно опознать, о чем идет речь, а во-вторых, не прозевать, когда ты закрываешь, потому что крикнуть бинго нужно тогда, когда у тебя закрыто либо по вертикали, либо по горизонтали, либо по диагонали, а поскольку они все там в эмоциях и все внимательно слушают, они это дело забывают. И поэтому потом, у меня, оказывается, уже было, а уже, извините, уже ты не попал. Но на первом бинго вообще-то игра должна проводиться до первого победителя. Никогда она у нас не останавливалась до первого победителя, потому что говорят, давайте еще, давайте еще. Ну, давайте. Мы же учителя же хитрые, я же смотрю, что у них там где осталось, да. И эту карточку раз быстренько и в другое место убираю, чтобы не очень быстро эта игра закончилась. Значит, эта игра тоже составляла, все игры составлялись при помощи детей, потому что вообще они очень активно принимают участие в разработке. Понятно, потому что все дети любят играть. И самая любимая, наверное, игра – это игра бродилка, где нужно бросать кубик, где нужно ходить по имеющемуся полю. И здесь у нас есть широкие вообще возможности. Ну, во-первых, у нас есть журнал «Радуга», на который подписаны все библиотеки школ республики. В этом журнале, этот журнал каждый месяц тематический. Вот март этого года, март 22 года, он был посвящен весь информатике. И вот там в развороте есть такая игра. Единственное, что я взяла не из журнала, потому что там в 2 раза больше получается лист, мне неудобно, у меня нет таких площадей, чтобы работать. Я просто распечатала в распечатке ничуть поменьше. Значит, есть игра, есть разработанные карточки, карточки 3 уровней сложности, красные, желтые, зеленые. Эта игра, чем она еще хороша, я всегда об этом детям рассказываю, это выпускная работа студентки колледжа, нашего колледжа искусств, которая, значит, ее делала в течение года, разрабатывала задания и так далее, и детям рассказываю о том, что вот и вы тоже можете поступить, вы тоже можете это все делать. Мы с ними играем в эту игру, они выясняют, что какие легкие задания, а мы бы сделали тяжелее, а вот раз вы бы сделали, давайте мы с вами и сделаем. И поэтому дальше есть 2 варианта. То есть можно либо брать какую-то другую игру, совершенно любую игру, ходилку, бродилку, и под нее составлять карточки с заданиями, либо
создать эту игру, допустим, в том же редакторе графическом. Очень такая, да, достаточно примитивная. Самое главное, принцип сохраняется. Красный, желтый, зеленый. И, соответственно, уровень сложности красный, желтый, зеленый. То есть желтенькие самые простые теоретические вопросы, красненькие ребусы, они эти ребусы сами составили, а потом сами отгадать не могут, потому что уже забыли, что составили. И зелененькое это материалы из ОГЭ. То есть как бы это считается самый тяжелый уровень сложности. Если ты не отвечаешь на карточку этого уровня сложности, то, соответственно, ты не переходишь вперед, ты либо теряешь право хода, либо вообще возвращаешься обратно на те 3 балла, которые ты должен был заработать. То есть здесь правила игры могут меняться у нас в ходе этого проведения игры. Ну и, конечно, не всегда и не везде есть, я уже сказала, возможность использовать компьютер. У меня есть и рукописные, и рукопорисованные такие игры. В частности, вот у меня детские из ЦВСНП, из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Вот такую вот сделали игру-бродилку. Это с учетом того, что это те дети, которые давно не ходят в школу. Это те дети, вот у меня сейчас был недавно мальчик, который последний раз ходил в школу в феврале 2020 года. То есть он числится-то в 8 классе, да что у него за эти 2 года там осталось в голове. Но они с огромным удовольствием вот рисовали мне вот такую вот игру-бродилку, вооружились учебниками, набрали вопросов, составляли карточки с заданиями. И поскольку сами-то уже не очень все это хорошо помнят, еще и сделали такую шпаргалку под эти вопросы. И с упоением включали меня в эту игру и очень радовались, что я, оказывается, тоже что-то знаю и правильно отвечаю на их вопросы. Вот, наверное, самые такие вот основные игры, которые хотела показать. Вот мы с детками играем в онкологическом отделении как раз в эту игру, которая из «Радуги» у нас. Какое же вот общее правило мы для себя такое вот определили? Выбирается известная игра. Игра, которая знакома детям. Игра, в которую они играют с превеликим удовольствием. Эта игра наполняется предметным именно содержанием, поскольку у меня не только информатика, но и финансовая грамотность, то у нас аналогичные совершенно игры разработаны и по финансовой грамотности, и эти игры благополучно, вот эта вот игра, например, в прошлом году заняла 1 место на республиканском конкурсе, ребенок получил премию в размере 5000 рублей. Отрисовываются карточки либо от руки, либо при помощи компьютеров, и вперед, и мы с вами работаем, и мы с вами занимаем детей, и мы с вами развиваем все, что можно. Ой, не туда листнула. И вот на этом я хотела закончить, пожелать вам всем талантливых учеников и нескучных уроков. Нет, нет, это все в распечаткине. То есть вот стандартный лист, вот этот вот лист, который с филбордом, 40 рублей. Распечатать и заламинировать с 2 сторон. Ну а другого счета нет. Да, они наши, получается, они коллективные. Я не могу сказать, что они совсем мои авторские, да, потому что в любом случае принимают участие в разработке дети. И у нас с ними просто такое задание. Вот прошли тему, да, составьте вопрос по изученному материалу, подберите картинку к этому термину, и дальше мы с ними ищем в интернете, если есть такая возможность, а если нет, значит, ну, соответственно, дальше делаю я сама. В конкурсе с играми есть такой замечательный конкурс «Школьный пакет». Нам сегодня про него будут говорить, я точно тоже участвую, и там есть прямо номинация игры. Нет, вот... Я вот вижу, вот с каждой игрой можно. Не принимала участие с этими материалами, и вообще с этими материалами именно по информатике, потому что как-то мне казалось, что информатика более сложный такой вот предмет, более научный, да. Победители входят сразу в реестр одаренных детей, если на уровне республики. Это дети. Это дети. Мы... Вы же говорите,
договориться, чтобы... иметь Да, действительно понимаете, такой- то есть чисто стопроцентно детской работы, такую, которую можно было бы представить на конкурс, вот если только вот эта вот рукописная, которую делали у меня детки из ЦВСНП. Для того, чтобы ее представить на конкурс, ее нужно представлять в другом виде, ее нужно оцифровывать, нужно перерабатывать карточки и так далее. Я видела работы, там участвуют именно вот созданные с самими детьми в рукописном виде, там разные варианты. Ну, значит, у нас будет с детьми в следующем году. Да, спасибо большое. Вообще в школьном патенте мы принимали участие, но по экономике. У меня ребенок там занимал первое место в предпринимательстве, но мы там делали совершенно другие вещи. Спасибо. Ольга, и последний вопрос. Как часто вы играете? Ой, вы знаете, все зависит от того, какие дети и в каком они эмоциональном состоянии. Для нас ведь это самое важное, потому что я не зря говорю, что я работаю в госпитальной школе. И иногда, когда приходишь к детям, у меня 2 самых тяжелых отделения, это вот хирургическое и онкогематологическое. И когда ты приходишь к детям и видишь потухшие глазки, вот никакой материал в голову не войдет. И поэтому тогда мы с ними сначала играем, а потом только мы уже что-то учим, когда мы выясняем, что нам чего-то не хватает. А так, в общем-то, получается, что, ну, не знаю, элементы игры, кроссворд, ребус и так далее мы включаем обязательно в каждый урок. А вот большие такие игры, ну, не знаю, раз в месяц точно играем. Ольга Юрьевна, было ли где-то, что вы уже выкладывали в интернет, что можно тиражировать для учителей, преподавателей и опираться визуально на вашу... Ага, То есть значит, на работы, на игры, чтобы они могли... я поняла. Значит, по информатике сейчас на в учебном сообществе Урок РФ идет сейчас конкурс. Вы знаете, да, такое сообщество Урок РФ. Там идут конкурсы бесплатные, всероссийского уровня. У них сейчас идет урок разработка настольных игр своими руками. И все игры я отправила туда, на этот конкурс. То есть можно зайти на сайт Урок РФ и найти методическую эту разработку полностью со всеми материалами. Пожалуйста. Давайте поблагодарим. Следующее выступление Виктория Исакова. Это я могу, наверное, да, про это сейчас сказать, здесь, что из названия, изначального названия было убрано название мессенджера, о котором пойдет речь, потому что выяснилось, что он попадает сейчас на данный момент в число нерекомендуемых для использования в учебном процессе. Но времена меняются, может быть, поменяется какой-то другой похожий мессенджер появится. Вот. Но я знаю, что сама эта компания, они какие-то предпринимают попытки для того, чтобы подружиться с Роскомнадзором. Вот. Но это рассказ об опыте, рассказ о том, как можно эффективно использовать совершенно изначально не предназначенные для учебного процесса программные средства. Так, сейчас до этого. Значит, все мы помним хорошо 16 марта 2020 года, 15-16, по-моему, да, когда все уже окончательно всех нас посадили дома, и все столкнулись так или иначе с этой проблемой, с тем, что нельзя проводить очные занятия. Вот. И, конечно, для университета и для многих преподавателей это тоже было как обух по голове, но, правда, меньше было проблемы, например, у тех преподавателей, которые до этого всегда использовали какие-то дистанционные технологии, например, и в университете, раньше в пединституте была развернута площадка Moodle, да, которую мы использовали активно. И, конечно, ну, это вот для меня лично не было таким вот серьезным стрессом, да, потому что все материалы были в Moodle. Проблема была только в чем? Что невозможно было со студентами общаться. Да, то есть только вот
перепиской, только через выполненные задания. Вот. Но когда это делается один раз, два раза, там сам болеешь, студенты болеют, это одно. Но когда это надолго, это сложно. Плюс некоторые занятия, ну, я очень люблю проводить такие интерактивные занятия, даже лекции, в каком виде, что даже на занятии мы со студентами общаемся достаточно активно, они выполняют какие-то работы, в том числе групповые работы, и в том числе в малых группах. Так вот, занятие наступает, нужно использовать вот такую форму работы, хочется, вернее, использовать, и никак не получается. Вот. Разные платформы мы с студентами проверяли, в Moodle еще не было видеоконференции, там никак, и Zoom, и Skype. Вот. И одна из групп сама предложила такую платформу, как Discord. Возможно, вы слышали, может быть, даже использовали эту платформу, которая... То есть это мессенджер, да, в нем доступны текстовые голосовые каналы, так называемые комнаты. Изначально еще в 2015 году он создавался для геймеров, для того, чтобы они вместе там играли. И я узнала про эту платформу от старшего сына, который как раз в ней и занимался. То есть, ну, ее использовал. И после того, как он уехал в Москву учиться, мы с ним использовали эту платформу просто для общения. То есть я зарегистрировалась там, да, и мы с ним там общались. Ну и достаточно удобная платформа, чем, вот какие преимущества для учебного процесса у нее есть. Во-первых, платформа бесплатна, нет ограничений по времени, как, например, в Zoom, да, Zoom, ну, который тоже сейчас, да, предварительно можно, да, использовать нельзя, но все его помнят хорошо, да, наверное, использовали. Любой браузер, любое приложение, любая операционная система поддерживает этот мессенджер. Студенты именно только, ну, многие только там могли использовать звук, то есть они могли говорить. Потому что остальные платформы почему-то, у кого, ну, многих, кто вот уехали, особенно в деревню там свои уехали, они не могли разговаривать, только могли писать. Можно создавать собственные серверы и каналы, можно управлять правами доступа, создавать ссылки приглашения. Да, то есть это очень удобно, автоматически пользователи заходят в эту систему. Вот. Можно общаться лично, можно общаться в виде формата конференции. Я очень активно это использовала как раз в тот же период, когда студентам, это было уже вот ближе к весне, к концу, вернее, к лету, курсовые работы, выпускные квалификационные работы. Надо встречаться, потому что нужно общаться. Письменно очень сложно выяснять какие-то вопросы. Можно осуществлять трансляции, то есть стримы другим участникам, можно показывать свой экран, либо конкретные окна. Ну и, как вот выяснилось, да, что большинство студентов и знают, и используют эту площадку. Вот один из вариантов, я просто сегодня его сделала, это вот я вошла в телефоне и просто скриншот телефона, с телефона. Так, ну и вот про что как раз я хотела рассказать. Когда актуальной стала проблема лично для меня большего изучения данной системы, потому что необходимо было, так, тут у меня, тут у меня стоит этот, по программированию, студенты были тогда на втором курсе, они изучали модуль основы объектно-ориентированного программирования, и было такое занятие по теме описания и реализации геометрических фигур. На лекции в качестве примеров объектов я им рассказываю, мы начинаем там с описания точка, линия, эллипс, круг, прямоугольник. Это им дается, да, рассказывается, объясняется. А дальше на занятиях они должны разрабатывать другие объекты, то есть по аналогии, да, с теми. Это геометрические фигуры, треугольники, два варианта, да, прямоугольный и равносторонний, ромб, трапеция, параллелограмм. И мы всегда работаем с ними группами, хотя бы, ну, как минимум 2 человека, 3 человека, потому что одному всегда сложно быстро на паре, за полпары это все разработать. Когда вдвоем-втроем, всегда мысль идет лучше, да, работа более эффективная. Ну и вот
наступило время, надо проводить такое занятие. Вот. Как сгруппировать студентов? Ну и вот, значит, в Дискорде были созданы вот такие каналы. То есть вот основной канал это звуковой канал, то есть мы можем друг друга слышать. И вот были созданы группы, закрыты, видите, тут замочек, да, в которые студенты могут быть приглашены только мной. Вот именно в тот момент так было. Вот, например, голосовой канал группа 2, в нее вошли несколько студентов, были даны права, но достаточно ограниченные. То есть они могли друг друга слышать, и они могли, ну, хотя не очень ограниченные, они могли друг другу показывать свои экраны. И вот здесь много, конечно, да, всего, но на самом деле здесь несколько зон. То есть вот эта зона, это все мои различные серверы или дома. И для личного общения, и для консультаций со студентами. И здесь, видите, даже вот отдельно группы были. Вот, вот это вот та группа, как раз с которой мы в тот раз тогда работали. Вот здесь, в этой зоне указывается, кто в данный момент находится в соответствующем канале, да, кто сейчас на данный момент работает. Эти картинки, эти скриншоты были использованы, вернее, были созданы во время, то есть для публикации статьи как раз вот на эту тему, потому что когда я провела это занятие, сказала, о, это статья. Вот. И, соответственно, здесь я всех студентов заменила на, то есть, а я могу это делать, их никнеймы заменила на несуществующих. Да, ну, просто чтобы вот не было проблем потом с публикацией. И, соответственно, вот здесь это наш чат. То есть, видите, плюсики, вот, вы готовы начинать работу группы. Вот, как раз, видите, это было 11 июня, да. Это вот уже почти конец, уже вот прямо перед зачетами было. Вот, и вот они плюсики ставят. Ну, вот быстрее, там, чем каждый подключится, я еще по голосу должна узнать, да, здесь такая регистрация проходит. Вот. Ну, а здесь просто, в принципе, кто в сети, кто, вот видите, здесь пропустили студенты это занятие, вот и так далее. То есть вот так вот примерно выглядит картинка. Так, сейчас, секундочку, вернусь обратно. И вот здесь, посмотрите, как раз вот группа 2, да, вот они разделяются. В Zoom, в принципе, такие же тоже есть возможные варианты, да, когда разделяются по комнатам, а потом собираются. Ну вот еще раз, если бесплатно, то это 40 минут. Да, это мало, и мы сразу от этого отказались. Здесь бесконечно, то есть сколько хотим, столько и общаемся. Вот. Вот эти вот студенты потом перейдут в группу 1, и, соответственно, там у нас были на самом деле больше групп, группа 3, группа 4. Что они там делали? Они общались между собой и вот как раз обсуждали то, как они будут описывать классы объектов, как они будут описывать сами объекты. И я их предупреждала, что буду к ним заходить и, ну, не скажу контролировать, помогать. Я периодически была то в одной группе, то в другой, и я просто слышала, в каком направлении они идут, вообще правильно ли они что-то делают. При входе в группу студенты слышали сигнал, то есть это не было тайной для них, тем более они были предупреждены, да, что я в любой момент могу зайти. Но они так общались хорошо, как на занятиях, вот, ничего не допускали неприличного. Вот. И ну, вот я могла видеть их стрим, могла видеть, что они делают. После того, как прошло время, ну, конечно, им было немножко больше времени, чем обычно на занятия, мы собрались все вот здесь в одной комнате, в одном канале, чтобы слышать уже друг друга. И каждая группа показывала, рассказывала свою работу. Да? То есть они могли открывать свой компьютер, вот, и показывать, что они делали. Ну вот, например, вот трапеция, да, вот они представили графическую модель, разработали вот эту точки графической модели, разработали класс, ну и то, как это как этот класс будет реализован в самой программе. Вот. Это, да, и потом
после выполнения данной работы они должны были просто все в один файл собрать, это мы уже в Moodle делали, собрать все в один файл, сделать так, чтобы их программа выдавала вот эти все фигуры, и их собственные, которые их группа разработала, и чужие, да, то есть такая общая библиотека объектов у них была. Ну и потом они получали зачет. То есть это была такая итоговая проектная зачетная работа. И вот им тогда очень понравилось, мне еще больше понравилось в тех условиях. Вот как я уже сказала, что так, значит, быстренько там собрала все картиночки, все скриншоты, чтобы подготовить статью. Прошло какое-то время, мы то выходили опять, да, вот этот онлайн, то работали очно. Вот. И вот последний такой момент был, по-моему, в ноябре 2021 года, когда опять нас закрыли. Кого как, но вот университет не работал, по-моему, 2 недели. Вот. И в этот момент эти же самые студенты, они уже перешли на 4-й курс к тому времени. Нет, это они были на 3-м курсе. Нет, почему? На 4-м. Год прошел, да, на 4-м курсе. Мы с ними, у нас с ними была дисциплина организации классной работы по информатике. Что они должны были делать? Они должны были готовить либо фрагменты мероприятия, либо потом уже полностью мероприятие и показывать внутри своей группы на занятия. Ну все, 2 недели мы выпадаем, надо что-то делать, надо проводить занятия. Хорошо, давайте представим себе, что и ваши дети также перешли в онлайн, и вы хотите с ними провести какое-то мероприятие. Будем проводить в онлайне. Разные форматы использовали, в том числе и Discord. Ну и часть мероприятий было посвящено вот такой одной общей теме межпредметной связи школьного курса информатики с другими учебными предметами. Они сами выбирали учебный предмет, сами выбирали класс, сами выбирали тему. Вот. Ну и вот была вот такая таблица подготовлена, они здесь сюда вписывались, кто-то по 2 многие проводили, чтобы друг другу помогать. Ну и вот они сами там для себя решали, как называется мероприятие, с каким учебным предметом совмещается и в каком классе. И вот в какой-то момент мы такое занятие проводили. И как сейчас помню, я сижу на кухне, потому что в других местах тоже люди другие учились в это время. Вот. Я, значит, на кухне, у меня, сейчас вот покажу вам видео, ноутбук, 1 телефон и 2-й телефон. Значит, для чего нужен был 2-й, тоже покажу, увидите. Вот здесь уже студентам были даны почти все права администратора. То есть студенты могли сами создавать, студентка, ну, та, кто вела, могла сама создавать группы и включать студентов в эти группы. И вот смотрите, мы решили, да, что вот у нас группы, вот они сами записались. Учитель у нас это та, кто проводила занятия. Ну и помощник, поскольку он сразу сказал, что он подойдет немножко позже в группу, он уже ни в какую не вошел, и мы его решили сделать просто помощником. Вот. Ну, то есть вот так выглядела наша тогда ситуация. Ну и вот просто сейчас слайды, да, это было внеурочное мероприятие, русский язык и информатика, то есть компьютер на страницах ЖИШИ. И вот один из вариантов, да, одинаковые термины, необходимо было определить, какой термин зашифрован. Вот. И вот сейчас здесь я как раз, да, хочу показать видео, которое я просто собрала снимала почти все, собрала из нескольких. Так, звук сразу пойдет. Так, давайте. Сейчас, давайте я. Все, да. Так, ну, сейчас посмотрим, подстроим. Почему не включился? Так. Сейчас. Так, сразу хочу сказать. Вот здесь будет просто пояснение. Да, то есть что здесь сейчас они делают. Потому что это кусочки разных этапов. Ну и вот просто, да, сейчас вы увидите, что когда начался урок, я вдруг поняла, ой, это же надо снимать, опять это где-то, вот можно это где-то показать, даже просто им самим потом показать. И поэтому один телефон был Discord, я слышала, ноутбук я просто, в принципе, управляла, старалась управлять процессом. Ну и 3-й телефон, 3-е устройство снимало все это.
Почти антонимы. Здесь также необходимо соединить слова, которые являются антонимами. За каждую, соответственно, пару слов. Это я снимаю свой телефон. Время выполнения также 2 минуты. Вы можете, если что, ну, чтобы не печатать, писать цифрами. То есть, например, первая из колонки. Вот видите, там ноутбук. Третье слово со второй колонки, чтобы вам просто не печатать так долго. Вот первая колонка. И соединить хорошо. Вот она их распределяет по группам, видите, да? Вот сейчас будут звуки. А вот Яна в другой группе, она пока не там. Так, сейчас я просто тут... Хочу просто, чтобы здесь показать, что идет какое задание. Вот, перехожу с каналов на канал. Вот, и сейчас Яна перескочит во вторую группу. Вот, видите, вот она шла во вторую группу. Все, и теперь их не слышно. Вот, чтобы их услышать, надо было перейти в соответствующую группу. И она к ним приходила. Все, вот они все вернулись, видите, да? Ну и отправляли ответы, кто как. Вот она печатает, и тоже вот на такую вот вторая группа другого видео. Ну, а это вот уже итоги. То, что было сфотографировано, картинкой отправила. Так. Это я уже. А почему потеряли очки вторая команда? Одна минутка. А во втором задании у нас из одной как раз 2 получились. То есть они сейчас как ученики подводят итоги. Понятно. Ясно. Ну ладно. Но вы тоже очень хорошие баллы набрали, молодцы, в принципе. Почти. То есть 38-35 получается, да? Ну, молодцы. Вообще не тему, они вот с информатикой были связаны. То есть у меня был клик, там был блок ответ, а вы обе написали клик, обе команды. Ну, то есть... Угу. Ну да, очень хорошо. Так, ну что? Ну, а дальше мы уже, как учителя уже, да? Подводим. Так, как участники, как вам понравилось? Ну, да, Мне понравилось задание, там, где вот, кто-то не может, все последние пишут. последнее понравилось. Вот, ну вот они, дальше мы обсудили с ними, ну как вообще вот им этот, ну конечно они сказали, что такие мероприятия лучше проводить очно, ну а что делать, если по-другому никак. Вот все, что в принципе я хотела вам показать. Есть вопрос? Интересный опыт. Давайте поговорим. Да, скорее всего, вам придется переучиваться. Потому что этот ресурс как раз тоже вошел в нерекомендуемый. Где это? Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется сообщение. Ну вот тема обозначена. Это рекомендации по импортозамещению в связи с определенной политической ситуацией в нашей стране. Что мы можем использовать? Что же является российским программным обеспечением? Ну вот длинный текст, но я так коротко скажу, что то предприятие, в уставном капитале которого есть не менее чем 51% российских представителей, считается российской компанией. И если это компания по производству программного обеспечения, то это программное обеспечение можно использовать.
Значит, все мы, наверное, помним еще постановление 2015 года, номер 1236, который рекомендовал государственным образовательным организациям, учреждениям переходить или использовать уже программное обеспечение российского производства, устанавливал запрет на приобретение импортного программного обеспечения. Это 2015 год. Потом еще, если в системе образования говорить, то через 2 года потом все как-то устаканилось. Опять разрешили приобретать офис Windows. И где-то спустя 3 года, наверное, через 3 года вернулись к этому вопросу еще раз. То есть было рекомендовано образовательным организациям в компьютерных классах, чтобы не менее 50% компьютеров были оснащены операционной системой Linux, свободно распространяемой системой, и там был установлен, соответственно, OpenOffice. Вот такое было требование. Потом снизили это требование, опять с помощью там обоснований можно было приобретать операционную систему Windows и Microsoft Office. Это уже 3-й раз на моей памяти, когда мы возвращаемся опять к импортозамещению. То есть на сегодняшний день установка уже такая, что если образовательные организации приобрели на этот год уже, да, кто купил офис, то, скорее всего, до конца года работаем, а уже и Министерство образования наше рассылало информацию о том, чтобы ограничить это приобретение, и будет приобретаться оно, предположим, для, там, ну, для тех структур, для тех отделов или, ну, в частности, бухгалтерия, да, не все бухгалтерские программы. Возможно, на тех компьютерах, которые связаны там с интерактивными досками, тоже не всегда драйвера подходят от свободно распространяемых. Вот. А в принципе в учебных целях мы вот сейчас попробовали, вот у нас там 212 аудитория оснащена уже, LibreOffice стоит, и в принципе как бы особых отличий от Microsoft Office мы не видим. Значит, было разослано уже ряд информационных писем, вот в частности одно из писем Минцифры о том, что создан реестр, адрес здесь реестр digitalgov.ru, реестр программного обеспечения, и если это программное обеспечение не входит в этот реестр, то как раз то и использовать будет его нельзя. Ну и вот обратите внимание на последнюю строчку, что Zoom, обращаем особое внимание на недопустимость использования органами управления, ну, соответственно, образовательными организациями, которые финансируются за счет бюджета. Это Zoom, Discord, в частности, Microsoft Teams, Skype. Значит, было несколько писем от Министерства образования Республики Коми, в частности от ЦИТа, тоже об импортозамещении программного обеспечения на российское. Ну вот практически здесь перечислены все те сферы, где мы с вами используем программное обеспечение. Да? Это операционные системы, социальные сети, программы видеоконференц-связи, антивирусы и так далее. Какие же программные продукты российских компаний мы можем использовать? Ну, в частности, самое главное, это что у нас в компьютере? Операционная система, без которой, в общем-то, работать у нас мы не имеем возможности. И здесь есть альтернатива, это всевозможные разновидности Linux. Там достаточно много, его Linux Meta, ну, в частности, Astra Linux. Многие операционные системы, основанные на платформе Linux, они свободно распространяемые, а если уже там какие-то особые госкомпании, да, с которым надо специальная защита, это уже вот Astra Linux, вернее, да, с определенной защитой, естественно, эти программные продукты будут платные. В школах, например, в компьютерных классах вполне можно использовать Linux. В него уже встроен Office, LibreOffice или OpenOffice. И можно, в зависимости от разных. Сервисы для видеосервисы. Но это Rutube,
Есть, конечно, к нему куча претензий и куча вопросов. По сравнению, конечно, с Ютубом мы многое теряем, но что делать? И видеосервис — это ВКонтакте. Наверное, может, уже кто-то пользовался. Там тоже есть видеосервис, с помощью которого можно вести в том числе и трансляции. Социальные сети. Значит, ну вот сверху как раз обозначены то, что импортные, и многие из них уже даже заблокированы. Инстаграм, да, Facebook, что-то там еще, WhatsApp работает. Ну, это как раз компания Meta. И аналоги, вот внизу, аналоги российских сетей. Это мы можем использовать ВКонтакте, сейчас как бы наиболее популярно. Ну, Telegram, вот в том числе и наша конференция, на нашем канале тоже создана в Телеграме. Ну, вот давно забытая всеми, но на самом первоначальном этапе, кто помнит, начинали с Аськи, наверное, все. Ну, кто постарше, наверное. Поэтому программы видеоконференц-связи, вот сегодня мы как раз говорили уже о них. Есть и профессиональные программы видеоконференц-связи российские, это TrueConf, но тоже они все ограничены для TrueConf, Webinar, ProofMe, много еще можно называть. Они все либо для бесплатного использования ограничены, вот, по количеству, по времени. Кстати, я посмотрел webinar.ru, там тоже до 40 минут и, по-моему, до 50 пользователей. Еще у Яндекса, Яндекс.Телемост, тоже нет, он, по-моему, по времени не ограничен, а по количеству ограничен, до 50, что все. Ну и наиболее сейчас такая популярная, я думаю, будет она продвигаться дальше, о которой я уже рассказывал в первом выступлении, это Сферум. Я думаю, значит, хоть и есть там недостатки, есть претензии, но наиболее удобно будет ее использовать. Антивирусные программы, ну, как бы Касперский у нас был, остается. Его мы покупаем, и школы покупают тоже этот самый. Ну, еще есть Доктор Веб, у него, кстати, есть тоже бесплатный вариант. Тоже можно использовать. Так, из офисных программ, да, уходит, как бы тяжело расставаться, наверное, с Гуглом, да, но вот сейчас, по крайней мере, в нашем учреждении проблемы с Гуглом есть. Ну, у нас ЦИТ, просто мы от ЦИТа, и какие-то вещи блокируются. Ну, есть аналоги, это в частности мой офис, R7 офис, офис 360 у Яндекса, и сейчас этот офис, он, то есть так же, как и если кто-то использовал офис 365 у Microsoft, офис 360 у Яндекса для образовательных организаций, зарегистрировавшихся, по-моему, до 31 августа на год бесплатно. А так это тоже платный сервис и достаточно там приличный, если регистрировать всех пользователей образовательной организации. Но мы уже так вот посмотрели для себя, если совсем уж будет заблокирован, мы сейчас используем Office 365, майкрософтовский. Пока вроде бы еще работает. Но уже посмотрели, вот скорее всего будем переходить на Яндекс 360, где там, предположим, 10, 15, 20 аккаунтов зарегистрируем, и они будут платные, а остальные будут использовать уже. Значит, там так же, как и в Office 365, 1 терабайт дискового пространства дается. Вот, и тоже почта, весь офис есть, совместное редактирование документов и так далее. Так, ну по браузерам у нас что остается? Яндекс, Атом, это мейловский, по-моему, вот, российские. Переводчики. Яндекс переводчик у нас есть. Промпт, наверное, кто-то работал с ним, слышал. Так, из образовательных ресурсов.
Ну вот какие-то уже даже закрылись, по-моему, Курсера закрылась, не знаешь, не помнишь, Илья Иванович? Кто-то использовал Курсеру, нет? Но у нас есть достаточно много уже российских, здесь они не все обозначены. У Яндекса, Яндекс учебник, наверное, пользовались. Вот мобильное электронное образование, Я-класс, Учи.ру, 1С, Фоксфорд. То есть вот эти все ресурсы мы можем использовать. Причем до 1 сентября они будут, можно и летом их использовать. Если регистрируете ребенка, его должны, по-моему, родители на сайте educon.ru. Это цифровая образовательная платформа, называется цифровой ЦОК, цифровой образовательный контент. Набираете, он вас выведет, поисковик Яндекса, или educon.ru. На нем верифицирован, он считается верифицированный, то есть проверенный. Но регистрация там немножко проблематичная. Вот, на этом же сайте можно посмотреть вебинары, как регистрироваться, как все, потому что там еще подтверждает школа, что это действительно школьный ученик. Первоначально, значит, почему такая сложная регистрация? Регистрация такая сложная, потому что компании отдали свои ресурсы, будем говорить так, Минпросу. Естественно, эти компании получили деньги. Они получили деньги, была проведена оценка, сколько людей зарегистрировалось на том или ином ресурсе, такое количество и получили. Я думаю, что после 1 сентября какие-то ресурсы останутся бесплатными. Какие? Наиболее востребованные. То есть те, которые будут востребованы, сейчас Минпрос проанализирует, Учи.ру сколько участвовало, сколько записалось учителей, Я-класс сколько записалось. А если там 10 человек записалось, и он не используется, то, конечно. И они, естественно, будут изыскивать средства, или, может быть, средства эти уже заложены, для того, чтобы расплатиться с этой компанией, и чтобы для детей эти ресурсы были доступны. Я думаю, с 1 сентября так и будет. Пока до 1 сентября все бесплатно, и можно даже летом заниматься на этих ресурсах. Илья Иванович, у меня по времени еще сколько? Нет, по программе посмотри. Чтобы... Так, значит, по картографическим сервисам у нас тоже есть Яндекс. Яндекс.Навигатор есть. ГИС, 2 ГИС тоже нормальный. Поэтому, ну, Google, ну что, пока работает. Будем пользоваться тоже. Так, и площадки электронной коммерции. Озон работает. Сам буквально недавно покупал. Не знаю, вот как Вальберис. Что-то читал отзывы, что какие-то проблемы там что-то с возвратом денег, кто-то там. Сейчас за возврат платите определенную сумму. Угу. Они сейчас пишут, буквально я последний раз заказывала, что данный товар возврат бесплатный, они прям указывают, или платный. Угу. Ну, то есть как бы с чем работать, поэтому вот. Сервисы бронирования жилья тоже есть российские, они работают. Может быть, я не все обозначил. Тем более сейчас с учетом того, что у нас на отдых предоставляется кэшбэк, в рамках кэшбэка тоже есть сервисы. Ну вот сервисы такси тоже продолжают работать. Ну это уже вот если возвращаться к таким сервисам, которые уже нам необходимы в жизни, да. Вот. Есть графические редакторы. Ну, конечно, к этим редакторам тоже есть куча претензий, в отличие от тех редакторов, с помощью которых можно редактировать. PDF эдитор тоже для работы с PDF-файлами. Ну вот как-то так. В папочке, нашей папочке самосбора я как раз скинул туда файлик, там есть рекомендации Минцифры по использованию, по импортозамещению. То есть какие у нас уже вообще прекратили, какие закрыли сервисы и какие российские мы можем использовать. Спасибо. Использовала активно канву,
Wi-Fi сейчас не работает. Да, Она- насколько я Закрыто с той стороны. Ну да, я не знаю. А вот она есть? вот, честно говоря, не смотрел. Уфтун пока работает. Уфтун. Он работает пока. Он очень похож на Samsung. Старый сервис. Так, пишется он так. Я думаю, что много использовали. Вы работаете еще старый этот сервис наш, который с анимацией. Прези. 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 Так, коллеги, есть вопросы? Ну, первую часть мы закончили. У нас там есть водичка, чайничек стоит. Чайник я только что Значит, вскипятил. смотрите, мы еще, если есть желание, можем организовать экскурсию, показать, как выглядит современный видеостудия. Доска стеклянная, вот, сейчас популярная игрушечка такая. Так, мы сейчас на перерыве пойдем. Да, или нет? можно на перерыве, но давайте
который общается с человеком посредством в одном месте ссылку на этот чат-бот собрать. Самое главное, что есть возможность интеграции, например, с Google таблицами, и у вас сохраняется она в том виде, в каком есть. Кроме того, все общение потом у вас, как у администратора данного чата, в этом случае вся переписка, которая велась с тем или иным пользователем, тоже в архивном варианте есть, тоже если что-то понадобится, можно найти. Но вот один из, это не мы создавали, но это один из тех сайтов, тех чатов, чат-ботов, который впечатлил больше всего. Но мы представляем, какая тут проделана огромная работа. Это на сервисе, получается, Parta School. Это тренажер по математике, подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ и базовые вещи из начальной школы. Организован действительно в виде чат-бота. Вот пример как раз-таки на отработке темы перевод правильной дроби в неправильную, что когда нужно целую часть умножить на знаменатель, прибавить числитель, вы получили, соответственно, числитель неправильной дроби, а знаменатель сохранили на место. Ну и вот тут ради интереса баловали, специально, принципиально вводили неправильные ответы. И с каждым неправильным ответом уровень пояснения чат-бота снижается до элементарного. Найди вот такое число, умножь на вот такое число и прибавь такое число. То есть в тот момент, когда живой человек уже бы дошел бы до точки кипения, чат-бот все-таки еще сохраняет спокойствие и поясняет, что нужно делать, и каждый раз пытается объяснить, вот что происходит. Но это, конечно, это работа, понятно, не одного человека и не один месяц, но тут, конечно, люди сделали, эта цель была не только популяризировать математику, но и заработать, потому что именно на этом сайте доступны, ну, на этом чате бесплатные уроки доступны только некоторые, а другие, ну, с другой стороны, там за тот или иной урок 400 рублей за раз, вроде как не сильно много, но возможно, что в совокупности это будет побольше. Вот. Ну и заинтересовавшись этой темой, мы проанализировали несколько вариантов чат-ботов, причем понятно, что если вы профессиональный программист, то тогда открываете там Python или еще какую-то систему и начинаете писать его с нуля, соответствующие библиотеки есть, можно все описать. Но мы же пытаемся, не вдаваясь уже на уровень профессионалов, но сделать продукт, которым нам удобно пользоваться, и как раз всевозможные конструкторы в этом случае нам помогают. Один из таких вариантов, который нам понравился, это SnatchBot.me. Его преимущество, что у него достаточно понятный интерфейс, то есть интуитивно понятно, что нужно делать. В этом, получается, чат-боте мы с вами заполняем отдельно каждое сообщение, и если сообщение мы можем видеть либо вот так вот просто списком и смотреть, что и как, то, естественно, есть и схема, и внутри этой схемы мы тоже можем как раз-таки посмотреть взаимодействие всевозможных сообщений. Начали его создавать, все хорошо, но столкнулись с той проблемой, что мы же не просто общаемся, мы еще и пытаемся получить какую-то информацию, а вот как раз-таки интегрирование в виде таблицы еще чего-то, вот у этого сайта, к сожалению, это платная услуга. Поэтому мы переключились на другой вариант. Вот такой вот тоже неплохой вариант, Литтех, интересный, тоже методом тыка можно даже не выдаваясь в инструкции разобраться, посмотреть, что и как. Интеграция с Google таблицами, прям видеоуроком прописано пошагово, шаг за шагом, что нужно сделать. В Google таблицу вся информация собирается, получается. Все хорошо и замечательно. Чем нам этот сайт не понравился? Если у предыдущего сайта в любой момент нажал кнопочку тестирования, и ты понимаешь, что у тебя будет происходить, то тут тестирование ты можешь возникнуть только когда начинаешь публиковать. То есть нужно вот отдельно еще... Ты не знаешь, что ты получил, а уже нужно интегрировать в какой-либо из мессенджеров для того, и потом уже там смотришь. То есть нужно параллельно работать в нескольких источниках для того, чтобы видеть, что у тебя получается. И путем всевозможных дальнейших проб и ошибок мы вот наткнулись на вот этот вот... Надежда Олеговна, произнесите его правильно, пожалуйста. Emilogic, да, Emilogic.com. Вот этот сайт нам понравился по многим критериям, по тем требованиям, что мы выставляли, чтобы было интуитивно понятно, чтобы было наглядно, откуда, куда и как мы двигаемся. Кроме того, тут очень хорошая справочная система. В любой момент, как только ты понимаешь, что что-то становится непонятно, рядышком есть кнопка справки именно по
данному вопросу, который возникает. И ну, сколько у нас? У нас меньше часа ушло на то, чтобы полностью с нуля интегрировать в Google и получать ответную информацию. Ну вот как раз-таки на этом сервисе мы предлагаем вам создать собственный чат-бот. Если хотите, то, пожалуйста, открывайте. Вот нужно только перейти вот на именно этот сервис. Надежда Олеговна сейчас будет рассказывать дальше пошагово более подробно. Ну и если мы с вами успеем дойти до момента интеграции, то тогда еще вам нужно вспомнить пароль от вашего Google аккаунта. Вот этот вот момент еще тоже важен, потому что, чтобы связать с таблицей, выход на таблицу должен быть. Вот. Но вот в этом вот сайте вот небольшая заготовочка по чат-боту. Специально открыли меню справка, чтобы показать, что она достаточно широка. Ну и вот еще раз повторяю, что интеграция с Google таблицами, правда, написано, что она еще в бета-версии, но мы проверили, работает. И только мы ее чуть-чуть отредактируем в группе самосборов во ВКонтакте. Там, где есть аннотация, есть на уже созданный именно как ассистент самосбора чат-бот небольшой, вот аналог которого мы сейчас будем создавать. Ну и там предлагается пройти небольшой опрос. Но так как мы его создавали вот до корректировок, то мы спрашивали про субботу, а Илья Иванович предлагает скорректировать его и сделать, собрать информацию по ходу на завтрашнее мероприятие. Мастер-класс Да. Ишанова. Да. Угу. Вот. Ну что, приступаем. Надежда, да, да. Найти Logic, и там зарегистрироваться надо будет. Нет, пароль там еще свой, но туда можно заходить с помощью Google аккаунта. Регистрация при помощи Google можно, да. А что-то я вроде открывала. А, вот. Не надо пока запускать. Почему? Ну, не надо. А, ты еще что-то? Просто вот тут адрес как раз есть. А, хорошо. Давай не уходи далеко. Можешь помогать. Так, значит, amylogic.com. AmyLogic, это в переводе с английского означает aim — это цель, logic — это логика. Соответственно, получается что-то типа целевая логика. Или целенаправленная, или как-то так. Значит, я бы хотела показать, что все-таки у нас вышло, недолго мы тут с этим сервисом работали. Вот, давайте посмотрим, что получилось у нас. Значит, давайте вот сейчас я нажала на кнопочку. Так, вот у нас, вот он справа. Если вот посмотреть внимательно, вот это то, что у нас получилось, в принципе, за часа 2 или 3. Значит, вот такой вот бот. Мы тут протестировали некоторые функции. Это функция, диалог, интеграция с Google таблицами, интеграция также, да, интеграция с Телеграмом. Да, мы интегрировали это в Телеграм. Итак, значит, вот мы здесь начали с того, что просто подумали, не создать ли нам какую-нибудь кнопочку для приветствия, хотя, в принципе, возможно, это и было излишним, тем не менее. Итак, нажмите на кнопку «Привет» для начала общения. Итак, наш бот для начала просит нас нажать на кнопку. Давайте нажмем на кнопку. Представьтесь, пожалуйста. Здесь мы можем ввести свое имя. Например, я веду Надежда. И наш бот забирает наше имя, он его сохраняет в некоторую переменную. И теперь он меня будет называть так, как я, в принципе, представилась. Здравствуйте, Надежда. Вы первый раз принимаете участие в самосборе. Ну, здесь я выберу «нет». Значит, хотя было бы интересно пойти по ветке «да». Давайте «нет», допустим. «Нет». Значит, вот, собственно, здесь, собственно, дальше у нас тут был организована интеграция с Google формой, с Google таблицей, извиняюсь, при помощи соответствующих блоков. Ну и, допустим, здесь у нас есть небольшой опрос: планируете ли вы участвовать в субботнем мероприятии самосбора? Ну, как мы уже сказали, это не субботнее мероприятие, на самом деле завтрашнее мероприятие, да? Допустим, как карта ляжет, я нажимаю, вот оно. И сейчас давайте посмотрим,
что появилось в нашей таблице. Так, вот у нас, хотя таблицу, наверное, я вам не смогу показать. Не хочет. Да, не хочет открывать таблицу, точно? Но попробовать вот второе окошко, это попытка была, но не хочет почему-то выходить на диск. Сейчас мы попробуем найти эту таблицу, в которой, в принципе, с которой мы интегрировали наш бот. Было бы интересно посмотреть. Да, я бы... Нет, он в почту зашел, а вот на Google диск зайти не хочет. Да, почему-то на Google диск он не заходит. Да, нет, в режиме инкогнито вот это Евгения Николаевна зашла. Она, видимо, поэтому, да? Нет, должно, всегда работает. Почему-то вот именно сейчас закапризничала, не знаю. Так. Ага, хорошо, давайте проверим. Можно сразу? Работает ли он с Яндекс.Таблицей? Вообще говоря, там не было интеграции с Яндекс.Таблицей, мы такого модуля не увидели, интеграции этой не было. Так, ну что, давайте проверим, будет ли у нас... Так. Были проблемы с доступом к Google диску? Да, сейчас Евгения Николаевна попробует еще раз, значит, показать нам, как же все-таки наши данные, значит, сейчас, как происходит сбор данных. Просто интересно, что действительно или мы вас обманываем. Ну, вот пока пауза, вот тот, что в тестовом режиме Надежда Олеговна показывает ссылку, я в самосборе сейчас корректировала, и ссылка на этот чат-бот теперь тоже появилась. Да, ссылку мы в виде QR-кода решили предоставить, чтобы все могли протестировать и, например, пройти наш опрос, кто планирует участвовать в мероприятии. Нет, не хочет. Так, ну, тем не менее... Жаль. Но Яндексом не было, да? Нет, с Яндексом интеграции не было. Ну, Может быть, это есть почта? Нет, к сожалению. А ты с телефона туда смогла зайти? А скриншот мы не делали презентации? Нет, скриншот я не делала. Скриншот и не нужен, в принципе, там обычная таблица. Она же живая, она интересная. Итак, значит, давайте я перейдем. Я могу завтра показать в университете. Университет еще пока не блокирован. В Телеграм можно бросить? Просто в Телеграм ссылку, вы зашли, посмотрели. На Google таблицу. А мы на Google таблицу попасть не можем. У меня телефон отказывается на Google. Ну, у меня почему-то телефон капризничает, и Google таблицу просит открыть через дополнительные приложения. Google таблицу, сбрось тогда ссылку на Google таблицу. Могу, потому что я в Google таблицу не могу зайти, он мне не дает ее открыть в телефоне. Он меня посылает в приложение, а у меня этого приложения нету. Так, ну вот, собственно, значит, сейчас давайте, вот здесь у нас, в принципе, ссылка на наш чат-бот в этой презентации. Давайте посмотрим. Я вот хочу просто показать еще раз ссылку на чат-бот. У нас же здесь правильная ссылка, да? Да. Вот она ссылочка, значит, вы можете перейти по этой ссылке, используя вашу камеру на телефоне, вот, и попробовать пройти опрос. А мы сейчас, в принципе, скажем ваши имена, кто у нас как ответил. Давайте сейчас покажем небольшую магию. Где у нас? Матвеева. Матвеева. Попробуйте, кто сможет пройти. Да. А мы сейчас попробуем так. Где у меня телефон? Зайди по ссылке. Да. А ты что только что с ним? Вот что. Сейчас мы посмотрим, так, кто у нас как ответил, сколько человек планирует, сколько человек не планирует. Пробуем найти это ради интереса. Так. Сделай доступ по ссылке в режиме читателя.
Так, никто пока что еще не заполнил наш... Так, ну что, вроде бы у нас есть первые изменения. Значит, мне один человек ответил «не планирую», это Ольга. Да, есть. Вот. Пока что больше... два человека ответили «не знаю», это я и Виталий. Виталий. Отлично. Как видите, наш бот прекрасно работает, он эффективно собирает информацию. В принципе, недолго мы это... Давайте посмотрим еще раз, может быть, еще пара человек ответит. Сохраняет информацию параллельно от ответа или после того, как завершится диалог? Значит, он размещает информацию конкретно после вашего ответа на вопрос, значит, в конце вашего. Да, то есть он сразу после... Так, значит, ну я больше не вижу ответов. У нас пока что, я так понимаю, 2 человека смогло пройти по ссылке. Или просто не дошли до опроса. Давайте подождем еще 3-го человека. Ольга, Виталий. Ты с Телеграма Еще кто-нибудь. Я же голосовала. Это ты, я не знаю, я вчера. Так, ну давайте проверим. Проверим. Кому? Так, ну пока что... Давай тоже пройду. Да, через Телеграм. Мы пока что интегрировали только его в Телеграм. Мы не смогли пока что, ну не то чтобы не смогли, просто не успели интегрировать его в другие мессенджеры. Так, еще кто-то прошел опрос? Так, ну пока что не видно, чтобы кто-то еще прошел. Может, просто мне не обновилось. Пока что... Да. Я захожу на вот, чтобы... Хорошо. Сейчас он сломался, наш бот, короче. Сломался, да? Да, получается, сломался. Что-то там такое произошло с ним. Давайте, может быть, очистим историю, попробуем. Очистите, потом заново, у меня очищается, меня не спускать больше. Ну ладно, значит, у нас тут еще немножко не до конца дотестирован. Да, почему-то... Нет, работает. Каким-то образом, значит, мы что у нас тут... Сейчас можно пройти. Вот что Надежда Олеговна показывала в режиме тестирования. Если у вас есть твой зал, то... Да, я думаю, мы немножко потестировали, но не все получилось. У тебя получилось. Когда отвечали. Думаю, Привет. Так, у нас пока что... А привет на кнопочку мы нажали. И он после этого должен был имя у вас спросить. Ну, хорошо. Почему-то не хочет там... Да, значит, мы будем поправлять этот бот, чтобы в следующий раз он у нас уже работал получше, чем сегодня. Так, давайте теперь попробуем, собственно, сами что-нибудь сделать руками. Попробуем сами что-нибудь делать. Значит, ну, 2 человека у нас прошло, после этого бот отказался работать. Ну, что так бывает. Так, значит, итак, давайте еще раз посмотрим на эту ссылку. amylogic.com. Вот, это сайт, собственно. Надо на него зайти. Вот, создать аккаунт. Вот мы тут написали, что надо делать дальше. Создать аккаунт. Если у кого-то еще... Что? Не, я просто стала, чтобы видеть. Итак, создать аккаунт. И, значит, у кого получится создать аккаунт, затем вы... ну, давайте подождем. Хотя бы, чтобы человека 2-3, ну, или все. Подождем. Подождем. Угу. Да, наша задача хотя бы, ну, посмотреть на интерфейс. Вот. Нет, уже вообще сейчас. Перестал работать по какой-то причине. Да. Сломался. Где-то не продумана логика, еще не до конца продумана. Кстати говоря, для начинающих существует много готовых ботов. То есть не надо руками ничего, в принципе, создавать, можно просто использовать готовые шаблоны. Очень удобно. Так, создать аккаунт, создаем аккаунт и заходим. Значит,
Ну, я немножко хочу, чтобы не скучали те, кто уже все-таки смогли создать аккаунт. Дальше, значит, нам нужно, в принципе, вот у нас будет кнопочка такая слева, создать бота. Значит, обязательно давайте назовем его как-нибудь. И шаблон проекта, пускай это будет у нас пустой проект. Попытаемся сделать с нуля что-нибудь. Не, вы как хотите наживайте. Значит, это просто наш Любой бот. бот Да, называется. любой бот, да. Проба, например, там. Угу. А вот у меня нормально работает. Так. Кнопочку создать, например, да? Мгм. Да. Значит, Так. так, Не работает, как лагерная указка заодно? А? Как лагерная указка заодно не работает? Должна. итак, создали. Есть тоже. У кого-то получилось? Кивните, если Есть, на получилось. экране нет. Мгм. Замечательно. Да, очень хорошо. Да, замечательно. Так, давайте тогда, значит, создаем бота. А что мы будем делать дальше? Дальше, значит, у нас есть вот такая вот очень важная кнопочка, которая называется сценарий. Сценарий — это будет логика нашего бота, собственно. Ой. Сценарий нашего бота, значит, вот он на кнопочке сценарий. Собственно. Самое левое поле. Да, да, сценарий, да, сверху, вот самое важное. Да не, нормально все. Да, ты стань с той стороны, а я тебя буду переключать. А тебе экран Нет, виден, ты так говори, будешь тогда я тыкать. не буду верить. Нет, всё, рассказывай. Так, значит, теперь, так. Значит, что дальше? Сценарий? Так, значит, продолжаем. Собственно, вы видите блоки, вот это вот, значит, вот это вот все называется, когда мы, значит, вот у нас мы видим это пустое поле, на котором мы, собственно, можем создавать новые блоки и связывать их различными связями, переходами. Значит, текст — это наш основной блок, и вот видите, здесь есть готовые блоки, вот. В частности, очень важный блок называется intent. Intent по-английски означает намерение. То есть это может быть согласие, когда человек отвечает «да», «конечно» и так далее, и там есть синонимы и другие интенты. Вот. Значит, итак, давайте создадим следующий блок, один блок, Скажи, что это текст текст. нужен. Да, текст. Тыкни, что текст надо нажать. Так, вот он текст. Так, значит, ну что, поздороваемся с нашим участником диалога, да? Ну, мы решили здесь для начала интересно посоздавать кнопки какие-нибудь. Всегда интересно создать кнопку, чтобы она работала. Мы решили создать кнопку, хотя это и не обязательно. Так, здравствуйте, нажмите на кнопку. Так, ну давайте, значит, так, и что? Давайте сохранить. Сохранять, Да, сохранить. Вот. Ну и как видите, вот здесь вот он нам предлагает как раз создать кнопку. Вот, плюс кнопка. Давайте мы ее создадим. Именно кнопку, не блок. Да, здесь у нас, значит, вот она кнопочка. Можно ее назвать как-нибудь. Вот, мы ее назвали «Привет». Вот, это наша кнопка, которая будет нам, собственно, означать переход. Она будет означать, что мы собираемся перейти к следующей стадии нашего общения. Так, собственно, дальше. Добавить. Да, давайте добавить экран. добавлять экраны. Каждый экран будет, соответственно, нашим, частью нашего диалога, неотъемлемым. Давайте добавим экран. И следующий экран, который мы добавим, это значит, у нас получается, здесь будет блок, который мы называем текст-to-var. Текст-to-var. Да, значит, мы будем просить нашего участника представиться. Текст-to-var. Значит, текст-to-var означает текст в переменную. То есть он нам даст какое-то имя.
мы его сохраним и потом будем использовать. Текстовая. Вот. Значит, текстовая подразумевает, что мы сначала пишем какую-то подсказку пользователю, что ему нужно, собственно, сделать. В данном случае мы хотим, чтобы он представился, поэтому напишем «Представьтесь, пожалуйста». Как видите, здесь существуют продвинутые опции. Ну, кто вот любит красоту, можно здесь всякие HTML штуки использовать, значит, вот, и так далее. Итак, представьтесь, пожалуйста, ну, здесь, конечно, запятая должна быть, вот, и имя переменной name, да, здесь вот этот знак $, он уже здесь был, мы просто написали имя переменной, используя те правила, по которым создаются у нас идентификаторы переменных, это буквы, подчеркивание и цифры. Собственно, name, поскольку это будет имя, Использовать только латынь? Да. вообще да, потому что вот мы как раз тоже, значит, знакомились с ботом недавно, вот мы просто использовали вот эти правила, которые здесь. Итак, name. Сохраняем. Так, значит, кто-то у нас еще следует за нами, да, успеваем? Так? Не успеваете? Я пойду помогу. Помогите, девочки. Так, значит, но все-таки, так, а кто у нас успевает кто-то? Да, вот успевает Илья Иванович, такие еще несколько человек тоже успевают. Ну, остальные, в принципе, вы всегда можете потом все это прекрасно проделать, там есть куча всякого материала, если захочется, это всегда можно очень несложно сделать. Итак, давайте сейчас, значит, свяжем наши блоки. Итак, давайте организуем логику от кнопки «Привет», протянем стрелочку к нашему блоку тексту var. Обратите внимание, что блоки у меня стоят горизонтально. Возможно, что ваши блоки стоят по-другому. Вы можете их перетащить, используя вот это вот здесь вот такая вот будет, значит, возможность перетащить. Да, вы можете перетащить, но только помните, что перетаскивать нельзя на какую-то позицию случайную. Там он сам вам, значит, покажет, что да, сюда можно ставить блок. То есть вы можете горизонтально вытянуть вашу всю эту, значит, логику, либо вертикально, либо перетаскивание. Потому что нельзя выбирать случайную позицию для блока. Блоки можно ставить только упорядоченным образом. Вы перетаскиваете, там появляется такая оранжевая полосочка, это говорит о том, что там, потому что вы пока что перетащили не так, как ему нравится. Ему не нравится. Вот, теперь, значит, соответственно, ему понравилось, куда вы перетащили, и, соответственно, так. Вот, смотрите, значит, вот у нас простейший бот готов, в принципе. Простейший бот готов, вы можете всегда его протестировать, нажав на кнопочку «Тестировать». Значит, дальше вот за вот эту вот штуку и за разделитель. И да, смотрим, что дальше. Давайте минутку подождем. Так, значит, ну вот у нас. Так, значит, есть кто-нибудь, кому еще нужно помочь, может быть, каким-то образом, может быть, вы делаете, но не получается. Так, ладно. Пока что все, значит, просто нормально, да? Да. Ну что, продолжаем. Давайте продолжим. Итак, мы с вами изучили теперь самый простой блок, как сделать кнопку, как сделать блок тексту var. Да? Давайте продолжим. Что, дальше там учишь заканчивать? Следующий. Так, ну что, давайте зададим какой-нибудь вопрос. Зададим вопрос, используя известный нам уже блок под названием текст. Блок текст. Обратите внимание, что здесь нового, что здесь интересного в этом блоке. Интересно здесь, интересно. Итак, мы создаем новый блок. Снова создать новый экран. Новый экран. Сценарий, да, сценарий. Да, сценарий. Опять какой-то сценарий. Да, сценарий, создать новый экран. Если по крайней мере, да. Значит, итак, все хорошо, давайте экран. Все замечательно. Давайте добавим экран текст. Уже известный нам экран текст. Самый простой экран текст. Это еще экран
Да. Значит, обратите внимание, что здесь мы используем ту переменную, которую мы на прошлом шаге с вами задали, да? Name. Вот. Обратите внимание, что перед ней обязательно поставить $, а здесь, в принципе, специальный знак можно было пробелом не разрывать. Значит, здравствуйте, Name. Первый раз принимаете участие в самосборе. Вот. Значит, вы первый раз принимаете участие в самосборе. Вот такой вопрос мы задали нашим участникам. Так. Мне кажется, у нас уже мало кто уже... Да, время надо поменьше делать. Так, ну и надо нам еще один интересный блок все-таки про интерес. Да, давайте сохраним. Да, и продолжим. Сохраним и продолжим. Что я плохо нашла? Сохраним и продолжим. Да. Значит, посмотрите внимательно, что у нас здесь интересного в этом блоке мы еще сделали. Мы добавили еще один блок, который называется intent. Intent — это значит намерение, что хочет пользователь. Пользователь хочет ответить, например, да или нет. Итак, этот intent называется по-английски agreement, по-русски называется согласие. Давайте добавим блок, который называется согласие. Значит, блок. И там много-много блоков, и там есть другие блоки или интенты. Вот надо выбрать блок согласия. Блок согласия подразумевает, что ответом будет либо да, либо нет. Да, или синонимы. Итак, блок согласия. Давайте искать. Нашли, да? В какой группе блоков находится? Значит, получается, значит, это что? Это просто... Да. Так, еще. А там первая строчка не должна быть. Да, согласие. Значит, еще блоки согласия. Вот. Да. Значит, нажимаем согласие. И как видите, у нас появился здесь вот такой вот блок с молнией. Это значит, у нас согласие. Значит, теперь обратите внимание здесь конкретно, что здесь произошло. Здесь есть два условия. Первое условие, если пользователь согласился, да, он первый раз. И второе условие, если пользователь не согласился, нет, он не первый раз. И, значит, здесь, вот видите, вот эти вот, у меня тут не нарисованы, это такие кружочки, которые, собственно, для переходов по соответственно, да, по диалогу. Да. Итак, дальше. Соединили их, да? Нет, дальше. Он же там внутри пока. Теперь мы хотим уже просто показать в целом, как вот тут у нас все красиво выстроилось. Вот. Мы тут все строили такую иерархию дерева. Значит, и посмотрите внимательно, вот здесь вот у нас, значит, дальше вы уже, в принципе, вы уже обучились. Теперь уже вы можете делать, дальше уже экспериментировать. То есть согласие, значит, означает, что происходит какая-то одна, допустим, версия диалога, несогласие, любая другая фраза, вот она у нас ведет к другой версии диалога, Здесь мы, конечно, было бы хорошо сделать интеграцию с Google таблицами. Кто-то хочет сделать, попробовать интеграцию с Google таблицами, но это как бы займет минут 10-15. Да. Да. Значит, следующий, по идее, этап всего вот этого продолжения – это интеграция с Google таблицами. Интеграцию с Google таблицами нужно делать очень аккуратно. Давайте мы посмотрим, как это происходит. Скажи, что сначала эту таблицу создать на диске. Обратите внимание, значит, вот посмотрите интеграция с Google таблицами. Значит, есть такой блок. Значит, очевидно, что Google таблица должна к этому моменту уже существовать, чтобы, в принципе, можно было ее использовать. То есть сначала вы должны создать Google таблицу. Далее. Можно дальше. Обратите внимание, когда вы нажмете, вот если, допустим, вам понравилось создавать ботов, значит, допустим, вы попытаетесь интегрировать в Google таблицу. У нас получилось только на второй раз, потому что мы не читаем, что нам предлагают.
не читаем предлагаемую информацию. Поэтому, чтобы вы не повторили наших ошибок, мы вам сразу вот хотим сказать, что надо будет выставить галочки разрешение править в Google таблице. Почему это так важно? Потому что второй раз, когда мы попытались исправить и выдать разрешение, мы так и не смогли найти, где это можно исправить. И поскольку первый раз мы оставили галочки по умолчанию, то второй раз нам он уже не предложил ничего интегрировать, и интегрировать у нас не получилось. Поэтому после того, как вы это сделаете, обязательно нужно будет выдать, ну вот перейти в настройки, здесь сделать настройки, подключить Google аккаунт, значит перейти в настройки, подключить Google аккаунт, и дальше нужно будет обязательно выдать разрешение, все разрешения, в частности разрешение на то, чтобы править Google таблицы. Давайте посмотрим, что дальше. А дальше, в принципе, уже ничего. Дальше ссылка на... А мы наш можем код. сам показать. Ну, Сам бот показать, что у нас в итоге ну, получилось. вообще, вот что у нас в целом. Значит, мы вам рассказали, как начать работу с ботом Amy Logic. Очень, на наш взгляд, из 3 ботов самый удачный Amy Logic. Из 3 ботов, которые мы попробовали, Snatchbot, в принципе, отличный был. Второй вот был тоже, не запомнил название. И вот этот бот самый удачный. Ну, в принципе, мы уже вам показывали, что у нас получилось. Вот, из того, что мы только что... Вы можете сами протестировать себе. Протестируйте свой бот. Значит, для этого нажмите на кнопочку «Тестировать». Вот. И справа у вас появится диалог. Вот. Нажмите на кнопочку «Привет». Появится, собственно, диалог, на который нужно будет написать либо «да», либо «нет». И если вы продолжили и сделали там, заморочились и сделали еще какие-нибудь 2 блока типа... Значит, извините, непонятно, он пишет тогда, когда вы вводите что-то, что идет не по сценарию, на что у него нет никакой реакции. Если у бота нет никакой реакции, которую мы ему задали в сценарии, значит, он будет вам писать то, что у него в настройках прописано. Извините, непонятно в данном случае. Если вы эту реакцию пропишете, значит, соответственно, он будет вам реагировать. Вот. Вот сюда тыкните диалоги. И вот тут вот хранятся все диалоги, которые были с каждым отдельным пользователем. Ну... Значит, вот мы всякие тут разные... Вот видите, вы можете даже просмотреть свои диалоги. Вот. Вот, видите, вот это диалоги, которые у нас... Это диалог «Надежда». То есть, видимо, диалог «Надежда». Да, вчерашний, да. А вот Виталий, это сегодняшний диалог. Елена. Елена, вот, видите, тоже есть диалог. Сохранился. Да, Айгуль Чуфрова, Надежда Кожурина. Вот, Мария. Там 20, да? Так, 20, видите, сохранены. Ну, в принципе, по сути дела, даты не собрали. Давайте все 20 посмотрим, что там. Что? Там же всего 20, да, позиций? Я сейчас тоже ночью проходила, В нормально. смысле? Вот. Ну вот это все, А что... вот и- Последняя активность вся. Вот я вчера, видите, ночью проходила тоже. Это активности мы смотрим в диалогах. Да, теперь вы можете посмотреть и полюбоваться на диалоги, которые... На кнопочке «Диалоги». Вон я вчера... Значит, при помощи... Дальше можно, в принципе, бот интегрировать. Интегрировать его можно в Telegram, например. Интегрировать его можно в Telegram. Кстати, давайте я тогда уж, раз я сюда зашла, покажу блок интеграция. Смотрите, как мы организовали интеграцию. Довольно, может быть, криво, в принципе, но мы как бы, поскольку начинающие. Значит, вот у нас как организована интеграция была с Google таблицами. Значит, как мы организовали интеграцию с Google таблицами. Вот обратите внимание, у нас было 3 кнопочки: планирую, не планирую, планирую, и как карта ляжет. 3 кнопочки. И каждая из этих кнопочек вела на свой блок интеграции. Например, не планирую ведет вот на блок интеграция с Google таблицами. Здесь, если мы посмотрим, вот смотрите, здесь наш аккаунт, здесь наша таблица, здесь наш лист таблицы, и здесь действие «Сохранить в строку». То есть, получается, наши имена будут сохраняться, в данном случае будет сохраняться имя.
В данном случае будет сохраняться имя, потому что мы там указали в настройках сохранить переменную имя, потому что у нас больше других переменных не было, поэтому мы сохранили переменную имя. Если у вас будут другие переменные, вы сможете сохранять другие переменные. Так что вот так вот мы организовали интеграцию, вот 3 кнопочки и 3, соответственно, блока интеграции. Вы можете придумать более, наверное, приятные способы интегрировать. Значит, чтобы вот, если мы интегрируем его с Телеграмом, то значит здесь у нас есть специальная такая кнопочка, кнопочка интеграция. Наверху вон там. Опубликовать? Да. Вот, если вы захотите интегрировать ваш... Ой, ну вот. А какая? Тогда? Опубликовать. Нет, она не показывает. Значит, Публикуется, видите, написано. он публикуется, да. Google. Значит, так. Куда публикуется? Да. Ну хорошо, вот в общем, значит, интеграции, вот они. Значит, нет, интеграция. Ответы бота, как раз бота при форс-мажорах. Так, и давайте скажу, где у нас интегрировать. Все-таки я не вижу, где интеграция. Если ты отпустить, может, там? Ладно. Ролик. Там выбирали Телеграм, и потом уже по Ну, в общем, вот так вот. Хорошо, значит, что еще можно сказать? Может быть, есть какие-то вопросы? Здесь есть... Вопрос такой, а можно было интегрировать Google таблицами, а где-то статистику внутри она не подводит? Единственное, что мы здесь пока что нашли, это диалоги. То есть мы можем просто здесь посмотреть в диалогах То есть, все. если нам нужно только количество определить, Мы можем просто диалоги просмотреть, какие у нас Ну, там без будут. ответа. Да. статистику откройте, там будет видно, сколько вчера было посещений, сколько сегодня. Вот. Посещений, диалог статистика показывает. Ну, вот видите, мы еще не до конца как бы тоже посмотрели. Ну, посмотрите, значит, есть у нас все-таки то те, кто вот обзор проекта, клиенты, сообщения, диалоги. То есть клиенты, сообщения, диалоги. Здесь что? Начало, конец. Ну, понятно, есть тоже и разница. Вот наши, собственно, всякие гистограммы здесь. Ну, здесь нету, да, ответов. Здесь просто здесь чисто... Есть еще вопросы? Было ли опыт использования звонков? Пока не было. Ну вот я вот сейчас посмотрела, как используют, например, чат-боты, где используются. Ну, например, про город использует новостной чат-бот. Интересно, там он как бы этот чат-бот, например, для того, чтобы предложить какую-то новость. То есть чат-боты, они у нас информационными в СМИ могут использоваться также и так далее. Вот. Ладно, тогда выходим из аккаунта. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо. Следующее выступление у нас Илья. Так. Анастасия, да? Нет. Лилия. Цифровые лаборатории по биологии и сопровождение. Все, файлики сохранила. Да. Туда обе. Ага, Илья Иванович, ничего не вижу. Помогите мне, пожалуйста, где что искать? Где у нас тут? Ага. Все, вот она, папочка нашла, да? Угу. Так, сейчас себя найду. Так, вот она я. Прописала, чтобы не забыть, где живу. Завтра мероприятие, которое будет на Старовского, будет также освещено онлайн? Сейчас трансляция Трансляции не будет, это точно. Мы постараемся так сделать. Но она будет создана. Илья Иванович. Спасибо. Да, за шоу парк. Исторически. Да, исторический, экономический. Там бывший читальный зал.
Студенты не приходили, тогда писали. Можно, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Зовут меня Ермоленко Лилия Николаевна и представляю гимназию имени Пушкина. Ну, немножко хочу, наверное, я сегодня не буду рассказывать долго, как работают эти цифровые лаборатории. Я немножко своим впечатлением хочу поделиться, потому что, как нам обещает Министерство образования, что скоро в каждой школе будет такой набор, да, и придется всем осваивать. Вот, поэтому немножко, как говорится, впечатлений. Ага, спасибо. Угу. Итак, цифровые лаборатории. Это огромные-огромные коробки, которые вам привозят, и вы самостоятельно разбираетесь в этом деле. Ну и, соответственно, нам тоже 2 года назад, как у нас открылась новая гимназия на орбите, нам выгрузили этот набор «Сделай сам», по сути дела, и разбирайтесь. Ну, мы сложили, естественно, этот набор разных лабораторий цифровых и попытались как-то его начать осваивать. Ну и я для себя выделила, где я могу, как говорится, применить этот набор. И выделила 3 основные категории. Это применение на уроках, то есть практическую часть можно реализовывать. Это реализация программ дополнительного образования. В основном это туда все ушло. И реализация внеурочной деятельности. То есть вот такие вот 3 направления. И пыталась, сразу скажу, что все освоить очень-очень сложно. Потом расскажу, какие проблемы встали передо мной. Частично, конечно, что-то освоила, реализовала. Ну вот так вот выглядит примерно цифровая лаборатория. То есть это набор ноутбуков на вот такой коробке зарядки, да, представляете все. И вот такие вот коробочки Релион, в которых находятся разные датчики. Естественно, там на каждый датчик есть программа, да, загружается в компьютер программа, и с датчиками можно, считается, работать. Но, естественно, если было все так просто, было бы замечательно. К сожалению, не все так просто. Ну, вот такие вот тоже лаборатории, которые нам сначала привезли, это Релаб. К сожалению, как оказалось позже, они не совсем подходят к тем ноутбукам, которые закупили. То есть именно Релион подходят, ноутбуки под Релион заказаны. А эти лаборатории, они как бы частично могут работать, что тоже стало проблемой. То есть коробочки красивые, много их, они стоят, но, к сожалению, не все эти цифровые лаборатории работают так, как надо. То есть они могут работать, но не все. Итак, начала реализовывать 2 года назад. Да? Сразу же скажу, в основном, конечно, реализация была в этом году. Но начала немножечко осваивать и в прошлом году. Первое – это работа с цифровыми лабораториями на уроках биологии. Ну, так как я веду профильный класс, помимо того, что обычные классы, то, естественно, нужно работать углубленно, да, и здесь эти лаборатории, они, конечно же, достаточно хорошо ложатся на эту углубленную программу. Ну, вот, например, что можно сделать, в принципе, несложные работы, это изменение частоты сердечных сокращений до физической нагрузки и после, там небольшой такой датчик, который можно, как говорится, быстренько это все измерить. Вот, например, детки у меня на лабораторной работе изучение жилкования листа, 6 класс, но дети, правда, 7 класс, мы в качестве повторения и в качестве освоения техники взяли вот такую вот работу. Вот они работают с цифровыми микроскопами, сразу же скажу, цифровые микроскопы эти очень дорогие, но очень бестолковые, то есть они до 2000 увеличения, где ничего не видно, но мы нашли применение, вот очень хорошо, например, показывает тип жилкования листьев. Но, к сожалению, если рассматривать препараты какие-то, то видно просто пятно. То есть, к сожалению, фиксации нет. То есть не всегда дорогое, как говорится, хорошее. Вот. Ну, как говорится, чтобы техника не стояла, мы применили ее, скажем так. Дальше. Выращивание простейших на различных субстратах. Тоже под этими микроскопами можно рассмотреть этих простейших. Они, в принципе, не такие маленькие, но все-таки мы переходим больше к рассмотрению на обычных микроскопах. Он проще, он лучше и разрешение намного лучше, чем эти цифровые. Микробиологические исследования продуктов пищевой биотехнологии. Ну, например, можно там различные йогурты посмотреть на наличие полезных бактерий, на наличие дрожжей и так далее. Это мы тоже сделали. Исследование химических, физических параметров воды. То есть есть датчики такие, где можно тоже это посмотреть. Они, в принципе, тоже несложные. То есть я для себя что в этом году выделила? Набор, который я могу освоить. Я вот тут восхищалась девочками, какие они молодцы, технически подкованные. Я, к сожалению, не технолог.
технарь, и мне вот это дается часть достаточно тяжело. Вот. Ну вот мы делали фотографии, то есть очень хорошо фиксируется, делается фотографии. Единственный минус, почему-то не знаем, и до сих пор даже техник у нас не разобрался, заполняется определенное количество фотографий, папка сворачивается и не разворачивается. То есть не знаю почему, вот так у нас работает, поэтому мы пытаемся быстренько скинуть на флешку, пока она не свернулась, потому что пришел техник и говорит, я тоже не знаю. Ну уж техник, если не знаю, то я тоже не знаю. Вторая у нас самая, как говорится, такая вот широко направленная реализация произошла именно в программе дополнительного образования. И реализовали мы ее на базе Кванториум. У нас в прошлом году, до 1 сентября, в августе открылся первый Кванториум в России на базе школы, то есть это на базе гимназии. Ну и, соответственно, нас обязали, да, работать и еще раз работать. И нам пришлось осваивать эти цифровые лаборатории. Естественно, не просто так я села и не знаю, с чего начать. У нас были курсы. Ну, курсы всегда это одно, а когда начинаешь реально работать, это абсолютно другое. Да? Пока ты вот это все через себя не пропустишь, не получится. Курсы – это курсы. Ну и вот, на базе Кванториума нас обязали, в этом году обязали, как говорится, первый опыт был, он такой вот не однозначный, я потом поделюсь впечатлениями. И у нас было реализовано 2 программы на базе Кванториума. Я реализовывала экологию в экспериментах, а второй учитель биологии, мой коллега, реализовывал мир под микроскопом. Ну вот они, детки наши, сидят. Это мой профиль, профильный класс в основном. Почему, опять же, объясню, почему профильный класс чуть позже. Ну и здесь мы делать попытались исследовательские работы. Да? Нужно же применить не просто так. Поработали, как говорится, и разошлись. Нужно же результат какой-то выдать и, соответственно, что-то сделать. Ну вот мы делали с ребятами в Кванториуме, например, работы, микробиологическое исследование продуктов пищевой биотехнологии, там, в принципе, ничего сложного такого нет. Исследование химических параметров воды из разных источников, там тоже ничего такого нет. Датчики вставляешь, и они сами показывают мутность, например, воды и так далее. Строят диаграммы, графики, да, но тоже, опять же, все это надо освоить. Методики приготовления временных препаратов, ну, химический анализ пищевых продуктов. Например, там мы мед брали на химический анализ и некоторые другие продукты. Ну, тут работы, да, которые реализовали, то есть немножко поучаствовали в конкурсах. И третье направление – это внеурочная деятельность. Реализация программы, которую я пыталась использовать эти лаборатории при реализации своей программы, подготовка высокомотивированных участников к олимпиадам и конкурсам по биологии. Ну, например, те же проектные работы, те же исследовательские работы, с которыми можно поучаствовать в каких-то конкурсах. Ну, это детки здесь тоже. Ну, и я немножко вчера провела такую рефлексию. Конечно, если мы говорим об учащихся, то безусловно. Если мы используем эти лаборатории, конечно же, интерес к предмету биологии повышается абсолютно у всех. Да? Но это что-то новое, это как покажи фокус. Естественно, дети любят работать с этими лабораториями. Второе, позволяет реализовывать проектные исследовательские какие-то проекты, да, по биологии, экологии. Действительно, здесь проблем нет. Только сиди и реализовывай, если у тебя масса времени. Ну и третье, позволяет подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам по предметам естественно-научного цикла. То есть, казалось бы, одни плюсы. Но я вчера немножко так вот села, да, и расписала все-таки плюсы и минусы за год, которые я активно использовала. Ну как, активнее, чем в прошлом году, да, скажем так. Конечно, можно еще активнее. Вот, лаборатория. Ну и вот такое вот у меня неоднозначно, как говорится, такая вот рефлексия произошла. То есть плюсы работы. Конечно, мы сначала выявляем плюсы. Да? Первое, это существенно повышает количество учащих, которые хотят участвовать в конкурсах, олимпиадах. Естественно, поработав один раз в таких лабораториях, дети сразу хотят, вот, например, там был какой-то конкурс для маленьких детишек, тех же фотографий временных препаратов. Мы послали, они там какие-то сертификаты получили. Естественно, чем меньше ребенок, тем радостнее ему. Пусть даже не первое, второе место, пусть просто сертификат, но они этому порадовались. Второе, это возможность выполнения проектных и исследовательских работ с учащимися. Да, база вот она есть, работы не хочу. Да?
Третье. Отличная база для занятий с профильным классом. То есть именно по профильному классу, вот так же, как у меня кванториум проходил, сначала записалось 18 человек. Ну, там вообще, в принципе, невозможно работать с большой группой, потому что каждому нужно подойти, объяснить, что-то там, если технические какие-то неполадки, вызвать инженера и так далее. В итоге у меня осталось 11 человек, абсолютно все с моего профильного класса. То есть все, кто не с профильного, отсеялись. То есть делаю вывод. Хотят у нас Министерство образования, чтобы это было для всех, но нельзя научить всех детей. Это, ну, не знаю, на этом этапе мне сложно. А как я должна пятиклассника научить пользоваться? Не знаю, пока не знаю. Ну, четвертое, например, нашла такой вот плюс, возможность сделать свой урок презентабельным, современным, да. Нам же постоянно, периодически заставляют участвовать в каких-то конкурсах, проводить открытые уроки. Вот здесь, мне кажется, очень хорошая бы фишечка была, да, применение этих лабораторий. Хотя еще не пробовала, не проводила открытые уроки. Пятое. Саморазвитие, конечно, в направлении работы с современным оборудованием. То есть это профессиональный рост, ты проходишь, я прошла 2 вида курсов, да, сама это все проработала. То есть, конечно, здесь плюс неоспоримый, но минусы работы тоже есть. Конечно, первый минус, который меня просто в этом году съел, это масса времени. Для того, чтобы провести 2 часа, например, кванториум занятий, я готовюсь теоретически, например, там 2-4 часа, иду в лабораторию, отрабатываю это все практикум, а потом только приходят дети. Естественно, они приходят, они не знают подоплеки. Да? Для них это пришел, сделал, и все хорошо. Но это огромная работа и масса времени. Второе, к чему я пришла к выводу, что это не для широких масс, скорее для детей профильного класса или высокомотивированных, которые именно хотят заниматься этим. Третье. Работа требует денежных средств. Я столкнулась с проблемой. Например, ребенок приходит на кванториум, и вот работа у нас сегодня анализ меда. Да? Я должна купить, пойти несколько марок меда. Кто мне денежку даст, как здесь сказали, да, тоже девушка, никто мне не даст. Да? Делаем с детьми анализ молочных продуктов, опять пошла купила, кто денежку даст, никто денежку не даст, да, вот, а честно, мне вот детей купить стыдно просить, то есть, не знаю, мне такой денежный вопрос всегда как-то вот так вот, мне легче пойти самой купить и никого не просить, вот, я этот вопрос задавала, они говорят, вы нам дайте чек, и мы вам положим, да, может быть, оплатим, но я говорю, мне вот легче пойти и купить, что-то дома есть, например, какое-то, да, оборудование, не знаю, взять дрожжи, мед, что-то еще, какой-то йогурт, который стоит в холодильнике, и как-то отчетности все у меня не получалось. Это лаборатории, они есть и в классах, и в кванториуме. Ну да, почти одинаковые, да. Угу. Но четвертое, вот с чем я столкнулась, я еще раз говорю, я не технарь, мне не хватает технических навыков. То есть первое время постоянно приходилось звать инженера, да, куда-то исчезли фотографии, вдруг у нас не работает, измеряем давление, он показывает график, конечный результат не выдает. Вот это, конечно, проблема для меня. Ну и данная работа практически не оплачивается. Посмею озвучить то, что, например, за всю работу только оплачивали работу в кванториуме, это порядка 2000 в месяц. Вот. Да, вы прекрасно, все учителя меня понимают, да, как это у нас все оплачивается. Вот пока на данном этапе вот такие у меня впечатления. Да? Да, вот я же показывала, да, что вот у меня ребята выступали, то есть, да, на площадках различных и работали, но пока, как говорится, очень узко. Очень пока мы узко. Почему? Потому что я по незнанию в этом году распылилась. То есть мне хотелось объять необъятное, а так не бывает. Но со следующего года я меняю политику и занимаюсь узким кругом детей именно по исследовательским работам. Я уже это озвучила. Тем более у нас не урочка будет, да, в следующем году, все знают, будет стоять, как нам сказали, в расписании. И даже первыми уроками, чтобы никуда ничего. Вот. Так что я буду вот этим делом заниматься. Ну, то есть реализовывать проекты и исследования за счет вот этих часов. Хотя бы так. Да, в гимназии. Нет, например, на базе школы, я, например, да, там кабинет отдельный, у нас на 4 этаже, я там занимаюсь детишками в кванториуме, но я, например, хочу сегодня 5 классу показать тех же инфузорий, да, потому что мы выращивали вначале, они пока живые, там живенькие бегали, мы поднимаемся, я им всем показываю. То есть у вас класс биологии отдельно? Да? Отдельно класс биологии, отдельно кванториум, да.
То есть если урок у вас, вы можете урок провести какой-то? В конториуме, да, я поднимаюсь в кабинет, я на 2-м этаже базируюсь, у меня кабинет, на 4-й поднимаюсь, он практически всегда свободный. А я, может быть, Мгм. послушал. Гимназия Пушкина, это же бывшие иностранные языки там, да? А сейчас она многопрофильная. Да, у нас многопрофильная. Я расскажу, что с прошлого года у нас вводится многопрофильность. То есть с этого года, с 5 классов, с прошлого года, простите, в 5 классах у нас вводятся многопрофильные классы. То есть это в основном языковые несколько классов. Также у нас есть, естественно, научный, то есть это химбил, по-другому обзывают его. И, соответственно, инженерный, математический. И дай бог памяти, какой еще? Нет, кадетский нет. У нас кадетского нету. Языки. И языковых много, так как все равно профиль-то остался языковой. Вот А, Б, В, Г, получается, это у нас языковые классы. Вот, потом, сейчас я вспоминаю, потому что 5 8 классов, я поэтому, то есть 8 5 классов, я поэтому немножко в прострации нахожусь. Г, Д. А по набору, то есть идут дети, пишут заявление и потом формируются. Например, в прошлом году еще параллельно также попытались, у меня, например, профильный класс 7 З, в 7 также растасовать после 6. Получился профиль. А, например, в этом году 6 практически никто не заявил на химико-биологический, потом класса не будет. То есть другие классы набирают. Но больше языковые, конечно. Формирование групп по профилям, они какие-то испытания? Да, конечно. То есть экзамен на сайте все есть, в принципе, гимназии, демо-версии работ, которые дети могут написать. В этом году, опять же, формировались 5 и из 6 7, потому что 6 пришли непрофильные. И вот политика директора нашего такова, что все классы будут профильные. То есть мы сейчас выпускаем потихоньку не профильные, а только набираем по профилям. Планируется в следующем году 5 Ну и очень хорошо. Планируется? У нас, сказала Гладкова, никогда не будет 5-дневки. Я, говорит, лягу и все. А в 30-й школе будет 5-дневка полностью? Ну, у нас 7 школа, у меня ребенок учится 5-дневка, ничего. У нас не знаю почему. У нас политика такая, 5-дневки не будет никогда. Есть еще в каких-нибудь школах города? Я так понимаю, где точки роста есть, оно есть. Я только, вот честно, не в курсе, где у нас точки роста. К сожалению, пока нет, потому что я сейчас понимаю, что только где-то открывается. Вот честно, не запомнила школу у нас в городе. Я знаю, да, у нас вообще первый в России кванториум школьный. У нас поэтому было столько телевидения. Я говорю, у меня вот конец августа, это была сплошная какая-то каторга, а не отпуск. Городском кванториуме есть. Ну, городской кванториум, он, получается, у нас федеральный, да, значение, а у нас, видите, как школьный. Да, кванториум. У нас, получается, логика такова, что ребенок после школы должен оставаться и проходить доп. Занятия в этой же школе, никуда не ходить. И поэтому у нас там успех работает, кванториум работает, еще какие-то допы, много всего, очень много. Но при этом я вот как родитель, мой ребенок учится в этой гимназии, могу сказать, да, после уроков может остаться ребенок, но у ребенка, например, в 6-7 классе по 7 уроков, а занятия, и на некоторые занятия ребенок хотел бы сходить. Ну, кванториум с 3 работает, 15 часов все работают. На некоторые кванториумы, вот мой ребенок записывался, ребенок не успевает именно по... Нет, нет, в конториуме все с 15 часов работают, все-все-все. В случае она записывалась на вырезать 3D моделирование. Вот несостыковка. Не могу сказать, я работаю с 15 часов, напротив у меня робототехника работает с 15 часов, физики, химики с 15 часов. В вашей школе это всегда по много уроков? То есть 7-8 уроков для вас это... Нет, не проблема, да. У меня, например, 7 уроков, потом кванториум, я провожу 8-9, еще 10 убираю оборудование, нормально? То есть вот у вас, например, 11 человек осталось, может, кто-то и хотел бы пойти, но не получается из-за несостыковки. Но мне 11 человек вот так хватает. Мне больше не надо, потому что это очень сложная работа. Спасибо, давайте продолжим.
Добрый день, уважаемые участники летнего самосбора. Меня зовут Ваганова Анастасия, я являюсь студенткой профессионального образовательного учреждения Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Моим научным руководителем является Крамаренко Станислав Валерьевич, который, к сожалению, сегодня не смог подойти в связи с тем, что он руководствуется выпускной группой, и его завалили документацией. Но ближе к делу, тематика моего доклада — это облачные технологии при дистанционно-образовательном процессе. Все мы прекрасно видим и знаем, что коронавирус очень плотно вошел в нашу жизнь и принес с собой изменения не только в медицине, но и в образовании. В прошлом году как раз-таки мы застали данную пандемию, и мне как студентке пришлось учиться в это непростое и тяжелое время. Соответственно, при обучении мы использовали различные устройства, как, прошу прощения, как аппаратное, так и программное обеспечение. И вот с учетом всего этого хотелось бы проанализировать различные виды программ и платформ, которые сейчас есть на программном рынке, на которые будут более уместны в данном случае, рассказать вам, как мы ими пользовались. Перед вами представлена одна из самых распространенных платформ, это Skype. Skype — это самая первая и самая популярная нашего времени платформа для организации онлайн-обучения. Также это вариант интернет-телефонии. То есть вы можете позвонить собеседнику по ней и начать диалог на различные темы, интересующие вас. Но как есть плюсы, так есть и минусы. Взять наш колледж, я думаю, ни для кого не секрет, большинство студентов, они иногородние. Большинство из них в поселках, и тут возникает минус. Не во всех поселках и не во всех районах проведен интернет. Даже если он проведен, то он очень слабый. Вот, и поэтому здесь возникали такие проблемы, как плохое качество, плохая передача звука, плохое зависание картинки. Поэтому здесь работал, исходя из слайда, принцип «помоги себе сам». Вторая немаловажная платформа — это Zoom. Zoom фактически лидирует в программном обеспечении и даже обходит Skype. Zoom — это платформа для проведения ВКС, видеоконференций, для нескольких участников. Данная версия бесплатна для участников, но только в количестве 100 человек. Также самый главный минус этой платформы — это ограничение видеотрансляции по времени 40 минут. Любая пара, будь она теоретическая или практическая, длится 2 академических часа. То есть час по 45 минут, в сумме 1,5 часа. Мы спокойно могли работать по данной платформе 40 минут, после чего видеоконференция прекращалась. Преподавателю нужно было заново подключаться, чтобы все студенты тоже заходили на эту видеотрансляцию. Ну, то есть живого общения с преподавателем там было фактически мало, и это был огромный минус. Много потери времени. И точно так же еще один минус — это полноценная версия, она платная. Я не думаю, что каждое бюджетное учреждение сможет ее себе позволить. Следующая платформа, если ее можно так назвать, это социальная сеть ВКонтакте. Социальная сеть ВКонтакте — это самая популярная социальная сеть для общения в России. Поясню, почему на данный момент она самая популярная. Наверное, все знают Инстаграм. На данный момент Инстаграм, он в связи с политическими и экономическими обстоятельствами, он сейчас официально заблокирован, поэтому на данный момент это самая популярная сеть. Также ВКонтакте — это лидирующий плагиат в России Фейсбука. Что из минусов? ВКонтакте — это социальная сеть, созданная для общения. Прошу обратить внимание на то, что она для общения. И с дистанционным обучением она вроде никак не состыкуется. Также дети параллельно общаются друг с другом, списывают у друг друга ответы и постоянно отвлекаются. Отсюда вытекали такие минусы, то что не все преподаватели в силу, наверное, своего возраста хотели регистрироваться там. Не все преподаватели хотели добавлять в друзья. Наверное, потому что они думали, что ученики будут навязываться, спрашивать глупые вопросы, но ученики это делают лишь для того, чтобы спросить, возможно, про какие-то задания, если у них какие-то плохие оценки, исправить их. Но такие минусы есть. И насчет того, что они постоянно отвлекаются. Для меня, как для студента, данная платформа, она мультимедийная. Ну, потому что там есть различные, сообщества, новостная лента. Поэтому сложился такой стереотип, что ВКонтакте — это некая платформа развлечений, которая маловероятно подойдет для учебного процесса.
Еще раз? Она не доминирующая, просто в большинстве случаев, когда у многих студентов нет возможности, допустим, даже, не у всех есть компьютер, то есть телефоны это будет сложнее, допустим, зайти в Skype, в Zoom, поэтому... Да, учась в школе, когда я еще застала времена, когда только начиналось это все, мы работали только ВКонтакте, потому что создавалась группа, куда скидывали задания, и вот мы с преподавателями работали именно в личных сообщениях, но не все преподаватели, еще раз повторюсь, приходилось просить почту у преподавателя, ему так удобнее было. Вот, поэтому, наверное, перейдем сейчас к следующей платформе, это Moodle, о нем уже сегодня шла речь. Но, еще раз говорю, для меня, как для студента, не знаю, возможно, вам она бы была очень проста. Moodle — это движок онлайн-школы. Он абсолютно бесплатен, просто установки. Там можно создавать тесты, и разные их вариации представлены. Но без нужного специалиста там не обойтись. В чем была проблема? Для меня, как для студента, и для нашего преподавателя интерфейс данной платформы оказался слишком сложным. Если бы мы не просили помощи у преподавателя, мы в ней запутались. Ему нужно было всегда вводить нас в курс дела. Также из минусов это необходимое обязательное обучение с программным обеспечением минимум 5000. Цену мы узнавали. Необходимость ведения дистанционного обучения в ближайшее время. Не каждый учащийся разберется с данным видом программного обеспечения и выполнит домашнее задание. Ученик не может задать вопрос в программе, остается 1 на 1 с самим собой. Насчет последнего пункта, как сегодня говорили, там максимум переписка, то есть никакого живого разговора. И также насчет тестов. Была ситуация, когда нам задали в данной платформе выполнить тест и поставили временное ограничение. Мы должны были пройти данный тест с 6 вечера до 8. Когда все начали заходить, выполнять тест, все зависло, данная программа просто, она не справилась с количеством сидящих на ней учеников. В связи с этим не все могли успеть за это время выполнить тест. Для нас это была большая проблема, потому что потом с оценками творилась беда. Преподаватели думали, что мы бездельничаем и просто-напросто не выполняем. Также, исходя из всего этого, хотелось бы узнать, где вы заполняли электронные журналы, какую платформу вы использовали онлайн, куда вы высылали задания для студентов, или вы вообще работали в тот период. И на большинство вопросов здесь есть простой ответ. Это облачные технологии. Чем удобны облачные технологии? В первую очередь, это та же локальная сеть, которая дает вам удаленный доступ к любому гаджету, у которого есть доступ в интернет. Будь это ноутбук, планшет, телефон, стационарный компьютер или моноблок. Также хотелось бы узнать, что такое образовательное облако. Это среда для организации сетевого и дистанционного обучения, которая является абсолютно бесплатным и не зависит от периода его использования. Исходя из слайда, вам представлено то, чем мы пользовались. Это был Google. Точно такую же возможность нам предоставлял Яндекс.Диск. Но сейчас, когда проблемы с Google, точно так же пользуемся Яндекс.Диском. Также это был Mail и OneDrive. В чем же плюсы всего этого? Дело в том, что именно для вас, как для преподавателей, удобно создавать учебные курсы в формате веб-страниц, документов, электронных таблиц, презентаций, импортировать ваши электронные учебные модули. Вы можете создавать, добавлять имеющиеся электронные образовательные ресурсы, тесты, предоставлять доступ к документам и учебным материалам родителям и учащимся, сохранять планы уроков, ведомости и другие документы, которые должны быть всегда под рукой. Это действительно очень удобно. Совместно с другими преподавателями работайте над учебными планами или совместными проектами. Отправляйте учебные материалы, созданные дома, в облако, чтобы иметь к ним доступ с рабочего компьютера. Чем удобно это для студентов? Да тем, что мы можем видеть размещенный вами материал. То есть мы всегда его можем открыть, повторить. Также мы можем использовать их для совместной работы над проектами, создавать работы преподавателю, предоставляя доступ по ссылке или пересылая работу по почте. Также к этому хочется добавить второй и третий пункт, соединив. Была ситуация, когда нам задавали проект, тоже на дистанционном обучении. Мы собирались с группой от 3 до 5 человек. Каждый работал в облаке. При этом мы там могли оформлять, редактировать документ, после чего отправлялось все одному из учеников. Он еще раз это все проверял, высылал преподавателю. Преподаватель уже по оцениванию категорий отправлял нам документ с оценкой. То есть это было очень удобно, мы не затрачивали много времени на этого.
Можно ли использовать несколько облачных хранилищ одновременно? Конечно, можно. Насколько мне не изменяет память, Яндекс.Диск, когда вы создаете аккаунт, предоставляет вам 15 мегабайтов бесплатно абсолютно. Даже если они у вас закончатся, вы можете не очищать ничего, а создать просто новый аккаунт. То есть у вас будет несколько хранилищ. Я думаю, ну, для вас это не секрет. Также используйте свои любимые гаджеты для выполнения и отправки домашних заданий, просмотра ваших будущих оценок. Хотелось бы немножко рассказать о том, как у нас происходило дистанционное обучение в нашем колледже сервиса и связи. С марта по июнь, когда началась пандемия, мы, насколько мне не изменяет память, это находилось на информационном стенде, там, где у нас расписание на первом этаже, там находилась ссылка. Мы брали эту ссылку, заходили, у нас открывалась папка с группами, то есть это, опять же, все в облачном хранилище находилось. Открылась папка с группами, мы находили свою группу, то есть это было все очень аккуратно сформировано, все доступно и понятно. Мы открывали папку, заходили, там открывалось наше расписание, мы искали нужный нам день, в зависимости от того, сколько у нас пар, там находились папки под названиями там определенных предметов. Мы заходили, открывали задания, скачивали их, делали. Также там было прикреплено ссылки на почту преподавателей. Точно так же скидывали и получали оценки. Поэтому можно сказать, что... Извините. Можно сказать, что мы отказались от всех социальных сетей, от различных технологий, и данная идея нам показалась самой оптимальной, самой удобной. И в заключение хотелось бы сказать, зачем изобретать велосипед, когда его уже давно изобрели? Стоит только сесть и поехать в нужном направлении. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Нет, на самом деле, хотелось бы сказать вам большое спасибо. Я вот слушала разные вариации, то, что вы сидите, но на самом деле мы же студенты, и даже вот когда в школе училась, я думала, все это так просто, а вот, ну, посмотрела, вы, ну, прям собираетесь, узнаете, делитесь опытом, и то, что вы так стараетесь и разрабатываете новые технологии, это здорово, это большое спасибо вам. Ну, правда, это приятно. Ну, вы хотя бы что-то делаете, не сидите на место. Вот, я училась в 21-й школе, поэтому это все тоже было очень удобно, у нас такие же были технологии. Вот. Спасибо большое. Прошу обратить внимание, потому что очень часто эта ошибка везде происходит. У нас нет понятия дистанционного образовательного процесса. Статья 16-15 закона о образовании, у нас там два понятия: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. То есть облачные технологии при организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Очень часто у многих вот эта ошибка. Обратите на это внимание. Исправимся. Да. Спасибо большое. Официальных документах. Да, в официальных документах. Вот эту фразу, которую сейчас вам сказали, надо выставить группу. Ее запомнила. Очень приятно. Да. Группу. Спасибо большое. Одно просто замечание. Вот единственное, кто в своем докладе обучаемых воспитанников не назвала детьми и ребенком. У меня все. Она назвала, как было, когда нас обучали. В детском садике и в школе. А все остальные, получается, вы называете либо детьми, либо ребенком. Это тоже из области программирования. Спасибо. Единственное, кто правильно назвал. Следующее выступление, даже два подряд выступления. Наши коллеги из дошкольных образовательных учреждений. Так, да. Из коррекционной школы, пожалуйста. Как, в каком порядке? Так, да, конечно, надо группы к личному. Что? А сейчас нет, там она там должна сесть. Нет, она сюда пойдет. Сюда, да?
Возьму тогда, да? Мишку бери. Клавиатуру, пульт, этот нужен. Нет, пульт не нужен. Пульт. Почти. Все. Ну да, оно не произведется. Скажите, пожалуйста, не произносите слова, которые я сейчас сказал Константин. Что написаться равно. Раньше готовили, обучали личность, а сейчас Вы нам тоже выступление сформулируйте по этому вопросу. Подготовка первого по этому вопросу. Так, значит, мы являемся воспитателями школы-интерната номер 4 для детей с нарушением слуха. И хотим вас познакомить с мастер-классом, который мы давали для наших педагогов по обучению использования программы обычной нашей, которой мы часто пользуемся, PowerPoint, для создания креативных образовательных ресурсов. Актуальность нашего опыта обусловлена несколькими причинами. Первое – контингент. Особенности контингента наших обучающихся. В нашем учреждении обучаются и глухие дети, и с кохлеарным имплантом, слабослышащие и с тяжелым нарушением речи. Зачастую степень сохранности слуха оказывается недостаточной для нормального владения устной речи, поэтому использование других сохранных анализаторов, в том числе зрительного, становится необходимым условием для повышения качества образовательного и воспитательного процесса с данной категорией обучающихся. Приоритетным направлением работы становится применение информационных технологий. Вторая причина – идея. Наличие в нашей образовательной организации квалифицированных педагогов-экспертов, которые прошли обучение на портале «Сеть творческих учителей» по разработке креативных образовательных ресурсов. Наверное, кто-то из вас здесь присутствующих тоже пользовался данной площадкой. В 2016 году это, значит, 5 педагогов нашей школы-интерната прошли мастер-класс создания кор на этой площадке. Мы учились не только создавать презентации согласно требованиям, но и соблюдать авторские права, активно обсуждали создаваемые интерактивные презентации. Успешно освоив весь курс мастер-класса, мы получили соответствующие свидетельства. Просуществовав 12 лет, портал «Сеть творческих учителей» прекратил свою работу. Но в нас очень жила идея продолжения подобного мастер-класса. Третья причина – потенциал. Это нереализованный творческий потенциал педагогов, наличие опыта по обучению наших коллег. И мы создали свою группу экспертов, тех, кто успешно прошел мастер-класс на портале СТУ, набрали группу педагогов, желающих научиться создавать интерактивные презентации. Только что была, значит, вот эта площадка на Google сайте. Так, и все созданные ресурсы мы публиковали на нашем школьном сайте, вот в данной рубрике. Четвертая причина – готовность транслировать наш опыт по разработке креативных образовательных ресурсов в педагогическом сообществе республики. Опыт носит универсальный характер. Ценность нашего опыта заключается в создании условий для корпоративного обучения коллег, возможности применения полученных знаний, умений для своего профессионального роста. Перспектива создания интерактивных презентаций виделась с нами в проведении подобного мастер-класса
для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья на площадке КРИРО. Мы обращались сюда 3 года назад, но почему-то как-то не нашли ответного отклика, поэтому данный мастер-класс мы также продолжали проводить на базе нашей школы-интерната. Накопленный опыт используется нашими педагогами на уроках, воспитательских занятиях и внеклассных мероприятиях, о чем далее расскажет Вера Васильевна. Ну, сейчас мы перейдем на воспитательские занятия. Какие приемы мы используем? В данном случае представлен прием Сорбонка. Он помогает учащимся легче запомнить, но в нашем случае слова определенные, а в обычной школе это формулы, таблицы умножения, какие-то важные термины и так далее. Наши коллеги применяют Сорбонку и для ребусов, и логических заданий. Элементарно в слове там физкультура поменяйте буквы местами на одной стороне, а на другой дайте правильно. Вот вам логическое задание. Все. В этой же программе мы для закрепления определенных тем используем кроссворды. Когда кроссворд работает вживую, такая форма позволяет не только проверить материал, но и использовать какие-то картинки. На это вопрос нажимаем, появляется и ответ, ну и соответствующая картинка. Ребенок как слышит, а он читает. Ну, ребенок читает, а они все с имплантами. Электронную речь они слышат, да. Угу. Так, давай следующему. Следующий прием – это приемы помогают соотнести картинку и ее название. Вот если вы посмотрите, не совсем совпадает картинка и предложенный вариант. Да? Дети обговаривают, что надо, а затем уже проверяют, как это все сработает. И ответы можно проверить. Следующее задание тоже на соответствие, только немножко в другой форме. Когда представлены определенные, в данном случае тема рыбы была, вот, и соотнесение картинки с этим. Следующий прием, который используется в наших презентациях, это прием лента. Он используется при подаче большого по единому смысловому содержанию материала. Но в данном случае это внеклассное занятие было. Надо было подобрать нужный ответ. И вот под триггером спрятан вопрос. Угу. Динамичный фон с использованием со звуковым включением. Все это работает одним щелчком на едином слайде. И все, что мы показали, оно все сделано на едином слайде. Да для любого. Подготовить это все можно для любого. PowerPoint. Презентация. Это обычная презентация. Так, на уроках, вот в данном случае при составлении, при работе над изложением, над формированием умения составлять пункты плана в целях активизации речевой деятельности и повышения внимания, когда составляется картинный план и текстовый план. Вот Сорбонка тоже является хорошим подспорьем. Данный прием лупа, он используется для работы над описанием картины, когда надо описать чисто какого-то героя. Оно дает возможность рассмотреть более полно и более близко. Следующий прием мозаика. Мозаика помогает увидеть общее в небольших частицах, то есть дети должны определить по частям, что здесь спрятано. В итоге проверяется. Угу. Все. Так, ну и используем на внеклассных занятиях. В данном случае было занятие для 1-2 класса «Собери краски коми-края». Все. Угу. Вот здесь анимация. Это все тоже на едином слайде. Все работает само. Настройка такая. То есть пока идет работа, взрослый уже может обговаривать, где протекает река и так далее. Реки появляются. Все, сейчас пойдет по триггеру нажму.
Сейчас, так как нам нужно было обговорить, кто живет в наших реках, вот пойдут какие-то картинки, а задание для учащихся было «собери краски», да? Вот, а затем уже синяя краска появляется и переход на следующий. Чтобы, вот в данном случае, наверное, штук 46 всяких слоев, и вот чтобы ведущему было как бы легче, есть слайд подсказочный, не слайд, а знак подсказка. Еще на триггере сработает. Вот, видите, появляется в данном случае для взрослого ведущего, вот если появился этот значок, значит, я должна подвести итог по данной части занятия. Так, все. Ну, дальше они можно описывают другие эти времена года и так далее. Следующее, тоже внеклассное занятие, это использование прием экран. Когда мы по небольшим картиночкам открываем большую картину и используем также триггер, вот мы можем назвать, что это за картина. Учащиеся могут назвать и проверить. Так, работа в тестовых программах. Если там все было настроено на триггеры, то здесь уже идут макросы. О макросах попозже Елена Владимировна расскажет. Так, нажала, да? Почему? Разработчик не настроен. Здесь не срабатывает. А там срабатывало. Ну, в общем, здесь выходит, вот, типа, вы знаете, получается, типа вот того чат-бота. Оттуда нельзя? Нет. Вот Типа- там сработало, а здесь нет. Типа По идее, здесь календарь. диалог какой-то, да. И он настраивается один раз при его создании. И потом через 5 лет, через 10 вы делаете, и все срабатывает. Все дело в том, что в компьютере должен быть включен разработчик. Не в компьютере, Вера Васильевна. Это в Ну, в программе смысле, просто активировать разработчик, и эти макросы срабатывают. Вот, и в таком случае Здесь, наверное, тоже не не сработает ни один наш этот макрос, все, что на макросах. Ну, дальше, да, Да, нет. дальше. Здесь можно проверить. Да, здесь называют, Проверяется и проверяется. Так, при неправильном этом можно перейти на по книжке. Нет, сработало. Да. Не идет. Сейчас, подожди. Так, это прием листания. Оно не на макросах, оно на триггерах просто. То есть здесь можем просмотреть какую-то теорию. В данном случае еще используется еще и лента времени. Тоже настроено все. То есть, чтобы мы могли соотнести в историческом аспекте. Перейти на ТС-2. не сработает так. Он не сработает, я не к тому. Но жалко, что не сработает, конечно. В этом случае дается несколько вариантов ответов, и ученик может нажать и тут же проверить. Чем хорошо, у нас здесь нет гонки, что неправильно и ты идешь дальше, ты имеешь право как бы попробовать методом этого. Но теория будет та же самая. Открываем тест 3. Так, ну а здесь представлен один вопрос, но несколько вариантов ответов. Если там мы из выбранных выбираем один, то здесь мы можем выбрать 3, 4 и 5 вариантов ответов. Так, вот еще один из видов тестирования, когда задается там 4, можно и 6, и больше ответов, и надо соотнести часть эту с этой. Сюда вписывается конкретная буква, которая ему соответствует. Не трогайте, экран не трогайте. А я его не тронула. Так. Ну и еще вот эта форма позволяет использовать... Открою, она не откроется. Не откроется, потому что макросы не включили. Да. По идее, здесь как бы 7 заданий. И выполненное задание перекрашивается и для того, чтобы мы второй раз его не сделали. Значит, у нас и разливайка не откроется. Все. К концу мы можем уже подойти, снова засекаем время. И время уже... И можно проверить, сколько времени мы затронули. Так, до результата? Нет? Все.
Ну, в общем, вот подобный мастер-класс с нами был также проведен с педагогами, называлась «Макросы презентация», где обучающиеся могли выполнять открытые тестовые задания с вводом поля, закрытые с выбором одного ответа, нескольких ответов и так далее. Но, к сожалению, продемонстрировать мы вам не сможем. Так, и по итогам, вот за 4 года нам я обучена на 3 площадках, на 3, потому что были с триггерами, с макросами, еще мы поменяли одну площадку, потому что первое нас сначала было 5 человек, а когда у нас количество ведущих уменьшилось, мы открыли отдельную площадку. 30 коллег, но если быть точно, это 32 человека, причем не все с нашей школы, то есть у нас был такой опыт, когда люди с другой школы, потому что это все дистанционно, да. И в этом году у нас одна из наших коллег отправила свою работу с макросами на конкурс, ну и стала победителем. Ну, то есть есть возможность с помощью вот таких вот фишек создавать интересные презентации и также участвовать в конкурсах. Вы большие молодцы. Сколько у вас человек в школе? Учащихся? Да. Немного, 100. Нет там Есть. у нас мама после работы. Молодцы. Как вам попасть на эту учебу? На учебу? Ну, данные свои, это почту хотя бы напишите. Да я ваша соседка из Соколов. О, Да, тогда. берите все, что надо, и на учебу. Да нет, это все дистанционно, мы задания отправляем, люди выполняют, присылают первое задание, мы смотрим, если где-то надо. Ну, к сожалению, я сейчас этим стала заниматься, продолжая только Вера Васильевна. Нет, мы вдвоем. Мы вдвоем занимаемся, нет, неправда. Мы занимаемся Что вдвоем, занимает очень поэтому много времени. занимает времени много. Вот сколько человек ее создает при проверке, это точно так же, потому что ты должен все это проверить, и если у него ошибка, я должна как-то проиграть так, что я ему посоветую, как исправить. То есть я должна проиграть, попробовать и сказать, попробуйте-ка сделать так-то. Вот. Но если желание есть, это все реально. Коллеги, у нас проводится республиканский конкурс по применению цифровых образовательных ресурсов. Вы участвовали в этом конкурсе? Так, слушайте, у меня это очень больной вопрос, мне сказали молчать вообще-то. Я не знаю, насчет цифровых образовательных ресурсов мы не участвовали. Нет, мы участвовали, подождите, мы участвовали с этими... Я еще в 2015 участвовала. Мы участвовали. Мы участвовали, знаешь, что в проекте вот с этими, это «Спящая царевна». Там «Спящая сказка». Мы первое место. Да. Но мы столкнулись... В прошлом году мы тоже отсылали. В прошлом году почему-то был вопрос, мы отсылали на Пушкина. Но вот я лично столкнулась с такой штукой. Люди, я видела просто работы победителей. Но вот анимация должна делаться не просто так, а вот я просмотрела первые 3 работы победителя. Слайд пустой. Клик, появилась крыша. Клик, появилось что-то. Это уже нарушение. Слайд не должен быть пустой. Анимация должна нести какую-то смысловую нагрузку, а не просто, а я умею, вот, и все появилось. Это... Дальше. При вот том конкурсе не было никакого требования к презентации. А ведь требования есть. Почему мы нарушаем? Есть требования, что даже элементарно все заголовки в едином месте, единым цветом. Анимация должна быть как-то обоснована, а не просто так. Дальше мы столкнулись еще с тем, что, не говоря о макросах, на триггерах, вот те, кто проверяет работу, не все умеют работать на триггерах. Мы стукнули, оно не работает. Вот да, стукнули. Хотя, вот если посмотреть, включи любую презентацию, просто так. У нас внизу есть заметки для слайда. И когда я отправляю работу, или даже вот девушки у нас заканчивают, последнее ему говорим, пропишите, что является триггером. Если вашу работу скачать, чтобы человек знал, куда нажать. Вот. А мы столкнулись с тем, что даже те, кто проверяет, это делать не могут. Да? Здесь вот сюда, вот сюда. Вот это потяни.
Здесь, вот, потяни ее. Нет, а теперь вверх. Вот. Вот сюда. Это заметки для слайда. И я здесь должна писать. Триггером является в данном случае вот этот человечек. Да? Вот и так далее. Это можно догадаться. А? Нет, это все прописывается А же как вы в догадаетесь? ресурсе. Вы открыли Вера Васильевна, чужое нет. это. В Либо... ресурсе все должно прописываться. Не, ну... Вера Васильевна. Хорошо. Нет, когда я готовлю, я знаю. А если мою работу скачал кто-то, Просто ваше имя было не знакомо, поэтому ничего нельзя. да дело не в моем имени совершенно. Следующий вопрос. Да. У вас есть описание вот по работе с триггерами? Есть. То есть мы ведь можем опубликовать вашу статью на портале «Открытое образование» в лучших там практиках. У нас есть лучшие практики. Но единственное, там вы зайдите на comeedu.ru «Лучшие практики». Там есть требования. Если вы оформите в соответствии с требованиями, мы разместим. Это будет тоже республиканский опыт. И если вы не возражаете, мы вас на следующий год включим в жюри. Хорошо. Нашего Включите. конкурса, чтобы Включите, правильно но- проверили все презентации. Триггеры. Надо делать даже не в том, что правильно, а надо, чтобы были прописаны требования к презентации. А их ведь не было. Они не прописаны. Вот конкурс. А чего туда надо? И кто во что гораздо, так и бьет. Вот. А вообще мы, честно говоря, пытались 3 года назад пробиться, но дверь не открылась. Давайте поблагодарим еще Так, следующее выступление. Такое ощущение, что тоже макросы не сработают, потому что сейчас должно... Потому что тут вот, все тихо, вот срабатывает, вот выходит, видите, включить содержимое, и тут должно, если получится, да. Будем надеяться. В общем, я работаю воспитателем в школе-интернате для неслышащих детей, и специфика работы заключается в том, что весь образовательный материал строится на слухозрительной основе. То есть вот данный способ презентации очень нам как бы в подспорье. И все эти вот информационно-коммуникативные технологии тоже очень хорошо помогают мне в работе. Я думаю, что-то вы для себя возьмете, а что-то вы очень хорошо знаете и используете уже в своей работе. То есть вам знакома вот эта карта, схема цифровой компетентности, состоящая из информационной и медиакомпетентности, коммуникативной, потребительской и технической. И в структуре везде просматриваются знания, умения, мотивация, и данные виды компетентности взаимосвязанные между собой и дополняют друг друга. Составление вот этой карты схемы и есть не что иное, как информационная и медиакомпетентность. Она составлена с помощью фигур. В эти фигуры вставлены надписи, на некоторые плашки встроены триггеры, переходы, и далее будут показан фрагмент видео. Когда я делюсь с вами здесь присутствующими своим опытом использования ЭКТ, это не что иное, как коммуникативная компетентность. Отправка по электронной почте, загрузка составленной презентации, например, на наш школьный сайт или обмен через социальную сеть, мессенджер, все это тоже входит в коммуникативную компетентность. Вот или другой пример. Мы с коллегами участвовали в сентябре в марафоне «Искусственный интеллект доступен каждому». Он проводился на базе Самарского университета. Поскольку мы были в одной команде, мы выбрали мессенджер WhatsApp для согласования своих действий. И для участия сегодня в вечернем мероприятии Battle на 3 мы тоже будем использовать этот мессенджер. Итак, деление на эти виды условно, чтобы систематизировать свои знания, умение актуализировать свою мотивацию, прежде всего на самообразование, и проявить ответственность при принятии определенных решений. Каждому педагогу приходится дружить с компьютером. Да, мы знаем, при написании планов, программ, составлении отчетов, при подготовке занятий и уроков. И наиболее часто используемые мною сервисы, платформы, программы вы видите на экране. Это создание визуально интересных материалов в Google формах, мы уже сегодня о них говорили, да? Создание креативных образовательных ресурсов, сейчас проверим, может даже сработает ссылка.
Ага. Нет, вот и не срабатывает здесь, да, Google. Хорошо. Вот я здесь такую подготовила. То есть мы используем вот эти опросники, да, в которых также автоматически записываются ответы. Так. Вот тот же самый прием лента, когда мы проходим рассказ. Алексей, ой, не лента, листание. Ага, в обе стороны. Победа будет за нами. Тут показан пример использования триггеров при составлении карты великих битв во время Великой Отечественной войны. Вера Васильевна тоже свою карту хотела показать, мы увидели, она в другом виде была. Далее, макросы презентации. Ага, вот они и сработали. Да, здесь спрятаны юзер-формы. Немножко не так, но они срабатывают. Тут вот мы объясняем значение тех или иных слов и понятий. Это все юзер-форма. Там есть и другие макросы. Так, вот попробуем, может даже сработает. Да, срабатывает. Так, значит, эвакуация это что такое? Какую буковку вписываем? Б, да? Б. Опа, английский тут, да? Сейчас. Найти бы еще буковку Б. Ну, предположим, пишу А, да, какая разница, проверим. F Угу. Например, вот А, здесь любую, там, например, В, и проверяем, вот мы о чем мы говорили. Неверно, да? То есть мы очищаем и вписываем правильно. И когда мы вписываем правильно, при проверке выступит тут индикатор поля верно. И здесь вот также дается инструкция тоже с помощью юзер-форма. Так что здесь макросы заработали. Можем что-то посмотреть. Так, и вот здесь вот 3 вида макросов спрятаны тоже на одном слайде. То есть после работы с таблицей, в оригинале эта таблица больше, не знаю, здесь тоже искажается, видимо, из-за разности версий. Здесь инструкция к выполнению. Например, при выполнении желтых плашечек вписываем свой вариант. При голубых, вот тоже они соскочили, один выбор ответа и несколько выборов. Ну, здесь вот, например, мы пишем, что началась Великая Так, и проверяем. Почему неверно? Да, то есть если мы вписываем здесь с большой буквы, то есть здесь и интерактив, и возможность исправления. Верно. Также, значит, в Ленинграде началась, пишем, блокада, да? Ну, понятен здесь принцип. Далее, здесь уже упоминали об этом сервисе LearningApps, очень удобно. В ней содержится куча вариантов всяких заданий и очень большое подспорье. Дальше, Учеру, вы все знаете, я даже, может, и не буду показывать. Ну, есть, не сработает на работе, да? Ага, сработало. Есть доски совместного редактирования, Padlet, Linode и другие. Тоже мы создаем. В общем, кому интересно, можете вот эти все вещи тоже осваивать. И вообще мне очень нравится использовать сайт Баданова Александра Александровича. Вы, наверное, тоже с ним знакомы. В нем собран вообще очень большой пласт, огромный. Да, вот здесь, пожалуйста, все и для презентаций, и графика, и коллажи, и все что угодно. Блог Александра Александровича Баданова. Возвращаемся к коммуникативной компетентности. То есть здесь у меня представлены некоторые формы работы с детьми. Мы все участвуем в онлайн-акциях, в онлайн-конкурсах, в фестивалях. Например, вот мы участвовали в «Брось сигарету, получи конфету». Так, в фестивале «Учение с увлечением». То есть все это происходит онлайн. Здесь хотелось бы еще
Ну вот книгу так я продемонстрирую. В этом году мы написали книгу. Называется «Площадка Всероссийская школьная летопись», где можно вместе с детьми писать книгу, и там публикуется в библиотеке. Высшая школа делового администрирования, тоже очень хорошая площадка, можете себе взять на заметку. Да, и вот я как раз... Да. Я, в принципе, и стараюсь-то такие бесплатные, потому что, ну, как бы просить с родителей, да, деньги за участие, мне тоже как бы неловко. Так, и все, значит, мероприятия, которые мы проводим с детьми, я стараюсь делать небольшие видосики и их публиковать в Ютубе. И родители с большой благодарностью как бы отслеживают, смотрят, и то, что вот сейчас 7 класс, и какие они были в первом подготовительном, 2 разные вещи, также они смотрят. Ну, естественно, чаты, которые мы создаем, да? Время, да, уже? Так, значит, и вот здесь хотелось бы, значит, продемонстрировать на смарт-панели. У кого есть в классах, они, наверное, знают, да, здесь вот прием множественного клонирования. Из пересеченных 4 слов из 6 букв создаются слова. Когда интерес пропадает, мы приглашаем обучающихся из других классов. И интерес это также поддерживается. И вот здесь фрагмент упражнения на смарт-лабе на соответствие. Да, пробуйте. Не только Кирилл, остальные работают тоже. Результат смотрим. Молодцы. Так, значит, у нас проводится среди детей с ограниченными возможностями здоровья конкурс Обилимпикс, конкурс профессионального мастерства. И вот присутствующая здесь Айгуль Шамердиновна подготовила победителя в номинации «Обработка текста». Нас тоже она подтянула в эксперты. Мы имеем также право проводить по этой номинации и готовить учащихся. Да? Так, вот, значит, еще вот, что мы участвовали в сентябрьском марафоне «Искусственный интеллект доступен каждому». То есть мы говорили о некоторых программах, сервисах. Вот в данном случае это диктор Mail.ru. Мы подготовили поздравления моей напарнице, воспитателю, к Дню воспитателя. Уважаемая Екатерина Александровна, сегодня День воспитателя. Поздравляем вас с Днем воспитателя. Ваши Кирилл, Денис, Алена, Алина, Елена Владимировна и Екатерина Александровна. Ну и каждый из вас, наверное, тоже имеет свой сайт. У меня тоже есть сайт класса и свой личный сайт, где, в принципе, вот на главной странице, где мы участвовали. И вся информация здесь тоже как бы сохраняется, и в любой момент можно будет извлечь. Ну и последнее, это потребительская компетентность. Возникают различные ситуации, решению которых помогают цифровые устройства. Мы создаем группы класса, мы подписываем согласие родителей. Возникают заболевания детей, также нам приходится оперативно связываться с родителями. И вот хотелось бы еще сказать, что данный опыт на данный момент и вот с данной категорией детей, да, вот эти все сервисы, программы, платформы. Естественно, если будут другие дети, все это может меняться в зависимости от того, какой категории детей будет. Все у меня. Спасибо. Спасибо. Интересный опыт. Мы впервые с вашей командой. Да, несмотря на то, что вот мы в городе считаем, что друг друга знаем, а оказывается, у нас есть известные герои наши, которые сподвижники, занимаются такими вещами интересными. Я дополню, наверное, еще. Вот тут работа с триггерами, она встроена в программы, которые идут к интерактивному доступу. Там вот заготовки есть. А здесь вот в презентации я тоже первый раз можно сделать с помощью. Ну, мы когда-то на каком-то самосборе, лет 5 назад, наверное, даже домашнее задание надо строить, презентации. Там вы праздник делали? Нет. Часы закручивали там. Да. Ну, это как бы домашнее задание было во время самосбора. Так, коллеги, у нас перерыв. Давайте немножко его скрепим. У нас
17:25, 10 минут, достаточно? Да. Так, чайник горячий. Леонид Иванович, и следующее. Я все заканчиваю, потом не следующее. Но собака, как бы, я ему потом не прочитал. В итоге его интернете сделали. Это ваши дела, когда, в принципе, как вы можете, я посылаю первое задание, все задачи, вы уже смотрите, значит, люди, которые с вами встречают, а есть свои личные. Фестиваль. Ну, ссылки на почту не бросил? Да. На мэр? А как поставить, если Самые активные у меня Вот эту верхнюю, да? у меня самые активные Верхнюю. Так все переключается, видите? И назад. Да. Мгм. А указ перейти не хотите? Нет, там у меня само как. А вот. Мы ведь в свое время не просто так, Вячеслав Алексеевич, пришли в Призор. Мы с вами, и наши, и наши, и в то же время тот, кто кого учитывает, одна из девушек сказала, продукции, на теплые нет, что тут вот. А мы сделаем небольшую на таким образом, технически мы можем воспринимать, но мы еще хотим, чтобы кто-то из методиста пошел, потому что да, но это не наша прерогатива, а с вами чисто технически. в итоге она если то как-то ее собрал, там, Юрий Михайлович Калитов уже. Дальше День Победы 9 мая, вспоминание героев Украины, кто фашистскую войну защищали, ветеранов середного лета. Наслаждайтесь зарем расписной, исповедь холодильного рассвета, слава Родине, нашим святым. Четвертая песня, которая была составлена Ирина Николаева, ее порой зарушила, там все нашло. И Михайлович, четыре монахи обещали легкую жизнь по случаю Габая. 13 числа я готов взять пару монахов, День Победы 9 мая. Мы успели помнить всех ушедших небеса, там небеса. Дальше вот Иванович по поводу потому что то есть я
вступить в условия договора филиации. Глубоко большой наш передал привет. А то что? Я хотел презентацию поставить. Слава, презентацию поставь. Там, на нашем здесь в папке бардак. Я не могу в твоей папке. Для сотрудников не могу. Юра, чай больше? Для слушателей. Чай. Завтра в университете сейчас. Сейчас в университете. Завтра в Сахарске пришли. Именно с 12, а потом сейчас на Старуху. А у Истомина высоко кабинет. 15. Двенадцать. Ой, в 11. Костя. Корпус 9. За общежитие. Наверное, народ нас примет. Даже 12-й год, какие молодые мы были. Да, 14-й были. Уважаемые, дорогие
предлагаю, что в конце перерыва мы вдвоем вместе попробуем. Вместе буквально 3 минуты. Полтора минуты. А есть текст? Есть вот надо. Константин, давай программу не будем ломать. Доведем это конца, потом Все. Ну, всем привет. Я за 15 уже пришла. Надежда где-то здесь. Мария уехала. Мария здесь. У меня нет. Она же может выезжала, да? Она сейчас говорят здесь. Понятно. Ну хорошо, давайте мы продолжим нашу работу. Остановим. Две стрелы, ага. Все, теперь закрыть. Да пусть она там будет заморожена. Так, ну, я должен представить Надежда Михайлова, программа видеошоу по работе педагогов дошкольно-образовательной организации. Здравствуйте, дорогие участники самосбора. Я работаю воспитателем в первом детском саду. Сегодня хотела бы вас познакомить с очень легким видеоредактором, который, возможно, пригодится и вам в вашей работе. Но, в частности, здесь буду делать акцент на дошкольном образовании, потому что работаю в этой сфере. Ну, как известно, федеральный государственный стандарт дошкольного образования призывает нас регулярно повышать свою педагогическую компетентность в работе и с воспитанниками, и с родителями. Как известно, работа в детском саду, она делится на два огромных пласта. Это работа с воспитанниками непосредственно для воспитанников и работа с родителями каждодневная, кропотливая, потому что мы ежедневно с ними так или иначе соприкасаемся. В работе с родителями, в работе с детьми мы также стараемся использовать новые нетрадиционные какие-то формы для того, чтобы поддерживать интерес детей. Мы создаем, в частности, я тоже создаю свои видеоролики, показываю для детей, создаем презентации для них. Это другая страничка, да, для родителей, извините. Давайте про родителей тогда и скажу сначала. Для родителей мы созданы свои группы, как у вас многих, да, странички в социальных сетях. Пополняем странички на сайтах учреждения. Также для них создаем видеоролики с участием детей, презентации какие-то. И на дистанционный, когда нас перевели, мы также были поставлены в условия, когда дистанционно мы должны были с детками нашими заниматься. Поэтому мы создавали занятия. Ну вот для родителей у нас какие свои работы выставили мы. С детьми мы проводили день высокой моды. Здесь я без звука включила, потому что несколько видео сразу, да, выставляли на сайте нашего учреждения. Здесь у нас занятия на дистанционной работе. Здесь в данном случае я объясняла им
о воздушном транспорте, какой он, откуда появился, что было в начале, что потом. И здесь, когда у нас случилась пандемия, родители ограничили посещение детского сада, я имею в виду вновь прибывших, и они очень просили посмотреть, в каких группах они будут, и тоже создавала видеоролик, где показывала, в каких условиях будет их ребенок. Ну, и для детей, и для родителей, в частности, больше для детей, нам важна красочность, очень такое, чтобы ярко было, чтобы у детей привлекалось внимание. И предлагаю вам обратить внимание на программу видеошоу. Это инновационная программа для создания видео. В этой программе можно создавать видео как с нуля, так и программа дает очень много, более 30 готовых шаблонов, в которых можно быстро очень, в течение 2-3 минут создавать качественные, интересные видеоролики. Ну и также можно возвращаться, вот открыт проект у нас, где есть надпись, там можно возвращаться к готовым проектам, их видоизменять, дополнять и так далее. Если в шаблон загрузить свои видеозаписи какие-то, совместить их с программами, то, с какими-то фотографиями, то программа, она сама выдаст качественный видеоролик. В данном случае я вам здесь показываю, что на рабочем столе у меня создана папка «Новый год». Там у меня есть одно видео и несколько фотографий. Ну, я взяла так для примера. Обратите внимание, буквально щелчком мышки добавляются фотографии в этот шаблон. Очень быстро. Видео я уже до этого добавила. Все, фотографий здесь нет больше. Нажимаем «Далее». Посмотрите, русский интерфейс у этой программы очень легко и удобно. Здесь предлагают нам вписать название нашего проекта. Я написала 22 до 2022 год, да, «Здравствуй, Новый год». В программе очень легко добавлять аудио файлы. Можно в программе выбрать, а можно свое также подобрать из интернета, какое вам нужно, и загрузить. И вот программа генерирует уже видеоролик. Очень быстро это и удобно. Не знаю, здесь будет сейчас со звуком можно посмотреть. Я сделала видео. Где-то потише можно сделать? Это громко, наверное. Вот это видео я загружала только что на ваших глазах. Извините. Наверное. Выключили, наверное. Да, я сейчас это перемотаю. А, это другое, извините. Вот он звук, я сделаю сразу потише. Поймать не могу. Ну что страшного? Громко, наверное, будет. Вот, посмотрите, оно у нас 2 минутки идет, или меньше даже. Вот это видео я добавила. Это я аудиофайл добавила, а можно и со звуком. Извините, не услышала. Минуты? Программа добавляет, я даже не знаю, я не пробовала максимальное количество, но вообще программа очень много файлов использует, и видео, и там, по-моему, писали до 30 файлов используют.
Ну, это если брать готовый шаблон. А так максимально я не пробовала. Ну, делала примерно, у меня самый большой ролик был на 50 минут. Сам утренник, сам вот с детьми снимали, вставляла. Вот. А вот это я фотографии, которые добавила, посмотрите. Очень быстро вставились тоже, и красиво все это смотрится. Это я взяла тематику Новый год, там их очень много в этой программе. Какие-нибудь... Программа, к сожалению, платная, но она не очень дорогая. Она в районе 1000 стоит, насколько я помню. Но зато ее можно использовать, да, очень долго. Так, вот, обратите внимание, здесь сколько у нас категорий. Это у шаблонов готовых. Это детские, классические. А если вы захотите какие-то другие шаблоны, вас отправить на сайт, где также предложат за деньги. Но можно, я думаю... В каком формате сохранять? Очень много разных форматов здесь. И AV, и MP4, по-моему, тоже. Там, когда будете конвертировать, там очень много форматов предлагают выбрать. Вот. Это у нас были шаблоны. Ну вот, посмотрим новый проект. Здесь очень тоже все легко. Я вот, допустим, нажимаю на фотографию, которая у меня также загружена на рабочем столе, редактировать, и программа выдает очень много функций. Здесь какие-то только у меня представлены. Допустим, можно вставить эффекты. Их очень много. Я вот здесь вам показываю эффекты свечения, только и в тексте можно, и во всем. Ну вот добавляю буквально тоже одним кликом мыши созвездие. Оно моментально добавляется на фотографию, растягивается. И здесь же в проекте его можно посмотреть, как оно будет смотреться. Сейчас я включу. В программе очень много, больше 100 переходов разных, что позволяет создать качественное видео. Есть у нас титры, то есть начальные слайды, которые также очень легко сделать к своему видеоролику. Вот я выбрала уже готовый тоже титр. Группа 10. Наши будни. И сейчас посмотрите, как это будет смотреться. Вот. Вступление идет к видеоролику «Наши будни». И там дальше могут быть видеоряд фотографий. Также видеошоу не ограничивает нас в выборе материалов, как я вам говорила. Здесь можно использовать и видеозаписи, и футажи, закачанные из интернета. Вот в данном случае я из интернета закачала фотографию, да, наверное, цветок. Анимацию бабочки. Посмотрите, как она легко вставляется в нужное место. Также на этом же слайде можно легко добавить надпись любую, выбрать стиль, цвет. Все очень хорошо. Вот у нас недавно... Да, да. В детском саду это очень важно, потому что мы создаем видео не только там для родителей, да, всякие эти утренники и так далее, но и для детей. Вот недавно у нас тоже был месячник по экосистеме, в частности лук. Мы тут создавали свои ролики. При помощи видеошоу мы оформляем утренники. Громко, не знаю, как добавить. Ну, тут по полминутки. Это закачанные из интернета футажи. Я просто вставляла надписи, это в самом начале у нас было. Делается это буквально в течение 5 минут.
Ну и на видео тоже можно легко добавить надписи. С детьми оформляли видео поздравления, видео открытки, тогда, когда утренники у нас нету утренников каких-то на праздники, то мы разучиваем песенку, какое-нибудь поздравление для родителей. Это тоже нужно очень красиво оформить, чтобы выложить для родителей. И в этой программе это просто очень легко делается. Перелистну. Также открытые занятия мы выкладывали для родителей. И в этой программе очень легко тоже создаются какие-то сюрпризные моменты. Один из сюрпризных моментов, сделанных в этой программе, на этом слайде тоже у нас будет. Тут надо будет потом со звуком. Потом. Вот они у меня садятся. Что-то тут нету. Это я тоже сама себя снимала и в этой программе сгенерировала. Ну, какое-то задание, да, мотивацию для детей. С детьми мы участвуем в различных онлайн-конкурсах. Эта программа тоже очень быстро помогает нам поучаствовать. Ну, это одна из первых работ в этой программе, поэтому тут очень часто встречается черный фон. Здесь вот с ребенком-инвалидом мы создавали видеоролик «Мое увлечение». Вот он, там видео будет, как он рассказывает, как приготовить пирог. Посмотрите, и фотографии, и анимация, но все очень легко вставляется на один слайд. Также программа незаменима для создания мультфильмов. Курсы повышения квалификации прошла по анимационной педагогике буквально год назад, и уже создано 2 мультфильма. «Сорочье зеркало» по мотивам сказки Геннадия Анатольевича Юшкова. Этот мультфильм в данный момент опубликован на сайте библиотеки Маршака. Перед ней что-то блестящее, сверкающее. Сорока перед этим предметом то это повернется, то шаг. За этот раз зайца не выдержал. Что тут такое? Зеркало, смотрю, какая некрасивая. Ну, это вот с детьми создавали. И создали мультфильм, который участвовал в городском конкурсе мультипликационных фильмов, посвященных Республике Коми «Родные истории». Мы там заняли 3-е место. Сами мультфильмы создаются с детьми, они тоже лепят, родители помогают. Здесь в данном случае фон делали родители. Дети снимают кадры. Что вы делаете? Эти цветы нельзя рвать. Почему? Эти цветы. Ну, вот именно анимационная педагогика в этой программе, вернее, создание мультфильмов в этой программе очень легко, потому что там сами слайды очень легко сделать маленькими. Как известно, мультфильмы делаются из много-много фотографий. Вот для создания этого мультфильма где-то 100 фотографий. Я ставила штатив, у ребенка была селфи-кнопка, и вот кто-то передвигал фигурки, а кто-то щелкал. И когда я загрузила все эти фотографии, ужала слайды по времени, и получается вот такое вот движение. И записывать звук тоже можно в этой программе. Но здесь в данном случае звук, я отдельно записывала голоса детей, компоновала, и в этой программе все соединяла. Ну, все. Спасибо. Спасибо. Я так понял, вот эту программу можно купить, да? Да, видеошоу называется. Стоит она недорого, но она очень дорого. А скачивается она где-то с сайта с какого-то? Сайта. То есть набрать Мувави. Спасибо большое, что благодарили. Ольга Базарова, следующая.
Мгм. А в какой папке смотреть? И дальше. Самосбор. Вот, Азарова. Вижу. Мгм. Что она просит? Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Азарова Ольга Васильевна. Я учитель химии и биологии, а также классный руководитель 6 класса школы номер 15. Если кто не знает, это школа в Максаковке. Я представляю вашему вниманию выступление на тему «Игра старая, инструменты новые». О какой игре мы будем говорить? Игра называется «Вредные привычки», которая представляет из себя игру по станциям. Старая добрая тема, которую приходится, к сожалению, нам поднимать с каждым выпуском. Сейчас у меня 4-й выпуск, 4 класс, который я уже веду. Обычно с такой проблемой я сталкивалась в 7-8 классе, и усиленно мы работали над этой темой. Однако сейчас, в этом году учебном, я столкнулась с такой проблемой, что в 6 классе у меня массово дети начали курить. Кто вейпы, кто простые сигареты, и это и происходило втягивание детей. Конечно же, проводились беседы, конечно же, приглашались специалисты, наркологи, инспекторы ОПДН, но детей становилось все больше и больше и больше. И вот уже дошло до 8 человек из 29, это 6 класс. Нужно было, обычно с каждым классом где-то в 7-8 я провожу игры, но времена меняются, дети меняются, те игры, которые были раньше, они уже не пойдут с этими детьми. Кроме того, раньше я проводила подобные игры, разделив класс на 2-3 команды, но опять же так получается, что команды большие и каждый ученик не задействован. Мне необходимо было сделать очень быстро какую-то игру, и чтобы она была интересной. И тут я вспомнила все те инструменты, все эти фишки, которые я узнавала на самосборе. В ходе своего выступления и рассказа об этой игре я вам покажу, какими именно сервисами я пользовалась. Итак, самое главное, еще раз повторяю, для меня было не столько работа с детьми, которые уже курят, а самая главная цель была профилактика, то есть сделать так, чтобы не затянуло других детей. Итак, для данной игры необходим был подготовительный этап. Как минимум необходимо было расставить парты попарно по периметру класса. Всего 6 станций. Ставим по кругу, распечатываем название каждой станции, закупаем на одной станции около 30 шариков, распечатываем пазлы, об этом чуть позже скажу, готовим ватманы, маркеры, также оборудование для опытов, и прямо перед входом в кабинет, прямо перед входом в игру, перед началом игры класс делится примерно на 4-5 команд. Там написано 5-6, но где-то команд 5 получалось. В целом, примерно в команде 3-4 человека. Я считаю, что 4 человека в команде это самый, в группе, в любой, самый оптимальный вариант. Тогда каждый человек будет задействован в этой игре. Когда ребята заходят в кабинет, они пока еще не знают тему игры. На доске написано высказывание великих людей, и ребята должны сами догадаться, о какой теме мы будем говорить. Я проводила не только в своем 6 классе, я проводила в 8 классах, в 10, в 11 и даже на учителях. Всегда игра проходила успешно, и все тему называли. Называют тему «Вредные привычки», мы пишем это на доске, составляем кластер. Мы обсуждаем, какие вредные привычки в принципе существуют. После этого я акцентирую внимание на том, что невозможно за время одного мероприятия поговорить о всех вредных привычках. Поэтому мы сделаем упор именно на таких вредных привычках, как курение и алкоголизм. Затем мы обсуждаем правила игры, перемещение между станциями происходит по звуковому сигналу. В моем случае это был обычный хлопок в ладошки. Время между звуковыми сигналами в 6 классе я брала 5 минут, в старших классах 10, 11 и среди учителей достаточно было 3 минут. За выполнение
заданий команда получает балл, на каждой станции находится свой куратор. Но это применительно было именно к моему 6 классу. Нам достаточно было 3 кураторов на 6 станций. Это ребята из старших классов. После выполнения заданий на станции команда получает элемент пазла, из которого будет собрана картинка в конце игры. Пазлы я составила несколько вариантов пазлов. Ну, например, вот такой и такой. Значит, и вот где я эти пазлы создавала. Мне очень нравится вот этот генератор пазлов, где можно выбирать количество частей пазла, где можно менять размер, даже наклон хвостиков, где можно загрузить абсолютно любую картинку и получить любой... Очень доступный сайт, не требует никакой регистрации, легко скачивается, останется только вырезать этот пазл и все. Вот игра начинается, ребята передвигаются по часовой стрелке. Посмотрите, каждый член команды задействован, выполняет свое задание. В качестве физминутки мы используем станцию головокружительную, где учащимся предлагается проверить степень развития их легких, где они надувают шарики. Ну, в результате это получается для них самая веселая станция. Весь кабинет потом наполнен этими шарами. В конце игры они эти шары забирают с собой. Все радостные, довольные. Станция расчетная. Для ребят была самая, конечно, сложная, но даже мой класс один из самых сильных в школе. У меня есть олимпиадники по математике, поэтому для них это было легко. Но даже в слабых командах как минимум одну задачу ребята решали. И вот вам функциональная грамотность та же самая, да, и тут работа с дополнительным материалом. И после игры примерно через неделю, так или иначе, на уроках, у нас еще идет курс «Мое здоровье», мы все эти задачи разобрали. Именно после этой станции ребята говорили: да неужели, мы это не знали, но они своими словами это говорили. Именно эта станция больше всего произвела на них впечатление. Далее, я очень люблю ребусы. О генераторе ребусов я узнала именно на самосборе однажды, несколько лет назад. Генераторов ребусов очень много, я их использую просто везде. Даже если, когда мы в ФГОС должны вывести детей на тему, но я не могу придумать, как детей вывести на тему. Тогда я просто эту тему урока шифрую в ребус. И мы разгадываем эти ребусы. Мои дети все разгадывают ребусы. Викторины мы проводим ребусы. Вот мой самый любимый — это генератор ребусов номер 1. Здесь можно выбрать стандартный ребус, можно выбрать ребус для детей. Очень легко делается, никакой регистрации не надо. Мне он нравится красочностью. Мои коллеги предпочитают вот эти вот два ребуса, вот этот генератор ребусов и вот этот. Но все равно я все-таки остаюсь верна вот генератору ребусов номер 1. На этой станции ребусной ребята разгадывают ребус, и перед каждым ребусом имеется еще и вопрос, где они тоже некую информацию получают. Следующая станция — это станция запутанная, где им предлагается разгадать анаграмму. Анаграмму, я думала, боялась, мой класс все-таки не гуманитарий, боялась, что они не смогут разгадывать. Разгадывают очень хорошо. Им предлагается пословицы, поговорки, высказывания великих людей о вредных привычках. То есть тоже некая информативность для них есть. Вот составляю анаграммы. Сайтов для составления анаграмм очень много. Вот этот мне больше нравится. Опять же, никакой регистрации не надо. Единственный минус — можно зашифровать только по отдельному слову. Но зато предлагает громадное количество вариантов. Выбирай, что хочешь. Очень конкретно этот сайт мне нравится. Далее, следующая, значит, станция поисковая, где детям предлагается филворд. Филворды, здесь необходимо им найти слова, вещества, которые входят в состав сигарет и сигаретного дыма.
тоже хорошо разгадывают, практически полностью все разгадывали. Филворды составляю на сайте развития ребенка, но единственное, здесь недостаток, необходима регистрация. Зато очень легко ввел все необходимые слова, можно выбрать по горизонтали или по вертикали будут зашифрованы слова. Когда я рассказывала это коллегам, многие коллеги потом используют это, когда тоже выводят детей на тему урока. Они в начале урока дают филворд, ребята все нужные слова выписывают, и потом из этого генерируют тему урока, да? Их тоже, вот, да, вот, много, вот как-то я вот к этому вот привыкла, я здесь зарегистрирована, да? Да, возможно. Ну и, конечно же, без кроссвордов никуда. Кроссворды, ну, например, особенно кроссворды тоже впервые про фабрику кроссвордов я узнала на самосборе. Вот мне тогда показали вот этот вот сайт, все, я его полюбила. Все, мне он очень нравится, ничего здесь регистрировать не надо, не обязательно, хотя можно отправлять детям ссылку. У меня, например, на 7 класс у меня составлены практически каждому уроку кроссворды, и для детей с низкой мотивацией к обучению я даю эти кроссворды прямо на уроке, они мне разгадывают, получают свою заветную оценку. Значит, очень просто в использовании. Мне нравится, что здесь можно делать его либо красивым, либо компактным. Да, выбирайте. Я думаю, что многие этот сайт знают. После того, как ребята прошли по всем 6 станциям, я им демонстрирую опыты. Раньше, то есть для меня-то эти опыты не новые, вот на химии я вот этот опыт всегда показываю, с каждым выпуском мы проводили вот этот опыт по сигаретному дыму. Раньше мы его делали с пластиковой бутылкой, но раньше особо запретов не было. И со своим первым выпуском я делала это прямо на глазах у детей. Сейчас, ну представьте, если я на глазах у детей зажгу сигарету. А когда детям начинаешь описывать с пластиковой бутылкой, они не очень понимают. Очень хорошо они понимают, если им показать это вот со шприцом. Носик вырезается, в шприц кладется ватка, только не сильно плотно, вставляется сигарета, и с спринцовкой работаем. Но только вот единственный здесь недостаток, вот конкретно вот эта спринцовка маленькая. Чем больше спринцовка, тем лучше получается. И мы имитируем вдох и выдох. Сигаретный дым, то есть вся сажа оседает на ватке, и я детям демонстрирую, прям пинцетом, не беру руками, показываю, насколько это ужасно, что вот оседает потом у них на легких. Они, конечно же, задают после этого вопрос, а как же вейпы? И тут я говорю, а вейпы еще хуже. На них это действует. Ничего, просто воздух. Воздух качает, сигарету сюда вставляется сигарета горячая, да. И спринцовкой просто срабатывать. Только спринцовку надо взять большую. Далее, ну и вот демонстрирую. И здесь действие этилового спирта на белок. Обычный куриный белок заливаем этиловым спиртом. Водки не пробовала. Я учитель химии, тоже сворачивается. У меня спирта всегда предостаточно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот опыт не получился. Он получается просто всегда. Этот опыт производит впечатление даже на учителей. Учителя, когда это увидели, первая их реакция была, а где же эндорфины? Ну, я вот сказала, эндорфинов мы здесь не видим. Значит, в то время, пока я провожу опыты, и если вот в моем классе были кураторы подсчитывают баллы. Чтобы узнать, чья же команда выиграла. После этого я предлагаю каждой команде собрать пазл по степени, насколько им понравилась эта игра. Из всех классов, которые я провела, в каждом, ну, где-то по 4-5 команд было, в одном только было 6 команд, одна команда только не полностью собрала этот пазл. Они сказали, что для них была станция расчетная очень сложная, и поэтому они не могут собрать это полностью. После этого нам надо как-то все это завершить, подвести итог, и я им раздаю маркеры и
ватман или, ну, в данном случае просто бумаги, и они пишут несколько пунктов. Я не буду пить и курить, потому что. А после этого в каждый класс мы вывешиваем их, вот эти вот высказывания. Где-то 2-3 недели они висят. Вначале учителя не понимали, что это такое, но я бы сказала, не могу сказать, что в 8 классе это сильный эффект произвело, но как минимум в моем 6 классе вот больше таких вот тех вот детей, которые начинали курить, уже не было. А одна девочка остановилась на стадии просто попробовать. В результате сейчас на данный момент в классе у меня 7 курящих человек. Да, впечатление эта игра произвела однозначно. Да, и то есть получается, эту игру фактически я ее составила благодаря тем инструментам, которые я вам продемонстрировала, буквально за вечер. А эффект она произвела, должный эффект она произвела. Спасибо за внимание. Ваш вопрос. Последнее наше выступление, Галина. Александровна, вы меня оставили на десерт, я Да, так понимаю. мы договорились называть друг друга по имени. Александровна. Да. А, не кинули? Да, потом да, тогда Слава, там быстрее у тебя получится. у нас. Ой, подожди, презентация длинная. Как называется это? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, я думаю, что вы все любите путешествовать. И как-то года 3 назад, еще до пандемии, я выступала уже с одной работой учащейся про самобытный праздник Республики Коми. Ну, пандемия наложила свои действия. И в итоге сейчас я вам представляю проект своей ученицы, которая вот, в период пандемии его выполнила. Ну и заняла там определенное место. Итак, как родилась идея проекта? Да просто все сидели дома, и некуда было выйти, а вот она вышла, посмотрела вокруг, и вот что у нас получилось. Так. Вообще, что такое арт-объект? Вообще, как он появился, этот арт-объект? Вот это Анастасия, она не знает, это я уже вставила вчера накануне, сама задумалась, вообще откуда впервые появился арт-объект. Да просто в 1917 году такой вот французский дадаист Марсель Дюшан представил в Нью-Йорке свое смелое творение. Вот оно тут стоит. Он назвал его фонтан, а вообще это перевернутый писсуар. И представляете, сейчас он продан за $2 миллиона. Итак, значит, для чего вообще нужны арт-объекты? Как вы думаете? Ну, вообще арт-объекты, они считаются местом притяжения туристов, украшают городскую среду. Вообще, где стоит какой-то арт-объект, там даже может повыситься и продажа каких-то товаров. То есть повышается пешеходный трафик. СТФК, конечно, он уникален своими арт-объектами. И в итоге целью этой работы, этого проекта было создание
путеводителя по арт-объектам города Сыктывкара, ну и, конечно, наши эжеры. Ну, путеводители мы, конечно, создали. У нас есть, вот, я вам потом покажу, можете посмотреть их. Так, посмотрите. Путеводитель мы выполнили в двух вариантах. Ну, например, к вам приезжают гости, да? Или вы едете на машине. Или, например, вечером, когда все музеи закрыты. Ну, куда пойти, куда повезти гостей? А, есть же арт-объекты. Берешь книжечку и ходишь, смотришь. Так я вот приготовила тут позапрошлому году. И вот по арт-объектам. Можете посмотреть, это одинаково. Итак, ну я приглашаю вас на экскурсию по арт-объекту. Некоторые из вас, конечно, уже знают, где они стоят, и их информацию, их кое-какую о них информацию. Ну, например, было интересно, да, что древний правословный календарь, оказывается, ну, вес его 300 килограмм, он был вообще выполнен в Нижнем Тагиле в 2013 году. Проект «Я люблю Сыктывкар» был инициирован горожанами, автор работы студентка СГУ. Фотопланшеты с видом старого Сыктывкара с уклоном истории появилась на улицах Сыктывкара в 2014 году. Задача фотопланшетов показать, как этот кусочек улицы выглядел 60 лет назад. Арт-объект «Древняя азбука». Ну, вы все о нем знаете, тоже расположен на перекрестке Орджоникидзе и Карла Маркса. Дальше, на пересечении улиц Бабушки на Первомайской гости столицы могут познакомиться с памятником буквы «Э». Это уникальная в Колыме буква. Ну, естественно, что Грибной переулок. Так. Грибной переулок на улице Куратова, дом 17, считается самым узким переулком в мире и находится в щели между двумя частями одного дома. Рядом стоит указатель с его названием. Дерево талантов расположено на благородной площадке возле школы искусств. А вот в 2014 году на Покровском бульваре в рамках городских легенд выполнен проект под названием «Бульвар семьи и мира». А в одном из крупнейших спальных районов Сыктывкара на улице Морозова оборудован сквер общения. В самом центре площадки расположены часы необычной формы в виде гитары и сердца, из которого льются ноты. Массивные, но утонченные конструкции из дерева и металла в виде скамьи с шкафом-платьем и часами красуются возле торгового центра «Аврора». Памятник рублю открыли в сквере у Стефановской площади в октябре 2015 года. Инициатива принадлежала Национальному банку Республики Коми. Арт-объект «Купеческий сундук» установлен на месте, где раньше находилась торговая площадь, в память о купцах и меценатах. А в 2015 году в Сыктывкар вместе с федеральной торговой сетью поехала скульптура медведя с денежным деревом. Фигура под бронзу встречает посетителей торгового комплекса «Торговый двор». Трубач на высотном доме. Так. На стену дома по улице Карла Маркса 222-1 на уровне 7 этажа взбирается вовсе не трубачист, как думают многие сыктывкарцы, а трубач с настоящим горном в руках. Фигура является своеобразной рекламой новостройки. Ну, памятник электромотора вы все знаете, он принадлежит Коми Энерго. А вот ступенька счастья Европы плюс Коми открыта в 12 октября 2007 года в честь десятилетия радиостанции. По замыслу автора, встав на ступеньку, можно загадать желание. Свободная библиотека в виде домика... Все понятно. Свободная библиотека в виде домика с книгами появилась на улице Коммунистической республиканской юношеской библиотеки в 2015 году. Ну, герои русских сказок Змея Горыныча и сосновых бревен длиной 12 метров возвели на Октябрьском проспекте. Но сейчас посмотрел, по-моему, его уже нет. Куда-то он пропал. Что интересно, каждая голова выражает определенную эмоцию. Одна хитро прищурилась, другая застыла в устрашающем рыке, а третья будто готовится извергнуть пламя на всяк мимо проходящего. Очаровательная буренка, сияющая стальными боками, теперь стоит на пересечении улиц Бабушкина и Интернациональной. А перед центральным входом в аэровокзал города Сыктывкара на великолепной клумбе установлена скульптура «Рассвет над Чукоткой». Она выполнена из кованой меди. Цветущая книга, кот ученый, башмаки желаний украшают парадный вход юношеской библиотеки.
Арт-объект Эйфелева башня находится на перекрестке улиц Первомайской и Орджоникидзе и украсил территорию возле одного из цветочных салонов. Параметры башни, вот они указаны, и она сделана точной копией оригинала. А вот посмотрите, арт-объект тележка с углем простояла ровно, наверное, сутки. Ее потом просто куда-то увезли или уволокли на металлолом. Железнодорожный стационный колокол расположен на здании вокзала. Ну, с началом существования России железнодорожного сообщения до 1914 года ни один вокзал не обходился без него. Один удар колокола – это предупреждение, означал приготовиться пассажирам, 2 удара занять места, 3 удара отправления состава. Но сейчас мы познакомимся с вами с арт-объектами Эжвы. Ну, арт-объект самый у нас такой интересный и главный. Это сапоги. Между жилыми домами по проспекту Бумажников на въезде в Эжинский район. Весят они около 50 килограммов. Далее скамейка примирения, скамейка влюбленных находится по улице Мира. Литературная скамейка, выполнена в честь 175-летия рождения основоположника комик-культуры и переводчика Ивана Алексеевича Куратова. Вот, пожалуйста, очень интересный арт-объект, завязанный, фонарь, завязанный в узел на улице Славы. Установить такой нестандартный светильник предложил директор РСТ Юрий Шарыгин, который таким образом передал привет вандалам, которые так и норовят что-нибудь разбить или сломать. Свадебное дерево там же находится, а потом и ромашка рядышком, недалеко. Болт на кризис установлен по улице Мира, дом 16. Установили активисты движения «Эжва – это мы». Объект символизирует несокрушимость русского народа под грузом санкций и кризиса. Раритетный уличный таксофон, улица Славы, 18, напоминает о том, что раньше люди общались по телефону немного другим способом. Ну, таким образом, вот девочка собрала 39 арт-объектов, ну, может, кто-то знает больше, может, некоторые уже арт-объекты сломаны или как бы убраны. Всего у нас получилось 32 страницы. И, конечно, с такой работой можно выступить на разных площадках. Ну, я думаю, что детям было бы интересно узнать о своем городе. Вот такая работа у нас была создана в период пандемии, когда все сидели по домам. Спасибо большое. Ну, мы когда первый раз все вспомнили очень много разных арт-объектов. Некоторые потом еще появились. Поэтому можно дополнять. Вообще нет А можно в электронном виде вот это видеть? Вот гости приедут, куда везти? Работа. Да, вообще. Это работа. Вообще? 4 часа. Вам была она скинута на конкурс? Грантовая работа. Ну, она сюда. А вы ее можно тиражировать? То есть, если мы на сайте поместим? Да. Сейчас включите, посмотрим, что там есть. Во-первых, есть... Так, а это чья флешка здесь? Требует вознаграждения. Она была идет до нас. Да? Нет, там не флешка, там от этого. От клавиатуры. И... Да, я понял. Вот смотрите, меня знаете, что удивило? Мне почему-то удивило, что первая работа, которую я высыпала там 3 года назад, про праздник, она как бы создалась на уровне региона. А вот эта работа получила признание на уровне России. Хотя по сложности наоборот. Да. Я вот могу предположить, потому что вот в первой работе вы использовали, возможно, в основном языке, что вы использовали чьи-то фотографии. Это мы тоже в этом конкурсе участвовали, мы тоже использовали чужие фотографии, нам сказали. А здесь как вот собственные фотографии во втором содержателе. Да. И поэтому ничего да. Потому что школьный процент, он предполагает по оттенку. Да, стране все есть. Ну, вот, шикарно. Это продавать все можно. Конечно. Да, это рассылать.
Естественно, вот это... Но они, скорее всего, заказаны через типографию, да? Через типографию, собственно. Здесь следующее. Прежде всего, это будет востребовано РЖД, потому что сейчас они ввели РЖД, ввел такую организацию прогрессивная технология. Здесь из Ростова, дальше из федеральных вод, двое суток проводили находятся. Они не знают, куда им сходить. И в то же время я вот не проводил спросил, куда можно сходить. У меня в голову сразу же не пришло, куда можно сходить. А вот используя вот это, путеводитель, запросто можно самим организовывать. Слав, ты сюда бросишь, да? Бросил? Там есть второе выступление девочки. Хочу сначала посмотреть, пожалуйста. Сейчас как раз 2 года сидели, нужно было записывать все и отправлять. Здравствуйте. Я уже сегодня у нас продолжаю экскурсию. Ну, то же самое, что я вам сказала. Это то, что это обучаемые школьники. Это ведь сейчас сейчас мало кого простимулируют и мотивируют занятия. Даже Международный конкурс. Ну, вот не участвовали в школьном подъезде. Потому что она это сделала, потому что у нее бокс. А там теперь можно выключить и саму работу Выключить где? А, в смысле? да, Алексей Вячеславович скачал PDF. Это решение. Потом... Куда вот 3 года по праздникам? Никуда. В итоге это очень замечательная работа. Вот это, да? Нет, подожди, это там PDF. Сейчас. PDF у вас есть? Подожди, меня найти скачал. Продукт. Вот это? Ну вот это работает. Видите, Молодцы. и полистайте просто там. Так, вот там буква. Сейчас плавает идет день. Так, у меня... Да, здорово. Ну, мы разместим на нашем сайте, только на это. Ну нет, я говорю, Да. вы разрешаете? Конечно. Потому что это интеллектуальное. Ну, нет, вот здесь не предписано, чтобы не было оформить... Там, где город, вот самое первое включение, там надо где-то город, да, сделайте пробел. Нет, самое первое слайд. Самое первое. Отдельно будет оформить соглашение, Еще выше. потому что там и гербы, и все остальное. Самое начало. Самое начало. Да, пробел здесь. Город Сыктывкар. На той, значит, На работе. международный конкурс нужно. Вообще шикарно. Здесь шикарно. Так. Я так думаю, что тут срока давности не имеет. Можно Ну да. отправить на любой. Нет, но, к сожалению, здесь следующее. Таланты где очень много. Шикарная работа. Просто не все учителя занимаются талантливыми учениками. А я, например, могу только взять 5 человек, с которыми я могла вот какие вот задавать вещи. понимаете? Коллеги, мы плавно перешли к рефлексии. И рефлексии надо правильно говорить, меня каждый раз поправляют. Давайте, свободный микрофон, мы всегда в конце дня высказываемся о своих впечатлениях. Ну, все, что у вас есть сказать. Я очень рада, что вы познакомились с людьми именно в ШИБ. Если можно, Можно повторить? Я буду подходить. не, лучше микрофон. У нас трансляция. Пусть будет так. Так, Юрий Иванович, повтори еще раз. Начинается рефлексия. Мы должны, можем высказаться
о результатах, об итогах нашего сегодняшнего первого дня работы в самосборе. Кто знает? Мы работаем сообща, да, рефлексируем сообща. В общем, я очень рада, что познакомилась здесь с коллегами вживую. Одно дело смотреть программу и не видеть человека, да, а живое общение его никогда ничем не заменишь. Поэтому спасибо организаторам, спасибо участникам, спасибо за такое живое общение и обмен опытом. Да, я тоже слышала о таком самосборе, еще подумала, как вообще сюда попасть когда-то. Вот, посчастливилась. И вообще очень много интересных идей, которые я так для себя взяла в закорма. Да, спасибо вам всем. Спасибо. Так, есть еще желающие взять микрофон? Пожалуйста. Так, Лея Иванович, вы будете мне ассистентом, пожалуйста? Ассистент номер 1. Или можно на связь? Так, и... Давайте я расскажу о программе завтрашнего дня, а потом мы продолжим, что Константин сделал. Да. Значит, что нас ждет завтра? Во-первых, с утра мы уже с вами, Вячеслав Алексеевич объявил, что будет проходить всероссийский вебинар, посвященный новой образовательной платформе «Новая школа». Там в два этапа. Первый как бы сеанс, первая серия состоится с 8 утра, а вторая с 12, да, по-моему, Вячеслав Алексеевич? То есть, если вы на 8 считаете там или не попадаете по каким-то причинам, то можно посмотреть в 12 часов. Но я думаю, что мы сделаем еще и запись, и этот семинар тоже, вебинар покажем, ну, прицепим к нашему сайту, чтобы можно было посмотреть. Я так думаю, что нас ждет вот это еще одна из платформ, которую нам придется осваивать в ближайшее время. Я думаю, что даже в ближайшие полгода мы будем вынуждены с ней знакомиться, и часть образовательных учреждений уже перейдет на эту платформу. Теперь дальше что? Дальше я приглашаю вас всех принять в экскурсии на факультет технологии Сыктывкарского университета, значит, там, где готовят учителей технологии. Там достаточно интересная сейчас база. Можно посмотреть вот те лаборатории, которые на сегодняшний день уже есть. Там 4 очень современных лаборатории. Прежде всего, это виртуальная реальность. Можно прямо вот ощутить себя на краю пропасти, там и разные другие эффекты, прыгнуть с парашюта, и все это будет как бы вот виртуально ощущаться вами. Если вы не боитесь, можете этот эксперимент над собой провести. Там же будут лазерные установки, современные станки, то есть вы увидите, как готовят наших учителей технологии вот на этой базе. Экскурсия предполагается в течение часа, ну, может быть, час 20 максимум. После этого мы переходим в здание Сыктывкарского университета, которое за Пармой находится. Это Старовского, 55 адрес, значит, дом научной коллаборации имени Витязевой. Речь идет о детском проектном центре, который в университете создан 2 года назад. Нас там приглашают в гости посмотреть, во-первых, их базу, во-вторых, ну, некий мастер-класс провести, посвященный программированию в робототехнике. Значит, ну и программа 3-го дня, она, по сути дела, у нас выстроена, 2-го дня выстроена. Вы можете посмотреть, какие выступления вас могут заинтересовать. Значит, особо хочу сказать про вот последний мастер-класс, который Виталий Владимирович готовит. Если у вас нет желания его посетить, то вы как-то, или наоборот, если есть желание, то лучше об этом нам сообщить, потому что ему нужна определенная база и определенная подготовка для того состава участников, которые будут в мастер-классе принимать участие. Но я думаю, что для учителей, которые технические науки преподают, в принципе, это будет интересно посмотреть, как программируются современные роботы,
как это все делается. Ну, мы это, я предполагаю, будем делать в групповом варианте, поэтому друг другу мы можем помочь всегда и какой-то результат ощутить вот от этого мастер-класса. Дальше у нас еще есть два мероприятия, которые проводятся в вечернем режиме. Первое мероприятие будет сегодня проводиться. Я модератор этого мероприятия. Это мероприятие называется «Командное соревнование по поиску информации и решению интересных задач». Значит, команды в настоящий момент сформированы, 11 команд присутствуют. Я не знаю, есть, ну, я думаю, что есть и участники среди вас. Значит, режим будет работать такой. В 20:00 я приглашаю вас, вы все должны были, те, кто зарегистрировался, должны были получить письмо. В этом письме есть две ссылочки. Одна ссылка на сайт, где будет проводиться это мероприятие, а вторая ссылка на комнату в вебинаре. Значит, я приглашаю вас всех в комнату для вебинара сначала, ну и в течение 50 минут я вводные инструкции просто расскажу, где, что, как будет проходить это мероприятие. Покажу, какие особенные моменты там есть, потому что система разработана студенткой Сыктывкарского университета. Это специальный такой программный комплекс, в котором это будет все реализовываться. Ну и затем я как бы объявляю старт, и мы в течение, ну, наверное, 60, может быть, максимум 70 минут выполняем задания в командном режиме, те задания, которые вам будут предложены. Я долго составлял эти задачи интересные, приходите, я думаю, что вы получите удовольствие даже от содержания тех задач, которые будут предложены. Ну, я поставил дедлайн 18:00, но на самом деле, поскольку я уже 11 команд зарегистрировал, то мне оставшиеся команды, если они появятся, не составит труда зарегистрировать. Там процесс просто регистрации некоторого времени требует. Но если у вас, вы еще не зарегистрированы, а желание есть принять участие, то, пожалуйста, приходите. Можно приходить с семьями, можно приходить со своими воспитанниками, там, можете приходить с коллегами и так далее. То есть режим свободное участие. Да. То есть мы заходим на вебинар, ключ, потом вставляем. Нет, ключ вы вставляете, это не к вебинару ключ к сайту, который, там две ссылки. Одна ссылка на сайт, вы на этот сайт вводите с ключом. Но поскольку там время поставлено, таймер поставлен, то вы пока будете видеть таймер обратного отсчета времени до начала. А после того, как я инструктаж поведу, вводную часть, вы уже получите доступ к своей журналу команды и будете выполнять задания. Дальше, завтра вечером пройдет похожее мероприятие, его проводят наши коллеги, но они работают с нами удаленно. Кто в предыдущих самосборах принимал участие, модераторами этого мероприятия являются Александр Максимович Дурягин, он сейчас находится в Сириусе и проходит там обучение по определенной программе, и будет вести это мероприятие из Сочи. И второй модератор этого мероприятия, ну, помните, что, где, когда мы как-то проводили у себя, это Алексей Михайлович, да, Рогачев, да, Алексей Михайлович Рогачев. Он будет из Санкт-Петербурга вести этот репортаж. Инструкция у нас с вами имеется в группе ВКонтакте. Можете посмотреть эту инструкцию. Ну вот два мероприятия, которые внеклассные нас ждут в вечернее время. Сегодня и завтра. Все. 3 часа мы будем на корпусе на Старовского 55. А? Да, желательно паспорт. Что? Третий день, я так понял, что мы субботу не можем занять, потому что, для нашего поколения, для старшего, это какой-то день такой особенный, как День памяти, примерно. То есть, если мы с вами как бы договоримся, то есть возможность не в субботу, а в понедельник куда-нибудь выйти на природу. Но тот, кто выезжал вот в предыдущие годы, помнит... Погода очень отличная. Все, коллеги, я закончил. Если есть желание что-то сказать, то... Пожалуйста, Илья Иванович, включи, что я просил. Так, девушка
Вы помните, как ваш звать? Евгения. Евгения. Так, вы помните, вы выступали в роли помощника по средству? Я? Да. Когда? Что? Меня не доверяют. У меня либо ноги, либо голова. Это в университете. Так, я прошу сюда выйти, Вячеслава Алексеевича. Вячеслав Алексеевич, выйди сюда. Сейчас, секундочку. Так, у меня вот такая просьба к вам.